Трансляцию включил. Извините, пожалуйста. Алло. А у вас нельзя выступать? Не так работает. А потом вообще будет очень холодно, когда будет жарко, потом включим холодный и будет сразу же. Ну, в общем, так кажется, люди приходят, включать, потому что он прям шея дует.
Может, что сразу? Что еще? Что еще? Просто как все. Что мы говорим? Сейчас пока не началось. Ну да, начало.
Всем здравствуйте.
Добрый день, уважаемые педагоги, руководители, представители муниципальных команд Республики Коми. Конечно, наши международные эксперты, наши федеральные эксперты. Позвольте мне вас поприветствовать от лица всего коллектива Коми Республиканского института развития образования на очень важном профессиональном событии для нашей республики. Мы проводим международный методический семинар, который носит очень символичное название «Эффективный учитель для эффективной школы». Нам очень важно, что данный семинар проходит в рамках проекта по поддержке школ, которые находятся в зоне риска, по поддержке школ, которые готовы перейти в эффективный режим функционирования. Данная поддержка осуществляется в рамках федеральной программы развития образования. И нам очень важно, что данный проект «Эффективная школа», он рассматривается как очень важное профессиональное событие именно в рамках нашей концепции, республиканской концепции по повышению качества образования. Конечно, именно Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми является инициатором
программы поддержки школ, которые готовы перейти в активный режим функционирования. Уважаемые коллеги, и я очень рада, что сегодня на открытии нашего семинара, который будет длиться 3 очень насыщенных профессиональных дня, присутствует наш министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Владимировна Ефимова, которая и откроет наш методический семинар. Всем прекрасное, доброе, теплое майское утро, уважаемые коллеги. Вот уже во второй раз мы участвуем в таком прекрасном событии, международный методический семинар. Мне хочется назвать это мероприятие методическим, поскольку мы все с вами учителя, мы с вами методисты и по образованию, и по призванию, поскольку только сам учитель должен и может совершенствовать себя. То название, которое заявлено «Эффективный учитель для эффективной школы», у нас с вами не может быть неэффективной школы. И мы не можем быть, мы не имеем права быть неэффективными учителями. Поэтому я думаю, что нам есть что друг другу сказать, нам есть о чем поделиться опытом. И с огромным удовольствием я приветствую здесь наших гостей, которые во второй раз нашли возможность и присутствуют и будут общаться с нами. Мы ожидаем присутствия еще федеральных гостей, они чуть позже присоединятся к нам. Дорогие друзья, я желаю нам с вами в эти 3 дня открытых глаз, широко распахнутых глаз. Слушайте друг друга, общайтесь, потому что роскошь общения не заменит ничего другого. Но и не могу не сделать государственное вступление, скажем так. Дорогие коллеги, дорогие учителя, 7 мая исполнился ровно год, как подписан указ президента Российской Федерации о реализации национальных целей, национальных задач. У нас с вами уже прошел год, как стартовал нацпроект образования в том числе. Хочу немножко познакомить вас. Республика Коми разработала 9 региональных проектов в рамках нацпроекта образования, которые все как один, прямо или косвенно, нацелены и ориентированы на учителя. Есть отдельный региональный проект «Учитель будущего», который мы тоже начали реализовывать. Но все мы знаем, что нацпроект образования преследует 2 основных цели. Первое – это, конечно же, повышение качества общего образования. То есть наша школа должна быть высоко конкурентной на уровне школ всего мира. Ну и вторая задача, вторая цель, которая, на мой взгляд, может быть субъективно, более важна, это формирование духовно-нравственной, развитой личности, то есть наших детей. Поэтому те формы, которые предлагает нам нацпроект образования, которые мы будем у себя в республике реализовывать, они все нацелены исключительно на ученика и на учителя. И самое главное в нацпроекте, дорогие коллеги, вы должны понимать, это не изменение формы, это не структура. Самое главное – изменение содержания. Содержания и подходов к организации обучения. Я всегда это говорю в последнее время, что, дорогие друзья, мы с вами не всегда успеваем за нашими детьми. А ведь именно от мотивации, от того, как мы организуем нашу работу, и зависит качество напрямую. Поэтому, дорогие друзья, все те мероприятия, которые заявлены в эти 3 дня, они безумно интересны. Они проработаны, и они как раз предложены вам для того, чтобы где-то переосмыслить то, что вы делаете. Где-то пересмотреть свои, может быть, методические подходы к организации работы. А самое главное – пообщаться. Поэтому, дорогие друзья, оптимизма вам, радости от общения, удачи, новых находок, новых идей. Учитель никогда не имеет права оставаться на месте. Поэтому пусть эти мероприятия, этих дней позволят вам переосмыслить, переоценить свои формы, методы работы. И все то, что будет происходить дальше,
позволит нам повысить качество образования. И еще раз говорю, у нас с вами эффективные школы, эффективные учителя, поэтому давайте двигаться вперед и дальше. Успехов вам, хорошего настроения в первую очередь. Спасибо, Наталья Владимировна. Нам очень важно, что именно такие профессиональные смыслы, они лежат в основе нашего метрического семинара. Мы действительно сегодня понимаем, что мы реализуем региональные паспорта проектов, которые наполнены именно важным содержанием в рамках национального проекта образования. Мы будем вместе с вами работать и в рамках национальной системы учительского роста. И самое важное, уважаемые коллеги, что в этом году присутствуют на нашем семинаре все 20 муниципальных команд. Уважаемые коллеги, я очень рада, что у нас будет возможность как раз обсуждения и погружения в тематику данного семинара в контексте именно работы команды, муниципалитетов, в которой присутствуют и школы-лидеры, которые уже готовы сегодня выступать экспертами в области повышения качества образования, и школы-участники проекта, которые сегодня готовы переходить на эффективный режим функционирования, понимая, что наша цель не только создать программу улучшения образовательных результатов, но настроить всю команду образовательной организации каждой школы на тот элемент нашего профессионального созидания, который позволит улучшить образовательные результаты, конечно, наших обучающихся. Дать им возможности для социального лифта, для образовательного лифта. Потом, уважаемые коллеги, конечно, будем с вами обсуждать, а что же такое эффективная школа. Будем обсуждать, что должно быть в центре программы повышения качества образования в каждой школе. И, конечно, нам очень важно, что сегодня вместе с нами тоже работает команда. Команда международных экспертов. И я хочу предоставить слово руководителю команды международных экспертов для приветствия. Андрей Витальевич, вам слово для приветствия. Доброе утро. Спасибо большое за то, что пригласили нас сюда. Мы с удовольствием сразу же, как только узнали, начали собираться и приехали с большущим удовольствием к вам снова встретиться и пообщаться. Я полностью согласен и поддерживаю на 100% Наталью Владимировну, что общение – это великая роскошь. Это действительно то, что позволяет нам с вами находить новые идеи, делиться какими-то творческими замыслами и позволяет получать интерес от работы. Потому что учительская работа, она на самом деле очень интересная. Она необыкновенно разная каждый день. И в то же время может показаться, что работа учителя, она немножко такая, как бы, рутинная. Вот, тут надо оценки выставлять, тут надо с родителями, бумаги опять и так далее. Но если повернуть это именно с точки зрения эффективного учителя, то все на самом деле смотрится намного интереснее. Поэтому я надеюсь, что наше с вами сотрудничество в течение этих 3 дней будет эффективным и будет интересным. И мы получим тот заряд энергии и то сокровище, которое действительно, так сказать, есть у каждого из нас. И еще я бы хотел вас призвать к следующему моменту. Группа, которая приехала к вам, нас 4, значит, это очень замечательные ребята. И поэтому вы не стесняйтесь, как бы, так сказать, не замыкайтесь, и не сидите тихонечко, постарайтесь именно влиться в общение, задавать любые вопросы, которые вам интересны или, может быть, которые вас тревожат, может быть, даже и поделиться. А вот как вот у нас вот так, вот у нас есть, например, вот такой вот барьер, вот такая трудность, у вас такое бывает, получается у вас как-то это решить? Или, может быть, у вас что-то другое? И на самом деле это даст очень большой, так сказать, импульс, и, может быть, даже откроет какие-то новые перспективы и направления в том, чтобы и вам, и вашим ученикам в школе было интересно и увлекательно. Еще раз вам большое спасибо за то, что вы дали нам такую возможность приехать в Сыктывкар. И я надеюсь, что мы поработаем очень эффективно. Спасибо. И продолжаем. Уважаемые коллеги, у вас у каждого на руках наша уникальная программа. Мы в этом году выстроили очень интересно. Дело в том, что каждый из вас может выстроить свой индивидуальный
методический маршрут. И уже начиная с сегодняшнего дня вы уже будете ответственны именно за этап погружения во все те профессиональные смыслы, которые сегодня мы с вами будем обсуждать. И очень важно, что самые различные формы в этом году мы выбрали. От открытых лекций, панельных дискуссий до именно таких семинаров коучей, которые будут определять, что мы все готовы действительно к профессиональному общению. И очень важно, что в этом году мы для всех коллег создали коворкинг-зону. У нас аудитория 217, это аудитория для постоянного профессионального общения. Если у вас возникают вопросы, вы можете зайти в аудиторию 217, отметить у нашего методиста, который сопровождает коворкинг-зону, что вас интересует вот такой-то методический вопрос, такая-то методическая проблема. И мы в течение 3 дней можем создать вот именно по принципу коллаборации возможность обсуждения той или иной проблемы, которая вас интересует. Поэтому, кроме того, что вы будете присутствовать на различных формах наших профессиональных событий, коворкинг-зона, я надеюсь, будет для нас очень интересным, уникальным таким событием, где вы можете действительно найти возможность подискутировать, непосредственно пообщаться со всеми нашими экспертами. И, уважаемые коллеги, в этом году вместе с нами будут работать и федеральные эксперты. Я хочу вам представить наших федеральных экспертов. Они уже приземлились в Сыктывкаре, и команда федеральных экспертов, вот мне передали, приветствует вас пока именно офлайн. Сегодня они начнут работать с нами с 11 утра. С нами будет работать Бысик Надежда Викторовна, ведущий эксперт Центра социально-экономического развития школы Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Надежду Викторовну мы хорошо знаем, она очень часто работала вместе с нами на методических семинарах именно офлайн. Сегодня она приняла решение, что в течение 2 дней будет работать с нашими школами, которые готовы перейти в эффективный режим функционирования. И Надежда Викторовна является инициатором данного проекта на уровне Российской Федерации. Я хочу сказать, что данный проект был рассмотрен на уровне еще Министерства образования и науки Российской Федерации в 2013 году. Именно Высшая школа экономики инициировала создание проекта по поддержке школ, которые находятся в зоне риска. И Надежда Викторовна сегодня будет с нами работать. К нам присоединяется тоже сегодня, уже в 4 часа, Иванова Инна Васильевна. Она является руководителем проекта «Школа управления». И она будет проводить проектные сессии именно для директоров образовательных организаций. Нам очень важно, что впервые в нашей республике будет Махнев Николай Аркадьевич, который является исполнительным директором проекта по поддержке именно сельских школ. Это федеральный проект, и все новые смыслы развития сельских школ он нам представит. Вместе с нами будет Соловьева Юлия Алексеевна в режиме онлайн. Юлия Алексеевна является методологом 2 проектов. Проекта поддержки школ с низкими результатами и школ, которые отрабатывают новые технологии внедрения в ВУЗ. Она тоже будет сегодня вместе с нами. Она эксперт федерального уровня. И все наши республиканские отчеты она именно контролирует. И в федеральном отчете по проекту по повышению качества образования мы занимаем лидирующие позиции именно благодаря тому, что мы отрабатываем новую форму повышения качества образования именно через проект «Эффективная школа», школа, в центре которой работа команды. Конечно, очень важно, что с нами будет работать Клименко Александр Евгеньевич, руководитель одного из проектов «Учи.ру», Горностаев Игорь Сергеевич, Мамонтов Денис Игоревич. Это все наши партнеры, которые отрабатывают новые уже платформы, и это все связано уже с цифровым образованием. И, конечно, уважаемые коллеги, хочется представить нашу региональную команду. Она очень большая, но очень важно, что мы работаем командой вместе с опорным вузом нашей республики. И действительно, на каждой площадке мы будем работать именно вот такими 3 командами: международные эксперты, федеральные эксперты, республиканские эксперты. Я прошу поприветствовать наши команды муниципалитета от лица опорного вуза нашей республики
доктора педагогических наук Наталью Николаевну Новикову. Коллеги, я очень рада сегодня присутствовать на этом мероприятии уже второй год. И благодарю наших коллег из Хьюстона, которые перелетели 1000 километров, 14 часов они были в самолете для того, чтобы быть с нами. Это уникальная возможность для каждого из нас оценить то, на каком уровне сегодня развития находится каждый учитель, каждая школа. Работая 10 лет в школе, и год я заменяла директора школы, я прекрасно знаю, что сегодня в школе очень много проблем. И с одной стороны, с другой стороны, государство ставит большие задачи. И третье – это наши дети, которые совершенно другие, не такие, как 10 лет, не такие, как 20 лет. Я это вижу сейчас по своим студентам, которые приходят к нам в университет, и которых мы пытаемся научить быть учителями будущего. И сегодня очень важно нам объединиться для того, чтобы понять, какая же школа должна быть, какой должен быть эффективный учитель. Только сотрудничество, только взаимодействие поможет нам осознать, каким образом мы должны сегодня обучать современных детей. Я согласна с Натальей Николаевной. Можно очень много говорить о нас проектах, но самое главное – это методики. Каждый учитель на каждом уроке должен понимать, как сегодня на современном уровне учить современных детей. Вся моя научная деятельность связана с информационными сейчас цифровыми технологиями. И тоже мое убеждение, что мы сегодня должны разрабатывать методики использования и мобильных телефонов, и интернет-сервисов на каждом отдельном уроке. Вот сегодня буквально в 16:00 будет выступать мой магистрат. Он всего 1,5 года отработал в школе. Но сейчас мы уже разрабатываем методику использования мобильных телефонов на уроках географии. Я считаю, что вот такие разработки сегодня нужны в школе, чтобы мы понимали, что дети у нас совершенно по-другому хотят учиться. Поэтому я надеюсь на сотрудничество, взаимодействие и согласна с Андреем. Задавайте вопросы, особенно коллегам из Америки. Почему? Потому что у них совершенно другая система образования. И когда я приехала 3 года назад в школу, для меня многое было в диковинку, очень много того, что у нас по-другому. Но когда мы поймем, каким образом там организована деятельность, мы поймем, как нам работать. Не обязательно копировать опыт. Самое главное понять и найти эффективные методы. Я желаю всем успехов, творческих, взаимодействия, удачи. Спасибо, Наталья Николаевна. Итак, наш методический семинар считаем открытым. Я понимаю, что те аплодисменты, которые звучали во время приветствия, они определяют вашу готовность идти вместе с нами в течение этих 3 дней на пути именно профессионального совершенствования. Мы с вами сегодня на этом пути находимся, и я очень надеюсь, что у каждого из нас будет индивидуальный результат, но будет и коллективный результат. И позвольте, уважаемые коллеги, начать наш семинар с открытой лекции. С открытой лекции, которая носит очень профессионально значимое, на наш взгляд, наименование. Именно в рамках открытой лекции, дорогие, спасибо вам, что полистали, спасибо. Именно в рамках открытой лекции мы будем с вами обозначать те задачи, которые будут стоять именно перед каждым из нас. Я внимание обращаю. Да, мы будем сегодня с вами говорить о региональном проекте «Учитель будущего». Но как уже сегодня сказали, что учителя – это мы с вами, но мы работаем сегодня. Но понимаем, что результаты нашей деятельности сегодняшнего дня – это отражение образовательных результатов наших обучающихся и сегодня, и завтра.
Поэтому мы с вами постараемся в рамках этих всего лишь 40 минут определить, как же нам от идеологии и стратегии перейти к осознанию структуры и содержания нашей деятельности. Как нам с вами понять, что действительно только от качества преподавания зависит качество образования. Итак, уважаемые коллеги, я хочу внимание обратить, что, конечно, региональная модель проекта «Учитель будущего» она связана, конечно, с нашими региональными профессиональными контекстами. И мы должны учитывать, конечно, особенности не только нашей республики, но особенности социально-экономические, профессиональные особенности каждого муниципального образования нашей республики, каждой территории, а значит и каждой школы. И действительно, проект «Эффективная школа» нацелен именно на осознание специфики каждой образовательной организации. Сегодня мы с вами должны понять, что работа проекта «Эффективная школа» начинается с анализа кадрового состава. Именно мониторинг кадрового состава каждой образовательной организации, он определил те профессиональные дефициты, с которыми мы с вами будем вместе работать в течение этих 3 дней. Но каждый из нас должен осознавать, что наша совместная работа – это работа, конечно, в контексте указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года. Да, уже прошел год. И сегодня на уровне каждой республики, каждой территории Российской Федерации разработаны региональные проекты по повышению качества образования. Вы видите 2 глобальные цели, которые ставит перед нами президент Российской Федерации. Это обеспечение глобальной конкурентоспособности, конкуренции российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. И вторая, важнейшая цель – это воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно, данный социальный контекст, он определяет и цель проекта «Учитель будущего». Вы знаете, что на уровне республики региональный паспорт проекта уже принят. Сегодня начинается разработка муниципальных паспортов проекта «Учитель будущего». Давайте посмотрим на цель, которая здесь обозначена. Действительно, цель проекта, она очень коррелируется, очень профессионально коррелируется именно с целью нашего проекта «Эффективная школа». Давайте посмотрим. Цель проекта «Эффективная школа» – это разработать и реализовать мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях. И мы должны внимание обратить, что с 2013 года, как я уже говорила, на уровне федерации данный проект уже реализован. Данный проект реализован, и есть очень интересные модели, как работает разная территория на уровне Российской Федерации. У каждой территории своя методология повышения качества образования. Но всегда в центре проекта само профессиональное смысловое понятие «эффективная школа». Давайте внимание обратим, что такое эффективная школа. Эффективная школа – это образовательная организация, которая способна обеспечить всем обучающимся равные шансы на получение качественного образования. Поэтому мы должны осознавать, не случайно с самого начала все время говорю команда, команда экспертов, команда муниципалитета, команда общеобразовательной организации. Только команда может действительно сегодня стать участником проекта «Эффективная школа». Но кто же входит в команду? Так вот, если мы говорим о команде,
то, конечно, лидирующую позицию, уважаемые коллеги, будет занимать директор. Директор именно как лидер своего коллектива. И в рамках нашей информационной методической сессии у нас будет несколько для вас событий, которые связаны как раз с повышением профессионального уровня компетенций директоров школ. Но самое важное, конечно, что директор работает с преподавателями, которые воспринимают себя именно как школьная команда. От качества преподавания по каждому предмету зависят образовательные результаты наших обучающихся. И в центре нашего внимания, конечно, учащиеся. И мы несколько событий методически будем посвящать именно повышению образовательных результатов обучающихся, а именно изменению их мотивационной составляющей. Но без родителей невозможно нашу школу сделать эффективной. Поэтому, конечно, еще один из важнейших профессиональных элементов эффективной школы, конечно, это родители и внешнее сообщество. Кто с нами работал уже на протяжении 2 лет, тот знает, что внешнее сообщество – это и наш депутатский корпус, и наши общественные организации, которые влияют на имиджевую составляющую нашей общеобразовательной организации. А теперь давайте внимание обратим на исследовательское поле проекта «Эффективная школа». В 2013 году на уровне Российской Федерации данный проект был инициирован. Но в течение последних 10 лет «Эффективная школа» – это целое профессиональное движение. Уже прошло более 45 международных конференций, где обсуждаются вопросы, проблемы развития эффективных школ. Посмотрите, пожалуйста, на понятийное поле. В международном пространстве есть 3 понятия. Школьная эффективность, когда в данном случае в центре внимания единые ценности, о них мы тоже будем говорить. Это школьный improvement, то есть постоянное улучшение тех процессов, которые заложены в основе деятельности школы. То есть запланированные изменения, которые постоянно мониторятся. И это суть тоже нашего проекта. И еще одна важная понятийная составляющая, новая для нашей республики. Мы об этом не говорили. Но Надежда Викторовна Бысик вместе с нами будет рассматривать данное исследовательское поле как новый смысл для нашей школы. Это резилиентность школы. То есть в рамках исследования ПИЗа это способность преодолеть неблагоприятный контекст, который, да, может быть о образовательной организации. И самое главное, что именно школа, несмотря на различные неблагоприятные контексты, семейные, социальные, она может и должна выполнять функцию социального мира. Вот именно это исследовательское поле и будет в центре нашего внимания в течение 3 дней. Уважаемые коллеги, итак, школьная эффективность, школьный improvement и резилиентная школа. Вот эти 3 понятия, над которыми будем вместе с вами работать и в рамках нашего проекта, который будет длиться в течение всего года. Итак, уважаемые коллеги, у нас 4 профессиональных трека. Каждый из вас выбирает свой индивидуальный маршрут. Он может менять профессиональную линию, но я очень прошу осознать, что это не случайный профессиональный трек. Мы будем с вами работать над тем, что действительно качество преподавания формирует качество учителя настоящего и будущего. Мы будем с вами говорить о том, каким же образом мы можем применять международные исследования качества образования для изменения образовательных результатов в нашей школе. 3-й трек очень важный, сегодня о нем уже говорили, это цифровая образовательная среда. Конечно, у нас есть федеральный проект «Российская электронная школа», но мы сегодня понимаем, что технологии цифровизации в рамках национального проекта «Цифровая экономика» сегодня определяют, что уже с 1 класса формируются новые цифровые компетенции у наших обучающихся, а значит и у наших педагогов.
И четвертый трек, он связан с тем, что мы понимаем, что учитель настоящего и будущего всегда будет находиться в зоне непрерывного профессионального развития. И только от самого педагога зависит, будет ли это только формальное образование, курсы повышения квалификации, либо это будет система непрерывного развития, которая состоит из формального образования до повышения квалификации. Неформального образования – это участие в методических семинарах, вебинарах, в зависимости от потребностей педагога. И, конечно же, информальное образование, которое определяет участие педагога уже в конкурсном движении. Умение педагога стать экспертом, умение педагога быть наставником. И именно этой теме посвящено тоже несколько наших событий. Итак, непрерывное развитие педагога. Это 3 модели. Формальное образование, неформальное образование и информальное образование. И мы сегодня уже в 11 утра, в 11 часов, да, утра, утреннего времени, будем говорить сегодня о наставниках. Кто такой наставник? Кто готов сегодня быть наставником? И только ли молодым педагогам нужны наставники? Итак, уважаемые коллеги, следующий момент, на который я хотела бы остановиться, он связан, конечно, именно с тем, что федеральный проект «Учитель будущего», вы уже видите, он действительно профессионально по смыслу скоррелирован с нашим проектом по повышению качества в каждой образовательной организации. Потому что очень важно, что на уровне каждой образовательной организации уже начиная с сентября этого года будет проводиться интенсивная работа по выявлению профессиональных дефицитов наших педагогов, на основе которых мы должны уметь выстраивать индивидуальную траекторию профессионального развития. А значит, именно сегодня на методическом семинаре мы вместе с вами будем диагностировать инструмент выявления профессиональных дефицитов и профессиональных потребностей наших педагогов. Мы понимаем, что процедура аттестации, которая, да, уже меняется, вы знаете, что уже есть проект по 2 новым должностям в образовательных организациях. Этот проект сегодня тоже настроен на то, что сегодня у педагога появляются новые функции. Не только педагог, который преподает, но педагог, который готов быть экспертом. Педагог, который готов методически сопровождать команду своей образовательной организации. И вы, наверное, видели уже в проектах функциональную особенность 2 новых должностей педагогов, которые сегодня, уважаемые коллеги, уже рассматриваются как должности, которые вступят в силу 2020 года. И, уважаемые коллеги, нам очень важно поработать с молодыми педагогами. К нам молодые педагоги будут присоединяться. Внимание обращаю, что молодые педагоги сегодня рассматриваются не только как педагоги со стажем работы до 5 лет. Я внимание обращаю, что в федеральном проекте есть новое понятие. Молодые педагоги и педагоги, которые требуют сопровождения, это педагоги до 35 лет. Это тоже особая система работы, над которой мы сегодня с вами будем работать. Уважаемые коллеги, и несколько вопросов я далее передам слово уже нашим международным экспертам. Итак, какие вопросы мы должны друг другу будем задать, на какие вопросы мы должны будем ответить. Итак, почему же сегодня образование меняется? И как оно меняется, и чтобы мы сегодня вместе с вами способствовали изменениям в лучшую сторону? Что же происходит сегодня в зарубежной школе, в зарубежном образовании? Какие слабые и сильные стороны есть у школьного образования в России? А мы должны занять лидирующую позицию по конкурентоспособности. Конечно, мы должны понимать, что сегодня все изменения, и культурные, технологические изменения, социальные, глобализация, это все влияет на изменения. И мы должны не отстать, мы должны быть сегодня не только в курсе изменений, а мы должны знать инструменты, как способствовать все это изменению в лучшую сторону качества нашего образования. Поэтому мы с вами понимаем, что результат образования
который воспринимается сегодня как важный профессиональный смысл нашими учащимися, нашими родителями, это человеческий капитал. А что это такое? Что такое человеческий капитал, который сегодня рассматривается именно как единое профессиональное понятие в международном образовательном пространстве? Это и знания, это и навыки, умения, и способности, воплощенные в людях, которые позволяют создавать, мне очень нравится это понятие, которое ввели в европейском международном пространстве, создавать благосостояние. Какое? И социальное, и личное, и экономическое. То есть в данном случае мы как раз возвращаемся к тому понятию, о котором я говорила. Эффективная школа – это школа, которая дает возможности, шансы для каждого обучающегося, для благосостояния, личного, социального и экономического. Вот ради этого, уважаемые коллеги, мы с вами собрались. Мы будем не только говорить о том, что ОГЭ и ЕГЭ – это образовательный результат. Мы рассматриваем сегодня образовательный результат, уважаемые коллеги, именно как человеческий капитал. Уважаемые коллеги, я позволю себе завершить свой блок открытой лекции и передать слово Андрею Витальевичу. Я не знаю, может быть, с кем-то, если мы не встречались в прошлом году, меня зовут Коптелов Андрей Витальевич, я работаю в Техасе, в университете имени Сэма Хьюстона, на должности доцента этого университета в колледже педагогическом, и также руковожу Центром по международному образованию. Мы работаем с несколькими странами, и как в США, так и в Европе. И вот Сыктывкар — это одно из самых любимых наших мест, когда мы всегда и, ну, на самом деле, просто с большим удовольствием мы собираемся и едем сюда, несмотря на большое расстояние. Я хотел начать с того, чтобы узнать, вы можете, можно ли попросить вас поднять руки, кто здесь учителя? Просто, ну, обычные учителя. О, больше половины, спасибо. А кто здесь администраторы? Директора, заучи? Ага, спасибо большое. Методисты или, может быть, специалисты в области разработки программ? Понял, все, спасибо большое. Значит, ну вот это вот фотография основной площади нашего университета. И я хочу немножечко вам рассказать об университете, буквально 1 минуту. Моя презентация будет на английском языке для того, чтобы моим коллегам было тоже более понятно, но если вы хотите, я буду говорить по-английски, хотите по-русски, как вам удобно. Я не знаю, не выучил, к сожалению, коми языка пока, я знаю несколько слов. Вот. По-русски, хорошо, давайте на по-русски. Значит, университет расположен примерно в 100 километрах от Хьюстона. Хьюстон — это 3-й по величине город США. Первый — это Нью-Йорк, второй — Лос-Анджелес, откуда вот доктор Реджин родом, и 3-й Хьюстон. Он так меняется местами с Чикаго. То Чикаго становится 3-м, Хьюстон 4-м, то Хьюстон становится 3-м, а Чикаго 4-м. Они очень конкурируют. В 100 километрах примерно на север от Хьюстона, в сторону Далласа, если ехать из Хьюстона в Даллас, в сторону Далласа. Он был основан в 1879 году, и присвоено было имя генерала Сэма Хьюстона, который был героем революции в свое время, когда Техас ушел от Мексики к Соединенным Штатам Америки. И в то же время он был учителем начальной школы. И, кстати, я читал одну из его цитат, где он говорит, что я получал намного большего удовольствия, работая учителем в маленькой школе, нежели будучи губернатором одного из самых больших штатов США. Значит, университет является самым старейшим вузом по подготовке учителей. В общем-то, в 1879 году он был основан как педагогический институт. Более 80 различных программ для подготовки бакалавров
в университете, 54 магистерских программ и 5 в нашем только колледже, 5 программ для подготовки докторантов и аспирантов. 72% примерно, колеблется цифра, обычно идет вверх, преподаватели имеют докторские степени докторов наук, и в этом году уже количество студентов, включая студентов, магистрантов и бакалавров, превысило 20 тысяч, по-моему, где-то приближается к 23 тысячам человек. Из них более 400 человек это международные студенты. В частности, вот у нас в колледже учатся ребята из Китая, из африканских стран, из стран Центральной Америки. В университете есть студенты из различных европейских стран, из Австралии, то есть очень большой такой разнообразный контингент. Соотношение студентов и учителей примерно 1 к 22. И средняя наполняемость класса около 30 человек. Тема, которая была предложена мне подготовить, это учитель будущего. На самом деле очень сложная тема. Я голову ломаю уже не первый день. И даже вот вчера мы, когда ждали самолета, в Москве сидели, разговаривали с коллегами, интересно было знать их мнение. Но вот с самого первого дня я все-таки хотел начать вот это вот выступление, у меня не так много времени, с вопроса к вам. Почему я спросил, кто учителя, кто администраторы. Давайте мы попробуем так вместе разобраться, вот как по-вашему, можно ли сказать, что будущее определяется образованием? То есть какое есть образование, как оно развивается, вот такое будет будущее. Или же наоборот, может быть, что будет в будущем, так и образование будет. Какое будет образование? Или же, может быть, культура общества. А культура меняется, я могу вам точно сказать, потому что я работаю в Америке уже 18 лет, и иногда приезжаю в Россию, и когда вот на контрасте, ну, сразу видно, что меняется культура, начиная от вывесок, которые написаны на русскими буквами, на английские слова, вот, и заканчивая привычками людей. Или же экономикой, ну, бизнес это часть экономики. Может быть, это влияет на будущее, следовательно, и на учителя будущего. Может быть, политика. Вот какое ваше мнение? Может кто-то быть так вот смелым в данный момент, осмелиться и высказать свою позицию? Или мы можем просто, я буду называть какой-то пункт 1, 2, 3, и вы руку будете поднимать. Вот я об этом думал, кстати. Все в совокупности, абсолютно интересно. А еще есть какие-то соображения? Давайте так, все в совокупности. А есть что-то, я согласен, на 100% согласен. Действительно, нельзя отделить одно от другого, например, там, как отделить из куска хлеба муку или там воду. То есть это же одно целое, да? Конечно, мы только от теста делаем. Можем ли мы сказать, вот из этих вот компонентов, может что-то еще вы подскажете? Что может являться лидирующим компонентом? То есть образование? А еще какие-то есть? Политика? Безусловно, политика влияет. Потому что я услышал первые 2 выступления. Если у них не будет достойного образования, понимать, что происходит, какая же будет нация через 20 лет. Поэтому я думаю, что образование Я с вами полностью согласен. Безусловно, образование, оно... И даже если мы говорим о политиках, то эти политики-то они откуда выходят? Они же из школы приходят, в конечном итоге, правильно? А из школы, из университетов, из общества. Вот Галина Владимировна отмечала, что общество тоже влияет огромное значение. И вот, ну смотрите, мы с вами на одном языке говорим. Нет, вполне серьезно. Значит, и в этом плане я еще хотел добавить, тут вот я не включил первый слайд, умышленно. На самом деле, что происходит сейчас в мире, я буду говорить больше, наверное, с точки зрения того, что я знаю из опыта работы в американской школе и в американском университете. Я проработал в школе в США 11 лет. И я потом расскажу про это тоже немножко побольше. Мне кажется, что там мне удалось начать понимать, что такое эффективный учитель. Так вот,
В настоящее время огромное влияние также имеют технологии. То, что сейчас происходит в мире, и в США в частности, таким образом, каким технологии внедряются в нашу жизнь, безусловно, это тоже повлияет на будущее, уже влияет на будущее, и на качество и подготовку учителей будущего. Культура общения. Смотрите, мы можем не только общаться лично, приехать друг к другу, но когда мы будем уезжать, мы можем обменяться с вами адресами, скайпом, вайбером, ватсапом, чем угодно, и будем разговаривать очень легко, как будто бы один из вас в Усть-Уме, а другой в Сыктывкаре, или там один в Кочпане, а другой еще где-нибудь рядом в республике здесь. Пристрастие и зависимости людей, которые вот это интересно, очень интересно. Вот этот второй пункт. Оказывается, сейчас, и это связано с технологиями в частности, бизнес и развитие технологий базируется на том, чтобы сначала создать у человека зависимость, а потом предложить какое-то решение. Бизнес-решение, технологическое решение. Я вам поясню. Например, Facebook. Используется, да, в России Facebook? Или Одноклассники, или ВКонтакте. Какие-то еще есть специальные сети, наверное, Pinterest, или Pinterest. Я не знаю, что наиболее популярно здесь. Но представьте себе, вы сможете обойтись без вашего телефона один день? Вообще не трогать его. А ваши ученики? Они спят. Они едят, и это лежит перед ними. Они не смотрят налево, они смотрят сюда. Может быть, что-то пришло через Facebook или через WhatsApp или какие-то другие социальные сети, правильно? Они в туалет не ходят. Не, напомните, зависимость. Это серьезная зависимость. Сейчас мы с двумя японскими коллегами, один из Осаки, другой из Токио, начали работать над очень серьезным исследованием. И я даже страшно подступаться к нему было изначально. Это предупреждение, не прерывание, а предупреждение зависимости к вот таким мобильным устройствам и к интернету. И когда вот это вот, так сказать, начало этого исследования появилось, то очень четко стала прослеживаться та тенденция, что вот эта зависимость от технологий, она по своим психологическим компонентам, вообще проявлениям, равносильно зависимости к алкоголю и к тяжелым типам наркотиков, таких как героин, кокаин и так далее. Представляете, что происходит? Доступность совершенно не... Буквально вот месяц назад мы были в Коста-Рике, и у нас было большое такое совещание, ну, как сказать, митинг. Ну да, совещание в Министерстве образования Коста-Рики. Это небольшая страна в Центральной Америке. У них сейчас основная цель в образовании – это выпускать учащихся, которые говорили бы на двух языках. На родном испанском языке и на английском, причем на очень хорошем уровне. Почему? Потому что страна живет только за счет экологического туризма и экспорта кофе. Другого ничего нет. И им нужно, чтобы дети, которые выпускаются из школы, находили работу. Если они не находят работу, то появляется преступность. Причем с севера у них не очень благоприятные соседи, бедная Никарагуа, туда еще преступность. И вот у них стоит такая задача, что научить английскому языку. Но мои коллеги не будут, так сказать, соврать, чтобы научиться английскому языку, нужно общаться. А без общения это не полное знание языка, тем более для них, когда они хотят развивать туризм или экспортировать кофе. И мы стали думать, каким образом, а так как я занимаюсь применением технологий в образовании с 1985 года, то мы стали думать, каким образом это сделать. Я им начал говорить, что давайте, вот, скажем, компьютеры в классах же есть у вас там, или вот такие ноутбуки, давайте попробуем, скажем, наших учеников с вашими связать онлайн, и по скайпу, например, они будут разговаривать. Они говорят, нет у нас такого, особенно в отдаленных школах, которые находятся в подножии вулканов, 36 вулканов
А я говорю, хорошо, а как же вы хотите? Если ездить они не могут в англоговорящую страну. Да. Они говорят, у них у всех есть телефон. Давайте использовать вот это вот. То есть и доступность оказалась реальной. Даже те дети, которые живут в отдаленных районах, там есть интернет, там есть, пусть недорогой, но телефоны, они могут это делать. И также обмен и взаимопроникновение культур. Почему это важно, на мой взгляд, культура? И Галина Владимировна говорила как раз об этом. Потому что вот я недавно, кстати, слышал от кого-то из российских известных людей, что культура определяет поведение человека. А поведение человека определяет его судьбу. Возьмите, вот я читал новости, тоже в самолете, 2 футболиста, по-моему, да, сейчас сидят в тюрьме. Поведение. Поведение этих футболистов определило их часть их судьбы. А если мы говорим об обществе, то есть культура общества определяет поведение людей в этом обществе, следовательно, его судьбу. То есть это очень тоже важный фактор. И если мы говорим, что образование определяет будущее, то все эти компоненты, взаимопроникновение культур, обращение внимания на те зависимости и привычки, которые появляются у наших учеников. Я вам только что привел пример, что прервать их практически так же сложно, как прервать вредные зависимости. И кроме того, доступность с помощью технологий общения, доступность получения любой информации, это тоже очень важный фактор, который, на мой взгляд, учитель будущего не может игнорировать. И почему? А дело в том, что если мы не будем учитывать и считаться с тем, что интересно нашим ученикам, они нас не будут слушать. Мы можем держать их в узде какой-то период времени. Можем наказывать их, мы можем, так сказать, кричать на них. Но они будут ходить в школу из-под палки, а любое дело, которое человек делает из-под палки, оно не будет качественным, оно не будет, так сказать, удачным и успешным, они будут развиваться, никогда не будут творческими. Вот я, кстати, в подтверждение моих слов о мобильных телефонах привел здесь таблицу вам. 5 лет, даже таблица 4 года. За 4 года использования обычных компьютеров, использования мобильных устройств в мире, видите, какой идет скачок. И исходя из этого, и опять же, учитывая то, что я бы не хотел говорить о том, что я не знаю, а хотел бы, наоборот, так сказать, поделиться тем, что я знаю, на мой взгляд, один из важных элементов учителя будущего – это владение технологиями. Владение технологиями на уровне таком, чтобы они могли конкурировать, чтобы учитель мог конкурировать с учеником. Потому что сейчас, давайте будем честными, я, например, если со своими студентами начну говорить о технологиях, то где-то, скажем, там, работа с более фундаментальными программами, скажем, как графический редактор или тот же пакет офисный, может быть, я им смогу дать курс. А если мы будем говорить о социальных сетях, вот использование всех фейсбуков и прочих вещей, я думаю, что тут они меня запрятают моментально. Вот. Но вопрос опять же, ну хорошо, если они этим владеют, я очень хорошо знаю, значит это им интересно. Как вы считаете? И если это им интересно, значит они будут этим заниматься. Если мы дадим им возможность этим заниматься, правильно? А если мы хотим взять этот инструмент и повернуть его в нашу пользу, как учителя, и использовать этот инструмент или это приложение для того, чтобы учащиеся могли приобретать знания с помощью того, что им интересно, то, что они знают, то, с чем они ходят в туалет, спят и едят. Может быть, это действительно будет неплохой один из путей. Поэтому, на мой взгляд, использование таких направлений, как социальные сети, мы не можем сейчас игнорировать. Я все время говорю студентам такое выражение, когда мы говорим об их использовании.
мобильных устройств, там, технологий и так далее. И вы не можете остановить уже этот экспресс, этот поезд. Его невозможно остановить. Но мы можем попробовать направить его в том направлении, в котором нам бы хотелось, в ту конечную точку, в которую бы нам хотелось. Поэтому для учителя будущего, на мой взгляд, очень важно подойти именно с позиции такой, чем живут наши ученики сейчас. Что мы хотим получить, чем живут они, и что хотим получить мы в результате. Безусловно, у нас есть и стандарты образовательные, которые спускаются сверху с Министерства образования, с Управления образования, различные нормативные документы и так далее. Но в конечном итоге мы же все равно выходим на разработку содержания в классе, в школе. Так вот, каким образом можно взять и использовать интерес, мотивацию и способности учащихся и соединить это с нашими целями и задачами для той будущей цели? Вот в этом как раз, на мой взгляд, и есть профессиональная черта учителя будущего. Да. У меня, наверное, уже все, времени больше нет, да? Вот. Я думаю, давайте сделаем таким образом. У нас есть много что вам рассказать, много чем поделиться. И если честно, я волнуюсь не меньше вас. Мои коллеги, я знаю, и волнуются не меньше вас. Потом им уже и сложнее, потому что они не все понимают. И с точки зрения языка, и с точки зрения культуры. Вот, поэтому я вас призываю еще раз, и уже после того, как министр ушел, будьте совершенно открыты и задавайте вопросы, давайте будем, так сказать, общаться друг с другом. Вы даже когда готовились к этой поездке, попросили Галину Владимировну, давайте сделаем что-то, вот, какие-то дискуссионные такие мероприятия, чтобы мы могли обратную связь. Потому что мы учимся тогда, когда мы делаем, а не тогда, когда мы слушаем лекцию. В большинстве своем, вы не согласны? Вот. Поэтому давайте будем общаться, давайте будем, так сказать, дискутировать, обсуждать это дело. И нам, например, очень интересно тоже ваше мнение знать. А то, что мы знаем, то, что мы вам привезли, еще очень много, есть чем поделиться. Обязательно с вами поделимся. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, итак, открытая лекция единственная завершилась. И через 8 минут мы начинаем работать уже на нашей профессиональной площадке. Там уже собирает площадку. В 11 мы встречаемся на 2 площадках. Итак, уважаемые коллеги, я думаю, наша насыщенная программа уже начинает реализовываться. Андрей Витальевич, мы принимаем ваше предложение, уважаемые коллеги. Самое главное нам выстроить именно общение. Получить как можно больше инструментов для улучшения образовательных результатов. Поэтому, уважаемые коллеги, не забывайте о зоне коворкинга, это очень важно. Если какие-то есть вопросы, у нас сидит в этой зоне коворкинга в настоящее время методист, который по любому вашему вопросу, он будет формировать те группы, которые необходимы для, например, какой-то нашей дискуссии. Проблемы, вопросы в зоне коворкинга и задавайте. У нас очень много дискуссионных площадок. Итак, уважаемые коллеги, начинаем сейчас отдыхать и через 8 минут встречаемся. Excellent. Very good. Good. How are you? How are you? Good. Nice to meet you. She has an idea. If you just stay here, and probably in a month you will speak Russian. That's okay. I have a 3-year visa. It's perfect. Это замечательно, у меня виза на 3 года. No problem. You can take it really fast. I hope so. I teach Bill for about 3 or 4 years, and he's still
Would you like to be a friend of yours? Of course, please. Can you justify? I'm a friend of everyone. Yeah, yes, you do. No, I think if we treat Luke very well, maybe we can offer to him just come to sit to car and teach him. Maybe it's the university level. We have to find the right approach to this. Where were you sitting? Is this 216 or? I'm going to it's okay. It's okay, don't worry. Even with you cheating on this, Yeah, I understand. English Russian. My translator is very good, so. This one is? Okay. I will probably follow wherever they go. I know that Phil, the other, Dr. Sheehan, he's going into 1A. So we can go there maybe. I'll ask. Because I know there's like tourists who's
А вы о чем говорите? Я так хочу сказать. Просто история. Oh, that's why they're scared. Yeah, America has a lot of problems with immigration. Like sometimes people go, like they have like 1 month visa, that's it. Yeah. I know I have like my special letter from the government knows that I'm not like a bad guy. I can leave all day. I paid like their salary. No, just like volunteer for like a student, I guess. He's like, so yeah, and Dr. Eddington, another American school that I go to, they're like in the Department of Education. Oh, there. So that's you want to go to Yeah, let's go ahead. Yeah, let's you guys, I'm gonna go to this We're gonna go see Dr. Eddington. Is that good? Everything's great? Very good. Сколько вы скажете? Сколько всего? У нас час 50, да? Час 40. Нет, час 15. На самом деле, поскольку эта дискуссия нет, не поднимается, потому что эта дискуссия у нас площадка, и очень вас была возможность нам вас слушать. Поэтому надо затем, наверное, будем потом, наверное, Ольга Михайловна. Ну, если время останется, то я скажу. Так что я могу просто в дискуссию включиться, потому что надо послушать сначала, кто что говорит. Уважаемые коллеги, у нас окна работают на поворотно-откидном механизме. В аудитории достаточно жарко. Давайте мы себе участь облегчим и все-таки постараемся немножко приоткрыть. Я боюсь включать кондиционер, нас начнет выдувать, он очень сильно работает. Ну, где-то есть, открываются, то есть достаточно много. Не закрывайте их до конца, пожалуйста. Уважаемые коллеги, поскольку я так думаю, что мы все собрались, и мы начинаем работу
нашей дискуссионной площадке. И чтобы не задерживаться по времени, я предоставляю слово нашему гостю, которого вы уже слышали сегодня, Андрею Коптеву. Пожалуйста. Спасибо большое. Я боюсь, единственное, что у меня много не было, а то мне уже Мы вас остановим, слово если что. предоставляю. Значит, тема моего выступления – как сделать современное традиционное образовательное пространство, а также модели эффективного преподавания и оценки работы учителя, если я правильно понял. Давайте я сделаю так, что раз это у нас дискуссия, да? Да. То вот у меня все время, честно говоря, еще с периода, когда я в аспирантуре учился в Москве, все время вот это слово «эффективно» немножко как бы настораживало, как пугает. Хочется понять, вот, что же такое лежит в основе эффективный учитель, что такое эффективный учитель. Вот вы на что проводите? Дискуссия. Который знает, работает с хорошим качеством. Результат, то есть который у которого получается хороший результат. А вы как думаете? Хороший результат. А как, на ваш взгляд, что имеется в виду результат? Видите, вот уже у нас начинают трудности, труднения. Я думаю, что результат это, в принципе, эффективный учитель, ну, вот как по вашему, по мнению участников, да, это учитель, у которого есть хороший результат работы. Результат работы учителя, на мой взгляд, это возможность дать ученику получить знания, научиться чему-то, да, и при этом, так сказать, не сломать его психику и не заставлять его из пропалки. То, чтобы он учился с удовольствием, это очень важно. Когда я начал впервые работать в школе в Хьюстоне, школа была, я историю вам хотел рассказать. Вы историю любите? Да. Почему история? Это замечательно. Когда я начал впервые работать в Хьюстоне, меня немножко как бы стало удивлять и даже коробить то, что все образование американское, как я сейчас знаю, построено на том, чтобы ученики получали удовольствие. По-английски have fun. Вот, получали удовольствие, чтобы им было хорошо, интересно, весело и так далее. У меня, как у советского учителя, было понимание того, что учеба – это тяжелый труд, это ежедневный труд, это, так сказать, фраза, помните, грызть, гранит ногти надо, вот, и так далее, чтобы удовольствие. Ну, удовольствие можно там получать кино, смотреть кинокомедию или еще что-то. Ну, вот так вот. И вы знаете, проработав, сейчас я вам скажу сколько, проработав порядка 7 или 8 лет в школе, у меня начало появляться, так сказать, понимание, почему такой подход. В школе, в которой я работал, сейчас история. В школе, в которой я работал, эта школа в Америке называется Title I. Это та школа, где более 95% учащихся получают бесплатные завтраки и обед. То есть это дети из малообеспеченных семей. И там, где я работал, эта школа расположена была в районе таком Латиноса, где в основном семьи, которые дома говорят по-испански, иммигранты недавние или нелегальные иммигранты, вот, и так далее. То есть у нас было 93% учащихся, которые относились к этнической категории, их называют Hispanic, из стран Центральной и Южной Америки. Вот. И вот эти дети, они показывали очень невысокие, прямо сказать, плохие результаты на всех тестах, экзаменах и так далее. А для школы это было очень плохо. Потому что в школе, в американской школе, в частности в Техасе, есть 4 категории школ. И в зависимости от этих категорий школа получает те или иные деньги. Самая лучшая категория, это она называется exemplary по-английски. Exemplary это значит отличная, да, школа. В этом случае Министерство образования школы дает больше денег. Как ни странно, да? Вот. Вторая школа, она называется recognized, то есть признанная школа. Это как бы немножко похуже, но она признана. Другая сумма немножко меньше. Третья школа. А критерии
критерии каковы? Критерии это результаты тестов. Результаты тестов студентов. То есть так же, как и сейчас в Российской Федерации, в Америке есть стандартные тесты. Начинают их учащиеся третьем классе по математике, по science, науке, которые меняются биология, химия, физика, география. География там уходит в историю часть туда. Вот. И язык, английский язык и чтение. Ну, в разных классах не обязательно все по всем предметам. Каких-то предметах есть, каких-то нет. Там в основном, например, нету чтения, вот, зато есть там науки, математика и так далее. Вот. И вот в школе, в которой я работал, она была на третьем месте. То есть она была приемлема, по-английски acceptable, приемлема. Четвертый уровень, самый плохой школы, это называется unacceptable, то есть неприемлемо. Если школа вот на этом уровне неприемлемо находится в течение 3 лет, ее закрывают, здание закрывают. Учителям говорят goodbye. То есть не увольняют, но говорят, все, больше школы нет. Вот. А в Америке вообще контракты ежегодные у учителей сейчас. То есть каждый год, как у КИСа. То есть каждый год вам могут предложить, а могут не предложить контракт. В зависимости от того, сколько вы шаг забиваете. То есть какие результаты учащиеся показывают. Вот. Значит, и вот я работал на школе, которая была приемлема. Предпоследняя с конца. И была проблема такая, что ученики не хотят, просто не хотят они эти науки учить. Не хотят. Я как-то стоял на улице, там дежурил перед школой, идет паренек очень умный, а я вел компьютерный, technology application называется, ну, как компьютерный класс. Идет паренек, старшую ты в школу идешь, а мы там можем, даже не старше. Он говорит, что ты делаешь, что я в школу старшую пойду, зачем это мне надо? Я говорю, как, ну ты же такой умный, у тебя талантливый, правильно, все хорошо, ну действительно хорошо. Он говорит, мне это не нужно. Я с отцом строю забор. И каждые выходные, субботу воскресенье, у меня в кармане $100. Мне отец дает от того, что мы зарабатываем вместе. А когда я закончу 8 класс, я без отца уже буду делать. Я уже всему научился, и у меня не 100 будет. Зачем я пойду в что ты говоришь? Зачем я пойду в школу? Понимаете? То есть у них не было мотивации чего-либо изучать, стремиться к знаниям. Но я понимаю, что помимо инженеров там, и врачей и прочих, в обществе нужны и те, кто газоны косит, заборы строит там, и так далее. Да, улицы прометают. Вот. Но как-то обидно, когда вся школа вот, примерно в одном таком ключе мысли. И я тогда рискнул задать вопрос своим ученикам. Я задал вопрос не во время занятий таких, а у нас появился грант от Хьюстона. Он дал, так как школа была вот Title I для бедных, да, мы дали деньги для того, чтобы мы могли дополнительные услуги. Вы знаете, как есть это центры творчества, там, да, вот дом творчества. Ну, так, в Америке их нет. В Америке, если вы хотите, чтобы ваш ребенок научился играть на пианино, будете нанимать частного учителя и платить порядка $60 в час. Если это хороший учитель. Но вы же захотите хороший. Вот. Но вот Хьюстон выделил деньги на то, чтобы после школы ученики оставались и по интересам какие-то занятия с ними проводились. Но эти занятия должны были быть сфокусированы на образовательной компании. То есть как бы 2 зайцев убивал, хотели убить. Деньги нам хорошие были, $1 миллион, по-моему. Для того, чтобы, во-первых, предоставить дополнительные услуги учащимся, а во-вторых, подтянуть их уровень образования. Вот. И меня директор вызвал, говорит, ты будешь это делать после школы? Я говорю, ну, если надо, то будешь. Мы говорим, платить будем там $25 в час, если вот оставаться в школу. Ну хорошо, давайте я буду делать. Он говорит, когда ты хочешь? Я говорю, сколько надо? Он говорит, хоть каждый день. Я говорю, не надо, каждый день. Так, 7 уроков каждый день. А вот, еще даже перед школой там дежурство и так далее, и так далее. Я решил 3 дня в неделю взять такие вот кружки по 2 часа после школы. Ко мне пришли ученики. Первый день пришло порядка 15 человек. И я им написал на доске 7 пунктов. Говорю, давайте, так как это компьютерный класс, я могу вас научить делать сайты, интернет-сайты. Могу вас научить, как делать видео. Могу вас научить, как
редактировать фотографии цифровые, там, ну и другие какие-то возможные вещи я им дал, перечень, вот, и говорю, вот чтобы вам было интересно. Они так на меня смотрят, 7 уроков отсидели, ненавистное занятие, 7 часов, да, понимаете, мучились. Смотрят так на меня и говорят, а поиграть нам можно вообще? Поиграть нам да? Я не знаю, что-то меня так воскликнуло. Да у меня дел своих было тоже за день много очень надо было. Оценки выставить вообще. Я говорю, ну хорошо, давайте поиграйте. Так вот как-то. Пошел у них на поводу, ну давайте поиграть. Сам оценки выставил, там планы конспектировок. Замечательный был вечер, прекрасно. Да еще там дополнительную зарплату директор выделил за эти кружки. На следующий день, когда пришел 40 человек, 40 учеников. И я понял, что я сделал ошибку. Да, поиграть. И они ничего не спрашивая, ничего не ожидая, включают компьютеры и идут что-то там делать. Вот. Я говорю, так не пойдет. Что, нет, что? Во-первых, у нас эту лавочку прикроют. Во-вторых, мы не попадем. В первую очередь, да? Поэтому, говорю, давайте делать прекратим. Я говорю, вам вчера дал, там, поблажку просто попробовать и все. Ну, они и так далее. Вот. И начали со мной торговаться. А я им говорю, ну хорошо. Ну я же не могу сказать, вчера дал, да, сегодня говорю. Нет. Я говорю, хорошо, давайте так, вы очень хотите играть. Ищите игры, которые образовательные, по математике, там, по наукам, еще что-то. И покажите мне эту игру. И если она, так сказать, пройдет мою экспертизу, то и будет игра. Они начали искать игры, находят, действительно мне показывают, там вот, пойдет, играют. И я снова засел там за свои бумаги, они играют, тихо, хорошо, так это все идет, и все радостные, трудочки все. А потом я встал и начал вот так вот ходить, смотреть, чего они делают. И у меня волосы, оставшиеся на голове, дыбом поднялись. Эти ученики, которые не знают, как складывать и умножать дроби, так? Которые там получают негативные результаты на всех предметах, они начали играть друг с другом онлайн, пробив систему безопасности 7-го по величине школьного дистрикта в Америке. Ну, как-то они сделали. И они друг с другом там присвоили себе героев каких-то, имена, с огромным удовольствием играют в сети. Это вообще, я говорю, что делать? Я говорю, хорошо, научите меня, как вы это сделали? А это легко, это легко. Я понял. Ну, естественно, мы с ними договорились, что они больше не будут нарушать закон. Вот. Я понял, что это не глупые дети на самом деле, и не ленивые дети. А дело-то все в том, что они, когда они делают то, что им интересно, они могут делать очень много. И тогда у меня остался единственный выход, потому что я уже как бы и поблажку дал с этими играми, и тут они уже вообще черт что делать. У меня остался единственный выход, чтобы спасти ситуацию. Я им говорю, а вот как насчет того, чтобы не играть в игры? Ну, что вы играете, как дети маленькие, да? А это же подростки, там, да? Садимся. Давайте мы с вами будем лучше делать игры сами. Компьютерные игры сами. Что вы хотите, будете делать. Единственное, мое условие, чтобы эти игры были образовательные. Скажем, по математике сделать. Вот у тебя, например, там, какая проблема? Вот я там не знаю, как десятичные там взоры превратить. О, говорю, вот давай, сделано. Они смотрят и говорят, ну, это тяжело, мы не сможем. Строить могут, а это не могут. Вот. Я говорю, да ну что вы, ерунда какая, легко, пара пустяков там, я вас научу. Хотя это был блеф, я понятия не имел, какие их делать. Но тем не менее, они согласились, говорят, давай. И я на следующий день почти процентов 70 ночи провел за компьютером, там, изучал, как вот эти программы, чтобы их делать. И потом, когда мы вернулись к этому вновь, я начал показывать, как делать, они заинтересовались, им дал много свободы, говорю, вы можете сами придумать сценарий игры, можете героев сами придумать, музыку, они тогда рэп очень любили, ну, сейчас любят. Вот, музыку какую-то, говорю, чтобы без ругательных слов. И так далее, и так далее. И они стали делать игры. Но игры были как раз по предметам. И я их даже посылал, говорю, ты иди, говорю, к учителю по математике, да, и принеси мне бумажку, где учитель говорит, вот у тебя такие-то есть проблемы. У тебя надо пройти то. И беру бумажку. И вот я говорю, ну смотри, у тебя же прекрасно вот уже получается там лабиринт игра, да? Давай сейчас попробуем там положим какие-то вот сокровища. Сокровища открываешь, вопрос вот по такой-то теме. И вот таким образом мы стали с ними
работать после школы. Я не хотел бы, чтобы вы это восприняли как хвастовство, но через год примерно, ну, достаточно интенсивно работали с ними, вот, через год примерно наша школа заняла первое место по показателям тестов вот, по технологиям. Тоже есть в 8 классе тест. Среди 59 школ Хьюстонского учебного округа. А еще через полгода они сделали игру, которая была сфокусирована на био- и нанотехнологии, и в частности, это вообще шикарнейшая вещь, конечно, исследование, которое проводилось в университете в Хьюстонском, там введение в кровь био-наносенсоров, которые предупреждают возникновение скрытых заболеваний, таких как рак, например. 8 класс ученики, которые не хотят идти в старшую школу за порох за $100. Вот. Им удалось сделать с ними такую игру, ну, правда, уровень, конечно, не университетский, но тем не менее. И мы ее представили в Вашингтоне на конференции Национального научного фонда и получили даже грант за это. Вот, но если хотите, мы потом пообщаемся. Я к чему эту историю вам рассказал? Ну, во-первых, чтобы вы немножко проснулись, вы сказали, что любите истории, да? Вот. А во-вторых, просто хотел поделиться вот тем подходом, что когда мы немного как бы изменяем нашу стратегию, не то что мировоззрение, а именно стратегию, да, и попытаемся как бы подойти с позиции учащихся. То есть узнать их интерес, узнать их заинтересованность, в смысле желание, ну да, заинтересованность, и использовать это как раз в том направлении, которое нужно нам, то они сами начинают у нас работать. И в дальнейшем, например, я с ними что делал? Они мне просто помогали готовить уроки. Так как они уже овладели достаточно программным обеспечением, я говорю, вот мне надо такой урок подготовить. Вот ваша группа, вы делаете презентацию. Ну, да, презентацию. Вот. Можно вопрос? Да. Вот. А скажите, пожалуйста, а программу вы писали? Вот вы ведете Значит, программу? да, программу, да. Значит, ну для кружка вообще там программа особо не требовалась, но там требовалось, что ты будешь делать и так далее. Да, я написал, и именно я сфокусировался на том, что это разработка компьютерных игр, направленных на образовательные предметы. Вот. В Америке вообще программа, она таким образом, там есть стандарт, и стандарт он достаточно общие такие как бы, установки дает, и учитель уже сам, исходя из этих установок, он пишет планы конспекты уроков и тому подобное. Вот требования к программам таким образом какие-то определенные заложены. Если есть стандарт. Я понял, да, если есть стандарт, да, то есть все пункты стандарта должны как бы отражаться. Ну, например, давайте возьмем тут. Да, но есть определенные сложности. Для меня, например, даже было первое время очень тяжело это делать, потому что здесь, когда преподаешь здесь, там уже были даны более как бы, конкретные пункты, примерно. Там нет, там просто есть стандарт штата. Ну, вот такие общие достаточно. Положение из них уже надо вытягивать, чтобы вот делать такой урок. А сейчас я вам покажу. То есть мой позыв следующий. Уважать учеников. Порой мы их не уважаем, и они не уважают нас. Нет? Нет, серьезно. Как только мы начинаем уважать учеников, не просто поблажки им давать, а наоборот, давать им задачи, которые достаточно сложные, но в то же время помогать им почувствовать, что дорогу осилит идущий. И что на самом деле это возможно как бы, помогать, но давать им больше свободы и больше возможностей. У них чего-то переключается, и они совершенно по-другому смотрят на обучение, на преподавателя, на уроки. У меня даже возник интересный случай такой, когда вот эти ученики делали игры, утром они там приходят до школы. Я говорю, сейчас быстренько там что-то поделать до школы, хорошо. После школы остается, я говорю, ты что, автобус ушел, автобус разложен. А ты меня отвези. Что ты? Я говорю, я тебя не могу отвезти. У меня нет письма от родителей. Если я в аварию попаду, ну так, внутри города, движение там 100 км в час по фриве. А я сейчас говорю, маме позвоню, он тебе разрешит. Вот, то есть вот, вплоть до того, что даже вот, они готовы были после уроков и до уроков приходить. Один раз меня даже встретила моя коллега в коридоре, большая такая, значит, учительница черная, говорит, ты что там делаешь? Я говорю, ну так, что я делаю? А чего, говорит, они ко мне ходят все время, пристают? Я, говорит, пообедать не могу. Вот. Они, говорит, меня после школы задерживают, вопросы по науке. Вопросы мне всякие задают, я их не знаю, эти вопросы, говорит, у них сложные, какие-то не задают вопросы. Мне некогда этим заниматься. И потом, говорит, я опаздываю выехать и попадаю в пробки.
Ты говоришь, прекращай это дело, не мешай мне работать. Вот. То есть вот такие вот. Но опять же, что ученики сами должны заработать, потому что мы работаем намного больше, чем могли бы. И рутина вот эта вот, она заедает учителя, она в конечном итоге даже становится как бы, мысли приходят, что я вообще, так вот, жизнь моя вот для этого, бумажном волокиту, вот этот скандале там, с учениками, с людьми. Нет, не бывало у вас такого? На полном серьезе. Вот. Поэтому вот мой позыв такой, что просто взять и поменять парадигму. Поменять парадигму. Есть ли у кого-то мысли какие-то? Или соображения? Это все не так просто поменять парадигму. Потому что мы уже много говорим о смене, да, нашей парадигмы, сознанивания, деятельности развивающей. Но так это все тяжело, потому что вот наша ментальность зачастую нам мешает, это правда. Мы не движемся вместе с учениками, мы всегда где-то позади чуть-чуть них отстаем. А вопрос очень простой можно задать. Попробуйте прийти в школу и задайте вопрос. Я задавал с ним. Вы мне скажите так. Вот если бы я вам дал бы свободу, полную свободу, да? Что бы вы сами делали? Вот на уроке, вы в классе. Чем бы вы занялись? Полную свободу. Знаете, что мои ученики мне ответили? Слушал музыку, смотрел видео, играл в игры и общался с моими друзьями. 4. Все. Вот из этих 4 я выбрал игры, потому что они сами мне показали. Показали. Вот. Попробуйте спросить ваших, что они будут. Наверняка вот что-то будет из этих 4, может быть, все то же самое. И попробовать, если, например, попробовать и повернуть это. Я могу, у меня просто времени нет, я могу вам сейчас пример привести, очень тоже красиво, по поводу музыки. Нету, да, наверное, уже времени? Ну, одну минуту. У меня одна студентка есть, и она выступала на конференции на студенческой 2 недели назад. Мы с ней взяли вот эту музыку, повернули таким образом. Она говорит, я на скрипке играю хорошо, и люблю стихи сочинять. И пошла на практику в школу. И я говорю, а ты давай скажи своим ученикам, пусть они на какую-то любимую их музыку, вот есть же любые песни, да? Вот, берут музыку эту, и на эту музыку с твоей помощью сочиняют стихи, но по предмету. Понимаете идею, да? Они начали писать песни по предмету. А когда они начинают писать песни, они должны идти находить информацию. То есть они должны делать какой-то ресерч, какое-то исследование. Понимаете? И вот здесь начинает работать этот механизм, о котором я говорю. Я люблю слушать музыку. Вот слушай, хотел слушать музыку, да? Напиши. Слушай, ты любой может. Возьми, напиши, возьми музыку, и напиши. И делай, и получается. Понимаете? То есть вот в этом вот как раз интересное как бы направление, оно может... Попытайтесь, если хотите. Вот. И просто дайте им возможность почувствовать себя людьми такими уже как бы самостоятельными, использовать свой интерес и любовь к чему-либо. И может заработать хорошо. Кто знает. Спасибо. Спасибо, да? Благодарю нашего. Ой, презентация. Да, Наталья Николаевна. Уважаемые коллеги, я хотела несколько слов сказать. Сейчас, слушая Андрея, да, мы задавали, почему никто не задал вопрос? Вот он рассказал историю, почему мы все такие молчим, задали вопрос только в учебный план. А что, волнует, что беспокойно? Вообще у нас дискуссия, Да, хорошо, да. не уходит, дальше мы общаемся. Да. Можем вечером поговорить. Вот А я сейчас еще есть время. Почему хочу сказать, да, вот я была в ситуации, когда приехала в Америку, мне предоставили возможность провести занятия со студентами. Я рассказывала образование в России, то есть какая система образования, какие у нас школы и так далее, что изучается. Но перед лекцией мне Андрей сказал, Наташа, ты 40 минут, ты говоришь, и 40 минут вопросы. Я такая, ну как, что 40 минут у меня будет спрашивать? Я была в шоке. На самом деле я всего выступила 20 минут, а все остальное целый час были вопросы. Задавали вопросы, понимаете? И потом я пришла в школу, смотрела, как в Middle School, да? Я встретила детей, и дети маленькие
задают вопросы. Они чем-то интересуются. Почему это? А почему так? А почему это? Понимаете, вот сейчас сравнение, когда я постоянно сравниваю, почему у нас вот дети сидят, почему студенты. Вот сейчас приходят студенты, они тоже не задают вопросы. Они только слушают. Почему? Потому что в нашей школе, это, ну, моя, может быть, позиция, у нас так, вот сидит, да, ты должен слушать, учитель знает, что мы сегодня изучаем, как мы изучаем, и ученик просто тихо, спокойно сидит. Вопросы он не может задавать. И это очень важно. А здесь Андрей говорит, наверное, совершенно другой уровень. Создать игру, создать проект, проведи урок сам. И в день самоуправления, когда мы организуем, помните старая традиция день самоуправления, а почему не дать возможность ученику провести урок по своему предмету? То есть на самом деле мы лишаем детей сегодня активности. И вот я обучаю, вот в этом году ко мне пришли студенты первого курса. То есть это учащиеся бывшего 11 класса. Да? И когда мы стали с ними говорить, тоже сидят все зажатые, вопросы задавать не могут, что-то делать, а что вы можете, что, а вот мы знаем. И начали говорить, что они знают, как они сдали ЕГЭ. Вот это они все говорят. А что вы можете делать? Пожалуйста, дискуссия в интернете, дискуссия в классе, сесть в кабинете. То есть вот сейчас целый год я их раскручиваю на то, чтобы они говорили, чтобы они делали, чтобы они проводили что-то. Это очень важно, сделать детей активными. И вот сейчас Ольга Михайловна расскажет о проектной деятельности. И вот проектная деятельность, то, что включается сейчас в наши школы, это очень важно. Но как это проходит, это другой вопрос, да? Административно, проекты у нас должны быть по всем предметам и так далее. Мы с Воркутой работали, да, с одной школы. К сожалению, работала дистанционно, и я видела, какие трудности испытывают учителя в проектной деятельности. А проектная деятельность – это вот как раз возможность дать детям возможность самим творить, самим создавать, изучать то, что им интересно. И это очень важно. Вот моя кандидатская диссертация была «Организация проектной деятельности младших школьников на уроках технологий». И я доказала, что детей проекта можно изучить в первом классе, и они идут. И вы представляете, какое было счастье, когда студент пришел ко мне, то есть он отучился с первого класса, в школе в 16, и он пришел ко мне, уже студентом. Мы с ними писали диплом, он создавал. И вот эту проектную деятельность, эту исследовательскую деятельность я чувствовала уже в 20 лет, а учила его с 7 класса. Это очень важно, коллеги. Вот на самом деле ребенок должен быть активным. Через игры, через проектную деятельность, через дискуссии, через какие-то взаимодействия. Это очень важно. Сначала, Наталья Николаевна. Я хочу резюмировать просто немножко выключить. Я думаю, что меня слышно, и уже не буду кричать в микрофон. Уважаемые коллеги, по поводу нашей сегодняшней дискуссионной площадки напрашивается очень простой и очевидный вывод. Проблемы, вне зависимости от стран преподавания, у нас одинаковые. И решение этих проблем заключается, наверное, вот в этой установке, которая, собственно, на слайде. Да? Если у нас учитель эффективный, то тогда и будет успешным у нас ученик. На самом деле учителя у нас, если так можно, конечно, и корректно будет сказано, можно разделить на учителя-мастера, и таких учителей у нас единицы, да, и учитель-профессионал, что тоже очень хорошо. Я не говорю про все остальные категории, но на самом деле только вот эти две категории помогут нашим ученикам добиваться целей жизни и то, о чем сейчас говорила Наталья Николаевна, сделать такими их порывы, позывы, чтобы в этих порывах и позывах проявлялась их активность. Но это достаточно сложно, да, сделать, потому что наши дети
сожалению, к счастью, меняются быстрее, чем мы. Смена поколений, да, и у нас мы видим, что дети наши очень просто и иногда гораздо эффективнее, что сегодня было уже приведено в пример, поглощают и работают в виртуальной реальности. Но, несмотря на это, наблюдаются проблемы. Проблема в том, что дети поглощают информацию, абсолютно не умея с этой информацией работать эффективно. Поэтому, да, вот здесь на слайде вы видите, они, несмотря на то, что являются цифровыми аборигенами, они серфингисты по волнам этой информации. Но у наших деток на самом деле еще и развиваются другие умения, другие потребности. Наши дети замечали, что полюбили в последнее время тесты. Это наиболее простой способ проверки или наиболее, может быть, для них приемлемый способ проверки того, что они освоили. И на самом деле теперь наши дети и то, что, о чем тоже уже сегодня говорилось, готовы платить за качество услуг. Это не дети, это, безусловно, родители заинтересованы, да? И дети сейчас наравне с родителями, поскольку это идет от них, скорее всего, от родителей, да, такое у нас, к сожалению, зачастую проводится такая параллель, что если образование качественное, то оно должно быть обязательно платным. Так ли это? Ну, мы с этой проблемой столкнулись на самом деле. И последнее время у наших детей, тоже об этом говорилось, появляются новые умения. Наши дети, извините, не срабатывает. У наших детей появляются новые умения. Наши дети умеют теперь работать с электронными учебниками, с электронными дневниками. Наши дети готовы работать в цифровой среде. И если мы отстаем от этого, то таким образом мы вот эту их живую потребность в развитии, но которая им интересна, не успеваем обеспечить и проследить. Уважаемые коллеги, ну, на самом деле, да, я уже сказала о том, что у них появляются новые умения, и, ну, у меня все равно не срабатывает, не успели, это важно, какие умения у них уже появляются. Самое главное, нам не отставать от них, и только тогда наша школа будет эффективной. И некоторые критерии эффективности этой школы выведены на слайд. Да? Коллеги, это все, что в качестве резюме я хотела сказать. Если у вас есть какие-то реплики, несогласия, наоборот, какие-то замечания, вы можете сказать. Ну и какие эффективные приемы? Что учитель может сделать? Из опыта нашего победителя, да, этого года, учителя года, Ольги Михайловны Сковородниковой. Спасибо. А я не услышала. Можно, пожалуйста? А я забрала. Да. Все свое, да. Добрый день, уважаемые коллеги. Много сегодня уже было сказано об особенностях преподавания в современной школе, о роли учителя в современном образовательном пространстве. Конечно же, мы не можем сегодня работать по той же самой модели, что и 20 лет назад.
поскольку время меняется, и современное общество требует от нас новых подходов в образовании. Сегодня я бы хотела коснуться, на мой взгляд, наиболее важной задачи образования – это развитие коммуникативной компетенции учащихся. То есть коммуникативная компетенция учащихся, на мой взгляд, является основой для успешной социализации личности в дальнейшем, в будущем. Что же такое коммуникативная компетенция? Извините, прошу прощения. Хотела вывести на слайд определение. Итак, коммуникативная компетенция – это способность человека решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения. Попросту говоря, это овладение техникой общения, усвоение ключевых стандартов поведения в обществе. Нам всем известно, что федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования предполагает определенное формирование конкретных универсальных учебных действий. Именно коммуникативных универсальных учебных действий, некоторые из них представлены на экране. Во-первых, это умение организовывать учебное сотрудничество и взаимодействие, совместную деятельность с различными участниками образования, с учителями, со сверстниками, умение работать в группе, находить общие решения, разрешать конфликты на основе учета интересов всех участников, опять же, взаимодействия, умение определять общие цели, распределять роли внутри группы, формулировать, аргументировать свою позицию. Татьяна Дмитриевна, что-то мне пытается сказать. Да, вы можете вот эти вот... Опустить, да, не буду тогда комментировать, в принципе, нам всем известно, да, коммуникативные универсальные действия, учебные действия, которые, в общем-то, регламентируют федеральный государственный образовательный стандарт. И, естественно, существует множество различных приемов и методов, даже целых технологий, которые направлены как раз на формирование данной компетенции у учащихся. Ну и, разумеется, каждый учитель наверняка использует свои методы, которые он считает наиболее эффективными для решения данной задачи образования. Я бы хотела остановиться на проектной деятельности, поскольку наша школа, то есть одним из основных направлений работы нашей школы в данном ключе является как раз проектная деятельность. И как учитель я активно использую метод проектов и в урочной деятельности, и во внеурочной деятельности. Очень часто вовлекаю детей в групповые проекты, поскольку нам всем известно, что группа – это общество в миниатюре. Да? И именно в группе моделируется система взаимоотношений, характерная как раз для реальной жизни. В рамках группового проекта учащиеся учатся выполнять различные коммуникативные задачи. Во-первых, это участие в дискуссии, в обсуждении, учатся формулировать вопросы, ответы. Данная коммуникативная задача, формулировка, я имею в виду вопросов, ответов, имеет место как раз на презентации продукта проекта. Следующая задача, с которой сталкиваются учащиеся, это формулировка аргументов. И формулировка аргументов учатся они выражать свое мнение, аргументировать свою позицию с целью, опять же, убедить собеседников в правильности своих неких суждений. Еще одна коммуникативная задача, которая решается в рамках работы над проектом, это распределение ролей и построение, формулировка, опять же, ролевых высказываний. Например, допустим, на этапе подготовки к защите проекта учащиеся в группе распределяют, естественно, роли, определяют, за какую конкретную часть проекта они будут нести ответственность, какую конкретную часть проекта они будут представлять. Ну и, соответственно, строят определенный текст своего сообщения по данной части. На уровне основного общеобразования в нашей школе учащиеся, ну и мои, в том числе учащиеся, выполняют итоговые индивидуальные проекты. В нашей школе данный вид деятельности является обязательным. Руководителями проекта могут быть как педагогические работники, так и родители. В последнее время это стало достаточно актуальным. Родители все чаще и чаще стараются быть вовлеченными в процесс образования, и, в общем-то, это хорошо. Что касается учащихся, то на разных этапах работы над проектами приходится решать определенные, опять же, коммуникативные задачи.
В рамках подготовительного этапа ученик взаимодействует со своим руководителем проекта. Это либо учитель, либо родитель, как я уже говорила. Теперь вот как раз в данном моменте основной его коммуникативной задачей, его, я имею в виду учащегося, является суметь грамотно донести то, что он видит в качестве результата своего проекта. Ну и руководителю, как мы все, в принципе, знаем, руководителю, его роль в данном ключе направить ребенка, помочь ему разработать некий план, построить план его действий. И руководитель, опять же, должен понимать, что ребенок видит в качестве результата. На этапе сбора информации учащиеся используют также различные методы. Среди них такие методы, как анкетирование, опрос, интервью. Сами за себя уже говорят, в общем-то, данные методы направлены на развитие, опять же, коммуникативных компетенций. На данном этапе формируется навык составления вопросов разного типа, возможно, даже прогноз предполагаемых ответов респондентов. И что касается, опять же, этапа презентации, защиты проекта, уже упоминала об этом, данный этап требует от ребенка умения составлять тексты различных типов. Ну, мы все знаем, что есть сплошные тексты, несплошные тексты, или линейные, нелинейные по другой классификации, может, кому-то больше известно. Дети совершенно разные. Кому-то проще составить цельный текст своего выступления на этапе защиты, где логически все они построили, все свои мысли логически изложили. Кому-то проще опираться на определенные тезисы, ключевые слова. Это уже не сплошной текст. Как правило, защита, она сопровождается мультимедийной презентацией. Опять же, мы сталкиваемся здесь с несплошными текстами, которые могут носить форму диаграмм, графиков различных, таблиц, опять же, ключевых в каких-то моментах. Поэтому на этапе защиты, как уже сказала, достаточно четко формируются определенные коммуникативные навыки. Ну, еще немного по поводу сотрудничества. В 7-9 классах индивидуальный проект в нашей школе должен носить элемент некого исследования. И на этапе как раз сбора информации детям часто требуется изучить общественное мнение. И вот здесь участникам, я имею в виду учащимся, извините, говорилось, возникает у них необходимость общения с разными совершенно категориями людей. Да, это и взаимодействие со сверстниками, это и взаимодействие с учениками более младшего возраста, со старшеклассниками, это и взаимодействие, опять же, с учителями, родителями и даже с профессионалами в некоторых областях. Приведу пару примеров, если у меня есть время, Татьяна. Нет времени. Хорошо, без примеров тогда. Пример приведите, да. Хорошо, пример приведу. Ну, допустим, что касается взаимодействия, опять же, учащегося основной школы, в определенном этапе возникла у нее необходимость выяснить отношение детей разного возраста к карманным деньгам. Опять же, ей предстояло осуществить коммуникацию с представителями различных возрастных групп. Девочка составила определенные вопросы и обратилась к малышам. То есть составила вопросы таким образом, чтобы они были доступны и понятны учащимся младшего школьного возраста. Далее пришла, опять же, к старшеклассникам, провела анкетирование, предварительно, опять же, изъяснила цель своего визита, зачем она проводит анкетирование, то есть представила себя, позиционировала себя определенным образом, и всем аудитории было понятно, что зачем они делают, то есть зачем они отвечают на вопросы данного ребенка. Что касается взаимодействия с профессионалами в разных областях, еще один небольшой пример, тоже мальчик писал проект по теме путешествий в Агру. Неважно, там, какие были актуальности, цели, задачи и так далее, но суть в определенный момент ему стало интересно узнать, а сможет ли обычный среднестатистический человек, житель того же Усть-Ломского района, вот его сосед, поехать в Агру, индийский город, в общем-то, довольно-таки далеко. Ну, я как руководитель, конечно, могла предложить ему поискать информацию какую-то в интернете, но я поступила следующим образом. Предложила ему сходить в местный отдел статистики.
выяснить средний уровень, средний заработок жителей Сколковского района. Ну и, естественно, путем определенных подсчетов, он там изучал стоимость проживания в отеле, самолеты и так далее, пришел к определенным выводам. Он их сходил. Правда, с мамой сходил. Опять же, была проведена определенная работа, то есть мы проговорили то, каким образом он должен прийти, поприветствовать профессионала, специалиста, который работает в данной организации, да? Каким образом он должен изъяснить цель своего визита, вопросы сформулировать, ну и все остальное в том ключе. Поэтому взаимодействие на данном этапе тоже осуществляется, конечно же. Публичное выступление. Хорошо. Ну и еще один момент, конечно же, немаловажный для развития коммуникативных компетенций учащихся. Такой аспект, как публичные выступления, тоже направлен на решение данной задачи. Умение выступать перед аудиторией – это такой навык, общеучебный навык, ключевой навык, действительно, который необходим для любого современного человека. Ну и школьный проект, мы все знаем, что он предполагает защиту, презентацию своего проекта, презентацию продукта. И учащимся необходимо решить целый ряд коммуникативных задач для успешной защиты. Задачи, опять же, висят на слайде, и можете, в принципе, с ними ознакомиться. Если есть желание, я могу прокомментировать. Я закончу тогда, Татьяна Дмитриевна. Хорошо? Спасибо за внимание. Жду вопросов. Уважаемые коллеги, то есть проектная деятельность – это один из способов, опять же, да, формирования эффективного взаимодействия в школе между всеми участниками. Пожалуйста, конечно. Вот мне интересно, опять же, с точки зрения ученика, насколько им нравилось или нравится вот такой вот именно в таком, да, в таком Проектная деятельность. Вас интересует работа в группах или индивидуально? И так, и так. Так и так. Но я думаю, что в принципе они выполняют проект с удовольствием. Почему? Потому что... Да, что-то... Спасибо. Проектная деятельность, она такая, что из-под палки, как вы говорите, не получится. В рамках проектной деятельности ребенок действует исходя из личных мотивов, личных интересов. То есть тема определяется самостоятельно, скорее, из интересов учащихся. Цель, проблемное поле, то, что интересует ребенка. Поэтому деятельность личная проектная, в общем-то, носит такой характер добровольный и, более того, скажу, с удовольствием. Они сами тему выбирают проекты? Да, да. Тему проекта выбирают сами. Ну, конечно же, когда у ребенка возникают затруднения определенные, такое тоже бывает. Все дети разные. Опять же, педагог, руководитель ведет некоторую коммуникацию, некоторую беседу относительно того, относительно выявления интереса учащихся. И потом может даже предложить, в общем-то, что-то интересное исследовать. Это не предметно, а когда предметные, да, проекты. А когда предметный проект, там, конечно, тогда в рамках общей да. темы. Если вы говорите, что проект это дело добровольное, но вы... Да, я поняла. Это обязательное у вас условие для учеников. Да, здесь я противоречу сама себе. Прекрасно. Спасибо за вопрос. Дело в том, что, как я уже говорила, это одно из ключевых направлений школы. Да, наша школа, то есть проектную деятельность соблюдает именно итоговый индивидуальный проект, потому что они уже могут быть проекты совершенно разные. Это могут быть проекты внеурочной деятельности, там, где никто из попалки, в общем-то, не гонит, да? А вот это касается итогового индивидуального проекта, здесь дело, да, обязательно. Опять же, чтобы создать условия для ребенка именно для развития его коммуникативных способностей. Потому для что, проверки, да. сформированности уже, да, коммуникативных, это в рамках промежуточной дистанции. Нет, он не идет в рамках промежуточной дистанции. У нас сейчас вот как раз являемся пилотной площадкой по внедрению среднего общего образования. И как раз десятиклассники наши тоже работают над проектом. Если честно, я пока не вникала в эту суть, потому что у меня нет сейчас десятиклассников, вот не совсем до этого было. Но, по-моему, там даже есть такой предмет, как итоговый индивидуальный проект. И, возможно, да, в 11 классе эта защита и будет носить форму
промежуточной аттестации. Но что касается основного общего образования, итоговый индивидуальный проект – это как одна из форм, которая определяет сформированность метапредметных навыков. Она является обязательной, учащиеся получают определенный уровень, либо базовый уровень, либо повышенный, либо высокий, и он тоже фиксируется. Скажите, а процент охвата какой у вас учащий? 100%? Процент охвата, опять же, индивидуальный итоговый проект или процент охвата деятельности вообще внеурочный и на уроке? Индивидуальный. 100%. А учащиеся сами выбирают, какой проект я хочу, или по классам как-то распределяете? Нет, учащимся предоставляется возможность выбрать самим. То есть мы знаем, что итоговый вообще проект – это деятельность такая, не предметность, надпредметная, да? И в любом случае за учащимся закрепляется определенный педагог, предметник, который наиболее ближе к той области, с которой вот определился учащийся самостоятельно. Но тут добровольное дело в плане выбора темы и выбора даже предмета, если такого. Коллеги, у вас очень хорошие на самом деле вопросы, такие злободневные, которые сейчас все беспокоят, потому что мы прекрасно знаем, да, что в проекте вот этих всех аттестаций у нас все-таки указано, что проект защиты индивидуального, да, либо, вернее, защита индивидуального проекта выполнена на основе одного предмета, либо на основе нескольких предметов, да, это все-таки вот уже недалекое будущее. Ребенок должен показать сформированность метапредметных результатов, да, и где-то в какой-то степени даже мы там можем и пронаблюдать личностные, которые не проверяются, как известно, но проверить сформированность метапредметных результатов необходимо. И, наверное, это наиболее эффективный, да, способ проверки, это как раз защита этого проекта, потому что там все. Как я проработал с информацией, как я эту информацию скомпилировал, как я умею защищать. То есть вот вам коммуникация, вот вам познавательные, да, вот вам коммуникативные, регулятивные, как я выстроил план своего проекта от целеполагания до рефлексии, да, вот она у нас, пожалуйста. И у нас все универсальные учебные действия таким образом могут быть проверены. А иначе у нас нет такого другого эффективного инструмента проверки сформированности метапредметного результата. Вот в одном. 3 в одном получается, да, вот этот проект. Вот, допустим, взять комплекс. Нет, я хорошо, да, ни в коем случае не... Почему? Наоборот, комплексные работы, вот тоже учащиеся же пишут в конце года, да. Комплексный метапредмет работы. Вроде метапредмет, но где коммуникативно? Они когда пишут, да, вот видите, коммуникативно направленность. А каким образом? Где мы, как ее сможем проверить? Это же очень тяжело. Вот и получается, что все равно коммуникация, коммуникативные универсальные учебные действия, они могут быть проверены каким образом? Только во взаимодействии, только в коммуникации, да? Поэтому действительно все вот эти комплексные работы, конечно, они проверяют очень много аспектов. И это, конечно, гораздо эффективнее, чем проверка просто предметных, да, потому что предметные результаты, безусловно, должны быть сформированы, безусловно, да, то есть если мы какие-то вот эти предметные области, которые в обязательном у нас представлены в плане учебном, не освоены, то мы об эффективности тогда научного освоения вот этих элементарных научных знаний не можем говорить. Но помимо всего прочего, самое главное, мы что хотим сделать? Мы хотим подготовить нашего ученика к чему? К реальной жизни. А в реальной жизни ему нужно планировать свою жизнь, уметь и свои действия. Ему нужно общаться. Ему нужно быть хорошим, добропорядочным, законопослушным гражданином. А это вот та надслойка над предметом. Конечно, мы и как учителя-предметники, безусловно, вместе со всем педагогическим коллективом вносим свой посильный вклад. Но тем не менее, этому сейчас в стандарте уделяется приоритетное, да, приоритетное внимание. При этом никто с
нас не снимал ответственность за формирование научного предметного знания. Поэтому, коллеги, я надеюсь, мы продолжим вот дальше наши с вами вот такие дискуссионные моменты. Я надеюсь, что мы активнее включимся, но это еще только начало, правда, и то вот уже дискуссия наша к концу развернулась к аудитории. Поэтому, коллеги, отдыхаем и следующее распределяемся по следующим инстанциям. Называется BU, 25 BU, я могу в интернете показать. Да, вот. Значит, изменились материалы, на английском тоже. Не, ну, там много. Вот. Я не знаю, это интересно. Но 7 лет сейчас. 7 лет не было, она учитель. Я спросила, где играть. Ольга Николаевна, потом, если хотите, мы с вами сядем. У меня вопрос есть, я попрошу ребят, которые есть. Да. И вот, например, если...
Да, вот вопрос чуть-чуть. Что такое проект Project-Based Learning? Почему Project-Based Learning? Student practice, stories, work conduction design, get started services, и так далее. Но вот этот целый институт, который занимается только проектной деятельностью, но это своего рода коммерческий проект. Вот. Но они достаточно много чего делали, видели, не будущее. Ну, если вы это занимаетесь, ну ладно, да, О, я уже все скопировал. Можно убрать. Коллеги, что с вами продолжим нашу работу. Сейчас Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу с вами работу. И нас ожидает лекция по внедрению технологических инноваций в образовательных организациях, программа подготовки образовательных организаций к оценке качества образования на основе технологий международных исследований качества образования. Начну я, и затем предоставлю слово Надежде Викторовне Бысик, и затем нашей коллеге Андрею Витальевичу Коптелову присоединиться к нашему разговору. Я имела в виду коллег, приехавших издалека, международных контекстов. Мы с вами уже знаем, что национальный проект в сфере образования ставит такие амбициозные цели, как обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитых социально ответственных личностей на основе духовно-нравственных ценностей.
Для того, чтобы в 2024 году мы могли обеспечить вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, мы должны занять лидирующие позиции в международном исследовании математического и естественно-научного образования ТИМС и повысить свои позиции в международной программе по оценке образовательных достижений по естественно-научной грамотности ПИЗа. Сегодня в Российской Федерации существует единая система оценки качества школьного образования, которая обеспечивает мониторинг знаний учащихся на разных ступенях обучения в школе, оперативное выявление и решение проблем системы образования в разрезе предметов, школ, регионов, дает возможность получить полное представление о качестве образования в стране, анализировать и учитывать влияние различных факторов на результаты работы школ и позволяет школам вести самодиагностику, выявлять имеющиеся проблемы, а родителям дает возможность получать информацию о качестве знаний своих детей. И вот здесь представлено схематично, какие именно исследования входят в единую систему оценки качества школьного образования по уровням образования. Система строится на ряде базовых принципов. Этих принципов 5. Первый принцип – оценка как составная часть учебного процесса. Этот принцип подразумевает, что очень важна обратная связь, которую мы получаем в процессе обучения от наших учащихся. Второй принцип – это объективность оценки. То есть при получении необъективных данных невозможно принимать эффективные управленческие решения, да, поэтому данные должны быть объективными. Третий принцип – оценка того, чему учили. Да, то есть определяется ядро содержания образования и проверяем именно то, чему учили. Четвертый принцип – формат оценки влияет на содержание образования. Здесь предполагается, что мы должны постоянно совершенствовать измерительные материалы, чтобы они действительно определяли именно то, чему мы ребят учили. И пятый принцип – оценка, стимулирование и развитие. Этот принцип подразумевает, что мы используем результаты для стимулирования развития образования, для совершенствования преподавания, для оказания организационно-методической помощи. Но таким образом, по результатам оценочных процедур мы не можем сравнивать эффективность работы регионов, школ и учителей. Недопустимо использование результатов для принятия административных решений и наказания учителей, директоров слабых школ, где учащиеся продемонстрировали недостаточно высокий уровень знаний. Как же мы можем эти результаты использовать, для чего они нам нужны? Вот об этом дальше пойдет наш разговор. На следующем слайде представлены основные международные сопоставительные исследования качества образования, в которых участвует Россия. Это исследование ПИЗа, да, которое предполагает оценку образовательных достижений учащихся 15 лет в области математической и естественно-научной грамотности, грамотности чтения. Это международное исследование качества чтения и понимания текста для учащихся 4 классов. Это международное мониторинговое исследование качества математического и естественно-научного образования для учащихся 4, 8, 11 классов. Далее идет международное исследование качества граждановедческого образования 14-летних школьников. И в нижнем ряду представлены международное сравнительное исследование педагогического корпуса, международное исследование компетенций взрослого населения и международное исследование компьютерной и информационной грамотности для учащихся 14-летнего возраста. Далее остановимся на некоторых исследованиях и их основных задачах, их основных возможностях. Первое такое исследование – это исследование ПИЗа. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. Это периодическое мониторинговое исследование качества и тенденции развития математического и естественно-научного направления национальной системы образования. Именно это исследование позволяет выявить и сравнить те изменения, которые происходят в системах образования в разных странах мира, и дает возможность оценить эффективность стратегических решений в области образования. И надеюсь, что вы помните о том, что именно по результатам исследования ПИЗа в 2009 году, предыдущих исследований, было принято решение о том, что необходимо вносить существенные изменения в федеральный государственный образовательный стандарт. Исследование осуществляется Организацией экономического сотрудничества и развития в консорциуме с ведущими международными научными организациями при участии национальных центров. Следующий слайд раскрывает модель оценки функциональной грамотности. То есть ПИЗа 2018 года – это уже исследование функциональной грамотности. Здесь кроме математической, естественно-научной, читательской грамотности появляются глобальные компетенции и появляется финансовая грамотность. Для чего исследование проводится? Вот основные вопросы, на которые должно ответить это исследование. Насколько выпускники наших школ готовы жить и работать в обществе, в котором проявляется межкультурное разнообразие в условиях
глобализации. Как учащиеся воспринимают новости глобального характера, как они понимают, как они критически анализируют глобальные проблемы и проблемы взаимодействия культур. Какие подходы к образованию в области разнообразия культур, взаимодействия культур и глобализации используются в школе? Какие подходы используются в школе при обучении детей представителей разных культур? Как формируются глобальные компетенции в этих условиях? Какие подходы используются для организации совместной работы учащихся представителей разных культур? Ну и, наконец, как школа справляется с проблемами гендерных различий и стереотипов? Для того, чтобы на эти вопросы получить ответы, исследование включает в себя набор ситуационных контекстов задач. 6 основных контекстов. Личный контекст заключается в ситуациях, с которыми учащиеся сталкиваются ежедневно. Да, это окружение ребенка, именно приготовление еды, осуществление покупок, игры, личное здоровье, спорт, путешествия, личные финансы. Второй контекст – это учебник. Он обычно тесно связан с процессом обучения. И в случае оценки читательских умений это будут задания на работу с различными текстами из других областей, из математики и естествознания. Третий контекст – рабочий. Он предполагает, что контекст задачи тесно связан с миром работы, то есть с миром профессий. Это могут быть ситуации, связанные с покупкой материалов для какого-либо строительства, составлением рабочего расписания, оценкой качества результата и так далее. Четвертый контекст – общественный или публичный, заключается в ситуациях, связанных с общественной жизнью. Это могут быть выборы, транспортные проблемы, различные политические вопросы, демография и другое. Пятый контекст – научный. Предполагает, что задача имеет отношение к решению какой-либо научной проблемы с применением знаний в данной предметной области. Это может быть различные экологические вопросы, вопросы медицины, технологий, пространства и так далее. И, наконец, шестой – мировой контекст задачи заключается в ситуациях, которые касаются всего окружающего мира. Это могут быть вопросы эпидемии, вопросы использования природных ресурсов, различные климатические вопросы и так далее. На следующем слайде отражены результаты ПИЗа по 3 аспектам исследования. Показана пятерка лидирующих стран и место России. В 2000 году Россия была на 16 месте, в 2003 году на 32-м, в 2006 на 36-м, в 2009 на 41-м, в 2012 на 34-м, в 2015 на 32-м, а к 2024 году стоит задача войти в десятку лучших. Ну, конечно, исследование направлено не только на выявление тех видов грамотности, о которых я говорила, да, читательской компетентности, математической, естественно, научной, но и исследование позволяет выявить те факторы, которые влияют на результаты образования. Вот, в частности, определены факторы, влияющие на результаты естественно-научного образования. Наиболее сильное позитивное влияние оказывает социально-экономический статус учащихся этой школы, показатели использования адаптивных методов обучения, организация неурочной деятельности, кружков и олимпиад. А наиболее сильное отрицательное влияние оказывает организация классов по способностям и показатели, связанные с нарушением дисциплины. Есть над чем задуматься, да? И при этом отмечается, что лучшие результаты дают следующие стратегии. Это обучение, где доминирует учитель, учитель объясняет материал, обучение на основе обратной связи, то есть обратная связь, идущая от учителя к ученику и обратно, соотносящаяся с учебными целями и стратегиями. Адаптивное обучение, когда учитель планирует урок с учетом уровня подготовки и потребностей класса. Обучение на основе исследовательской деятельности, учитель поясняет связь знаний с различными явлениями. И при этом отмечается интересный парадокс: снижение среднего балла сопряжено с частым использованием дискуссий и дебатов. То есть не всегда дискуссии и дебаты приводят нас к желаемым результатам. Перейдем к исследованию TIMSS. Основная цель исследования – сравнить между собой качество математического и естественно-научного образования в начальной и средней школе. Участвуют ученики 4 и 8 классов, причем одни и те же дети, да? Дети, которые в 4 классе, затем они же в 8 классе. Каждые 4 года исследование проходит, такая схема позволяет отслеживать, какие изменения происходят в образовании при переходе из начальной в основную школу, как они влияют в целом на качество образования. Оценивается общеобразовательная подготовка учащихся 4 и 8 классов по математике и естественно-научным предметам. А также включается подготовка учащихся 11 классов по углубленным курсам математики и физики. Это исследование позволяет провести сравнительную оценку уровня образовательных достижений учащихся начальной и основной школы в разных странах, выявить тенденции в изменении качества математического и естественно-научного образования в начальной и основной школе, отследить изменения в математическом и естественно-научном образовании, которые происходят при переходе из начального
образования из начальной школы в основную школу, поскольку обследуется одна и та же совокупность учащихся. Также исследование дает возможность получить информацию об особенностях содержания программ по математике и естественно-научным предметам, а также об особенностях организации образовательного процесса в разных странах. И очень важная задача – это выявить факторы, влияющие на качество математического и естественно-научного образования в начальной и основной школе. В этом исследовании результаты у российских школьников достаточно высокие. В 2015 году ученики 4 класса заняли 7-е место по математике, 4-е место по естествознанию, а 8-классники оказались на 6-м месте по математике и на 7-м в естественных науках. При этом рейтинг выявил 3 большие проблемы российского школьного образования. Это большой объем домашних заданий, это резкое падение успеваемости в средних классах, и это недовольство учителей своей работой. Далее мы с вами видим результаты, да, как они менялись из года в год. В 2003 году Россия была на 9-м месте, в 2007 году на 6-м, в 2011 году на 10-м, в 2015 на 7-м месте. И также результаты исследования дают возможность определить, какие же факторы способствуют достижению наивысших результатов учащихся 4 класса всех стран по математике и естествознанию. Да, и были выделены следующие 3 основных фактора. Это отношение к учебным предметам. Причем отмечается, что разрыв в результатах между теми 52 российскими учащимися 4 класса, которым очень нравится изучать математику, и теми 11, которым это не нравится, составляет всего около 40 баллов. Также отмечается, что несколько уменьшилось число российских учащихся, которым нравится изучать математику. До этого было 58%, да, в предыдущем году, в 2015, и сейчас 52%. Естествознание тоже стали меньше любить его. С 62 упало до 58%. Второй важный фактор – это самооценка учащихся. Отмечается, что результаты российских учащихся, которые чувствуют себя уверенно при изучении математики, это 28%, и естествознание 40%, значимо выше тех, кто чувствует себя неуверенно. На более чем 75 баллов, да, существенное расхождение по математике и почти на 40 баллов по естествознанию. И третий фактор – это, конечно же, вовлеченность учащихся в учебный процесс. Вовлеченными в учебный процесс по математике оказались 77% детей. Их результаты в этой области лишь на 6 баллов выше результатов слабо вовлеченных. Совсем не вовлечены в учебный процесс оказались 2%. По естествознанию этот процент выше, 80% учащихся, а в среднем по странам это 69%, да, то есть у наших российских учащихся вовлеченность намного выше. И 18% вовлечены слабо. В целом по странам, участвовавшим в исследовании, это 25%. Также есть над чем задуматься. И третье исследование, которое позволяет нам проверить, как школьники умеют читать и понимать тексты. В этом исследовании участвуют дети, которые оканчивают начальную школу. Это 4-классники. В России считается, что именно к этому моменту ученики настолько развивают свои навыки чтения и работы с текстом, что они становятся базой для учебы в средней и старшей школе. Проходит исследование также циклично, раз в 5 лет. С 2001 года его уже 4 раза проводили, последний раз в 2016 году, и от 35 до 50 стран в этом исследовании участие принимают. Оцениваются 2 вида чтения. Это чтение для приобретения читательского литературного опыта и чтение для освоения и использования информации. Для проверки школьникам дают 2 текста. Научно-популярный информационный текст и художественный. После чтения дети должны ответить на несколько вопросов каждому. Эти вопросы оценивают основные 4 навыка. Это умение находить информацию, умение формулировать выводы, интерпретировать и обобщать информацию и анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. Каковы наши результаты? В 2001 году Россия была на 16 месте, в 2006, смотрите, на 1 месте, в 2011 на 2, в 2016 на 1 месте. То есть начальная школа вроде бы себя неплохо показывает. Да? Что происходит дальше, когда ребята переходят в основную школу? Здесь, конечно, проблемы возникают. И также это исследование позволяет выявить те факторы, которые обеспечивают высокие результаты. Прежде всего, это достаточные ресурсы для организации учебного процесса. Это хорошие условия для работы учителей. Это высокие требования к результатам обучения. Это персональная помощь учащимся с трудностями в обучении.
Это поддержка детей из социально неблагополучных семей. Это использование компьютеров для организации самостоятельной работы учащихся. И это минимальные проблемы с дисциплиной учащихся. Тоже понятно, над чем мы должны работать, да, какие условия мы должны с вами создавать. Буквально недавно опубликован проект методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. Подготовлен этот проект Федеральным институтом оценки качества образования, и здесь мы видим адрес сайта, на котором можно этот проект методологии найти. С помощью этой методологии решаются задачи развития и совершенствования механизмов и процедур оценки качества подготовки обучающихся с учетом современных вызовов, развитие различных форм оценки системы образования с точки зрения направленности на индивидуальное развитие обучающихся, развитие механизмов управления качеством образования и повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений, совершенствование образовательной деятельности и улучшение его результатов. Вот на этом я свою вводную вступительную часть завершаю. Здесь представлены основные источники, где можно найти информацию, и можно найти непосредственно сами задания, да, с которыми можно поработать. Ну и также, конечно, результаты исследований. Более подробно все отчеты, они на соответствующих сайтах размещены. Мы передаем слово Надежде Викторовне Бысик, эксперту Национального исследовательского института Высшей школы экономики. Я должна стоять за трибуной и ведет трансляцию. Как вам действует? Задайте мне такой микрофон. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Бысик Надежда. Я представляю Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики. Между прочим, в вашей конференции участвую 3-й раз. Но 2 раза заочно, а сейчас вот я с удовольствием к вам приехала, потому что никогда у вас не была. Ну, конечно, что-то почитала в интернете, но обязательно хочу все посмотреть своими глазами. Я исследователь, но такой нечистый, потому что 15 лет последние я работаю в исследованиях, а до этого прошла путь такой же, как и вы. Я была учителем, потом заместителем директора по воспитательной работе, потом директором школы. И все это было совершенно не в Москве, в Хабаровске. Потом вот меня, так сказать, занесло в Москву, в Высшую школу экономики. Я вам скажу, что это отличный университет для того, чтобы проводить исследования и по возможности двигать российское образование в сторону, вот куда Марина Анатольевна указала. Дело в том, что результаты образования в мире оцениваются уже совершенно по-новому, я бы так сказала, и привычные нам знания, умения, навыки все больше отходят на второй план. И я об этом хочу сегодня рассказать, а вот потом уже сегодня после обеда рассказать о проекте, ради которого я сюда приехала, потому что мне очень интересно, что вы делаете, и я бы хотела всячески вас поддерживать. И вообще свою личную миссию как раз вижу в том, чтобы все, что мы там наисследовали в Высшей школе экономики, нормальным, доступным языком рассказывать учителям, для того, чтобы вы могли применять что-то в своей деятельности. Куда кликать? Ага. Итак, значит, современные результаты образования оцениваются по-другому. Мы все с вами традиционно привычно меряем ЕГЭ, сейчас появились еще ВПР и НИКО, но, в общем, мы все принадлежим к этой системе образования, должны как-то вписываться в ее правила. А на самом деле все уже гораздо более интересно. Ну, например, вот эти вот навыки, критическое мышление, креативность, коммуникация, командная работа, которые называются навыки 4К, вы очень часто будете встречать это название все больше и больше, являются ведущими так называемых soft skills, которые проявляются во всех предметах, и именно они становятся важными и главными, именно их необходимо учить учащихся, если мы хотим, чтобы они были конкурентоспособны и успешны в нашем мире. И кроме того, посмотрите, как интересно, академические результаты уже не являются единственными результатами оценки учеников. То есть важно не столько хорошо учиться, сколько быть здоровым и счастливым в школе. И международные исследования, о которых вот сегодня мы говорили,
как раз нацелена на изучение так называемого well-being, то есть благополучия детей в школе. И это несомненный результат образования. Если мы говорим о ПИЗе, то там все еще более интересно. Значит, в 2018 году исследование измеряло, кроме математической, естественно-научной и читательской грамотности, еще так называемую глобальную компетентность учащихся. Вот я вам читаю. Глобальные компетенции – это способность критически рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального характера и межкультурного взаимодействия, осознавать, как культурные, религиозные, политические, расовые и иные различия могут оказывать влияние на восприятие, суждений и взглядов. То есть сейчас мы живем все в более поликультурном мире, и ученик должен работать в поликультурном классе. Мне кажется, что это уже происходит. Да? Если у вас дети иноэтничных классов с неродным русским языком, да? И от этого, к сожалению, никуда не деться. Мир становится глобальным, Россия меняется. Но есть и хорошая новость. Например, последние исследования связывают развитие межкультурной компетентности с креативностью. То есть доказано, что дети, которые обучаются в поликультурной среде и общаются, они более креативные. Это здорово, надо об этом тоже обязательно думать. Но и эти современные результаты образования предъявляют требования к педагогическим технологиям, которые мы все с вами используем. И я с удовольствием поделюсь лишь некоторыми, которые мы пытаемся там отслеживать в Институте образования, продвигать. Я покажу людей, которые эти технологии развивают. Вы можете поискать в интернете и даже поехать к ним поучиться. Но я вам скажу, коллеги, это сложно. Это совершенно меняет привычные практики преподавания. И поэтому, если не чувствуете все много сил, лучше не начинать. Потому что когда начнете, дети уже ваше возвращение к объяснительно-иллюстративному методу, как правильно Андрей сказал, не будут воспринимать. Итак, посмотрим, что же. Ну, во-первых, формирующее оценивание очень рекомендую, если вы еще не используете приемы и методы, обязательно используйте. Даже если вы не применяете формирующее оценивание как технологию, инструменты обратной связи весьма важны. Они могут использоваться учителями, они достаточно много описаны. Марина Александровна Пинская, моя коллега, со мной в центре работает, один из авторов, разработчиков этой технологии. Это технология планирования образовательных результатов учащихся. Вот смотрите, 8 шагов, которые делает учитель, если он эту технологию использует. Основная идея технологии стоит в том, что мы ученика сравниваем не с образовательным стандартом, и не с лучшим учеником. Вообще в формирующем оценивании ученики между собой не сравниваются, а сравниваются сегодняшние успехи ученика с прошлыми успехами и планируется, что нужно сделать, чтобы сделать еще шажок вперед. Формирующее оценивание. Оценивание по критериям, которые заранее известны ученикам, до того, как они начинают изучать. Оценивание, предполагающее осуществление обратной связи. Описаны совершенно конкретные приемы этой самой обратной связи. После того, как она получена, определяется личный образовательный прогресс, описывается текущее место ученика и, соответственно, образовательный маршрут корректируется. Следующая технология – коучинг. Я вам скажу, дело еще более сложное. Это я вам говорю совершенно ответственно, потому что я сертифицированный коуч, и когда-то эта технология мне показалась очень интересной, но я вам должна сказать, что эта технология мною была впитана, поскольку были некоторые предпосылки. Вот если вам предложат учиться коучингу, и вы что-нибудь узнаете про коучинг, и поймете, что это, в общем, как раз то, что вы и делаете, только и коучингом не называете, вот тогда вам точно нужно учиться дальше. Но в чем отличие? Вот коучи, это, смотрите, в правом верхнем квадрате, это люди, которые помогают, в данном случае школьникам, искать ответы на вопросы самостоятельно. Они не дают готовых вопросов, готовых ответов. Они задают открытые вопросы. Что, когда, почему и так далее. И, соответственно, экспертом в данном случае, человеком ответственным за свою жизнь, выступает сам ученик. И коучи, смотрите, они гораздо правее, чем фасилитаторы, то есть люди, которые поддерживают, тьюторы, например, у нас часто называются фасилитаторы. И они гораздо правее, чем тренеры или менеджеры. И даже психологи и психотерапевты это тоже не то же самое, что коучи. И это хорошо, потому что коучи нет необходимости получать высшее педагогическое образование. Хотя должна сказать, что психологи самые лучшие коучи. Ну вот в образовании так происходит. Хотя я говорю, что есть педагоги, которые вот прямо предрасположены к этому.
Сейчас вы сами себя узнаете, предрасположены вы или нет. Итак, значит, учитель-коуч. Кстати, учителя нельзя назвать прям стопроцентным коучем. Это не нужно. В образовании сейчас применяется коучинговый подход. Потому что коуч это человек, который ни в коем случае не оценивает. Попробуйте-ка этого учителя. И чтобы вот у учителя, так сказать, двойственность не возникала, мы говорим о том, что учителя применяют коучинговый подход. Коучинговый подход это необходимость придерживаться следующих принципов. Установление доверительных отношений. Вот любой человек, который использует коучинговые технологии, начинает общение на равных, начинает общение с установлением доверительных отношений. И многие из вас это делают. Пригласите-ка Петю поговорить о том, почему он двойку получил. Хороший учитель скажет: что случилось? Может, что-нибудь дома? Может, болит что-нибудь? Может, еще что-то? Это не что иное, как установление доверительных отношений. Чтобы он вам рассказал, а не соврал, вы должны стать с ним на одну волну. Это вы точно делаете, коллеги. Недирективность. Вот это сложно. Директивный стиль общения – это тот, который мы очень часто используем. Встань, иди туда, сделай это, закрой там. Выполнил домашнее задание – молодец, не выполнил – не молодец. Коучи так не работают. Коучи спрашивают все время. Можно я тебе задам вопрос? Вот ты знаешь, ты вот это вот сказал, а я хотел бы… на меня это произвело такое-то впечатление. Можно я этим поделюсь с тобой? Не директивный стиль общения, открытые вопросы. Это вопросы, на которые нельзя ответить «да» и «нет». Это очень просто, но мы очень много задаем закрытых вопросов. Покушал? Да. Домашнюю работу сделал? Да. Форму физкультурную принес? Да. Домашнюю работу сделал? Нет. И так далее. Фактичность мышления, коллеги, это вообще совершенно то, чему нужно всем учителям учиться. Ну вот, давайте попробуем продемонстрируем прямо сейчас. Можете меня описать? Опишите меня, пожалуйста. Ну, давайте, смелее. Что видите перед собой, коллеги? Высокая, спортивная. Высокая, спортивная, стройная, благодарю. Открытая. Интересная. Еще описывайте, не ржите. Современная, ага. Угу. Общительная. Угу. Коллеги, вообще-то, значит, у меня уже почти 50-й размер и больше 75 килограмм веса. Вам кажется, что я спортивная? Мне кажется, абсолютно нет. Почему? Два мнения может быть, потому что это оценка. Ваше суждение оценочное. Мне, конечно, очень приятно. Но я все-таки стараюсь сладкого не есть. А вот что такое фактичное мышление? Фактичное мышление – это девушка в красном пиджаке, да, в черных брюках, что-то говорит. Это суждения, которые не имеют никакой оценки. Ну, у меня действительно красный пиджак, и это действительно пиджак, а не кофта, там, и не платье. Да? А вот высокое – это относительно. Вот попросим Александра встать рядом со мной. Вот кто из нас высокий? Спасибо, Александр. И таким образом, фактичность мышления – это способность так разговаривать с ребенком, чтобы не давать ему оценки. Не садись 2, потому что ты все время все неправильно решаешь, а посмотри, вот здесь ты поставил плюс вместо минуса. И все. А дальше, слушайте, точно я поставил плюс вместо минуса, сейчас быстренько переделаю, да и решу. Фактичность мышления, прям записывайте себе в тетради. Это то, что каждый учитель должен на каждом уроке тренировать. Стимулирование сознания. Смотрите, как хорошая картинка в серединке, да? Вот видите цилиндр. Если на него с одной стороны смотреть, то это квадрат, а на с другой круг. И коучи, как раз смысл работы коуча состоит в том, что он работает для того, чтобы помочь человеку, с которым он работает, с разных сторон посмотреть на ту или иную ситуацию. Потому что когда посмотришь с разных сторон, возникают совершенно разные мысли. Знаете, какой самый такой хороший вопрос коучинговый, самый короткий? Все коучи говорят. Есть, кстати, у кого-то знакомый коуч? Нет? Скажу, это вопрос «и». Понимаете? Когда коуч разговаривает со своим клиентом, он дает ему говорить. И все время говорит «и?», «а что еще?» Таким образом, поощряя человека рассуждать.
но нам тяжело поговорить самим с собой. Ну, не получается вот это у нас. А вот с коучем поговорить легче. Если он слушает, посмотрите, вот еще внизу метафора, видите, такая капля, да? Вот это называется компетенция, у коуча есть компетенции, целых 11. Коучинговое присутствие. Вот коуч в разговоре со своим коллегой, клиентом, учеником должен быть таким внимательным, чтобы услышать вот эту каплю. И именно тогда он вместе с тем, с кем он говорит, может найти то, что нужно найти в данной проблемной ситуации. Но учителя любят коучинг не за это, а за хорошие инструменты, которые можно прямо вот брать и применять на уроке. Но через инструменты нельзя забывать о принципах. И фактичное мышление, коллеги, большими буквами записали, нужно в себе обязательно тренировать. Инструменты очень простые. Смотрите, колесо баланса это называется. Видите? На 8 секторов разделен круг. Это универсальный круг. Сюда можно вписать тему урока по химии, можно вписать компетенции учителя для того, чтобы директор смог с ним поговорить. И в этом, дальше, смотрите, в нем как бы 10 кругов, да? И вот когда мы вписываем компетенции, то мы можем попросить учителя, например, директор может просить учителя, скажи, пожалуйста, что ты вкладываешь в понятие компетенция номер 3? Как, по-твоему, вот эта компетенция может проявиться наилучшим образом? Знаешь ли ты человека, у которого она прям хорошо проявилась? Он говорит, да, вот этот человек использует проектный подход, я этого видел, это мой коллега, и он делает то-то, то-то, он такой-то, такой-то, и описывает, как коучи говорят, на десятку, там 10 делений. И это идеал, к которому нужно стремиться. А дальше директор говорит учителю, а вы не могли бы оценить, в какой степени сейчас у вас эта компетенция проявляется? Учитель говорит, ну, где-то на 5. Обычно учителя все говорят, ну, где-то на 5. И тогда понятно, что делать дальше. А дальше 5 шагов от 5 до 10. Тогда директор говорит, а какие необходимо шаги сделать вам с моей помощью для того, чтобы от 5 прийти к 10? На уроке химии то же самое. Изучаем формулу. Что значит знать эту формулу на 10? То-то, 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 то-то. Уметь разводить, так сказать, что-то кинуть в раствор так, чтобы взрыв не произошел. Да? А сейчас вы это умеете? Нет. А в какой степени? Ну, на 3. А какие это будут 7 шагов, чтобы вам прийти к лучшему знанию? Вот так работают коучи. Смотрите, ничего не говорят сами, все спрашивают. У коуча даже есть еще хорошая фраза, они говорят, что вся ответственность лежит на клиенте. Ну, к сожалению, для учителей это не так актуально, но во всяком случае, все, что можно отдать, нужно отдавать ребенку. Ну и другие, не смогу уже поговорить. Следующая технология пришла к нам из бизнеса, вот активно сейчас используется, коллеги, называется дизайн мышления. Наверное, вы слышали. 7 этапов проходит эта технология. В школе работают, применяя этот метод, когда реализуют проекты. Но посмотрите, что интересно. Посмотрите на 5-й этап и на 1-й этап даже. 1-й этап – этап эмпатии, этап изучения. Но он не для всех проектов подходит, поэтому я попозже о нем расскажу, кто придет на, там как проектная сессия называется, мы прям это попробуем на себе. А вот 5-й этап – прототипирование. Смотрите, мы все умеем делать проекты. И мы знаем, что надо сначала что-то придумать, потом что-то сделать из того, что придумано. Да? Весь мир сейчас работает по-другому. Особенно в бизнесе. Они придумывают и сразу прототипируют, то есть создают какой-то образец. И на этом образце можно отработать какие-то вещи для того, чтобы окончательный результат был лучше. Да? Что значит прототипировать, коллеги? Это вот прям буквально, когда я веду курсы, значит, и мы, например, там разрабатываем схему проведения там педсовета какого-то инновационного, да? Что значит прототипировать? Это значит, что вышел директор, который разработал этот педсовет, первая часть педсовета, его приветственная речь, вышел и сказал приветственную речь, как будто он уже на педсовете. И коллеги, которые в аудитории вместе с ним учатся, дают обратную связь. Говорят, слушайте, вы хорошо сказали, но ничего не понятно. Или, например, вы сказали отличные вещи, но у вас такой вид, и так далее. И это очень важно. Прототипировать можно по-разному. Вот смотрите, верхняя картиночка. А у нас работает, нет? Верхняя картиночка – это прототипирование как раз сценарное, проигрывание. То есть
Мы придумали какой-то новый ход, и мы ее в этой ситуации используем. Нижняя картиночка – это прототипирование с помощью подручных средств. Смотрите, цилиндры изготовляют прямо. Сверху лего-прототипирование. Это то, за что дети любят дизайн мышления. Потому что они понимают, какова ответственность за то, чтобы сделать хороший проект. За него же 5 поставить, а может не 5. А если прежде чем он сделал хороший проект, ему еще и удалось 3 раза что-то попробовать сделать, прототипировать, то 4-й раз уж точно будет лучше. Согласитесь? И вот эта стадия прототипирования, она очень важна. Дизайн мышления уже выпустила такой сборник, где уроки прям разработала. Бери и проводи с помощью дизайна мышления. Следующее слово agile, прям запишите, где-нибудь блеснете, скажите, я вообще agile учитель. Очень широко распространенный в образовании подход, прям семимильными шагами шагает в образовании, хотя придуман изначально в бизнесе при разработке программного обеспечения. Программисты столкнулись с серьезной проблемой. Значит, к ним пришел заказчик и говорит, я хочу такой-то сайт. Они начинают его делать. Когда приносят готовые сделанные, оказывается, что уже произошли изменения, и заказчик говорит, слушайте, я еще хочу вот это вот добавить, а вот мне еще вот это хочется. И таким образом программисты, так сказать, шишек набив, решили, что они будут, и даже манифест про это издали, больше слушать заказчика, чем строго выполнять техническое задание. Может, все с вами работают технического задания, потому что есть же конкурсная документация, есть же контракты, в нем есть техническое задание. А вот они считают, что надо слушать заказчика. Для школ значимое обучение важнее, чем изменение обучения. Это значит, то, что происходит с ребенком, гораздо важнее, чем результат, который он получил на ЕГЭ, поверьте. Сотрудничество с заинтересованными сторонами важнее, чем переговоры. Если требуется отступить от контракта, говорят программисты, мы отступим для того, чтобы в полной мере удовлетворить интересы заказчика. Так же, как и в школе. Если мы хотим добиться результата, ну а дальше все вещи, связанные с закреплением содержания образования в новых стандартах. Ну и готовность к изменениям важнее, чем исследование первоначального плана. И вот эта вот гибкая технология, она опять-таки в образовании прекрасно в проектной деятельности работает. И этому даже есть подтверждение. Сейчас покажу, а потом вернусь. Значит, есть такой Павел Рабинович, руководитель проекта Космо Одис, который все естественно-научные предметы помогает школам реализовывать через проектную деятельность с применением agile технологий. Ну а что такое agile? Agile — это мелкие шаги. Почему программистам удается так хорошо делать итоговый окончательный проект? Потому что они опять-таки прототипируют, они делают несколько образцов. Смотрите, вот график. Первая диаграмма. Слово риск. Видите, если мы делаем проект традиционно, то к концу проекта у нас очень высокие риски, что мы не попали в то, что было необходимо, то, что нам сказал заказчик. А вот внизу, если мы делаем это несколькими шагами, каждый такой шаг в agile называется спринт, то мы гораздо лучше добьемся результата, потому что в конце каждого спринта проводится мероприятие, которое называется ретроспектива, когда команда встречается и обсуждает, что нужно изменить, что получилось хорошо, а что надо оставить, а что нужно изменить, а что вообще не надо больше делать. И благодаря вот этому конечный результат получается лучше. И Agile работает с разными способами, со скрамом или канбан-доской. Вот здесь вот пример доски, как ребенок, смотрите, по Agile учит английский язык. У него, значит, доска разделена на 3 части. Learn — то, что нужно выучить, learning — то, что я учу, и learned — то, что я уже выучил. И в первой колоночке все слова, которые маленькая девочка учит, а во второй те, которые она сегодня учит, а в третью она перемещает карточки, когда выучила. Таким образом, деля на маленькие порции и самостоятельно задавая темп, мы можем получить лучший результат в изучении просто слов английских у ребенка. Но есть и более интересные вещи в этом. Вот я хотела показать еще на предыдущем слайде, что можно проводить скрам-уроки, а можно проводить скрам-педсоветы.
по agile, встретите педсовет по agile. Вот у вас, кстати, в этом плане институт креативный. Чего только нет в конференции. Коворкинги, открытые сессии, форсайт-сессии. Совершенно верно. Потому что уже надоело всем слушать лекции. Хотя, в общем-то, мы сейчас это как раз и делаем. Но есть такой новый проект, который называется Edu Scrum. Его автор Вилли Вернокс, учитель химии и физики. Это замечательный проект. И это, я бы сказала, очень высокий уровень проектной деятельности. Знаете почему? Потому что все задается ученикам. Задача учителя, который работает по Edu Scrum, состоит в том, чтобы взять курс по химии для 7 класса и разделить его на задачи. И причем эта задача должна быть не просто, как у нас календарно-тематическое планирование, а каждая тема должна иметь интересный вопрос. Самый интересный в курсе химии, который делает Вилли, он показывает сотовый телефон детям и говорит, сколько в нем золота? И это хорошая исследовательская задача. И вот целый курс годовой делится на такие задачи. Смотрите, айсберг — это курс. Делится на задачи. Кроме того, к каждой задаче придумывается история успеха. А что детям будет, если они это сделают? Как они будут поощрены? И это придумывают тоже дети. А дальше задачи делятся на короткие фрагменты. Это на этом уроке, это на этом уроке, это на этом. И команда сла. На сегодняшнем уроке надо сделать то-то, мы сделали то-то, а будем делать еще в следующий раз вот это. Есть 3 тренера уже в России, обученные по этой технологии. Наталья Гульчинская, Бредикина Екатерина и Борисова Анастасия. Никаких контактов не привожу. Коллеги, компетентность ИКТ, пожалуйста, проявляйте. Facebook открывайте. Значит, интернет открывайте. Ищите 18-19 мая будет очередное обучение в Москве. 1,5 часа сюда летело. Таким образом, технологий, которые проникают в сферу образования, очень много, и их будет еще больше, потому что бизнес меняется, бизнес придумает что-то новое. Вот сейчас мы увлекаемся, например, комьюнити-менеджментом. Мы строим сообщества, и оказывается, вот эти все наши сообщества, там, сетевые объединения учителей или ассоциации директоров школ, ничего не работает. Ничего не работает, потому что мы строить не умеем, потому что в бизнесе существуют люди, профессионально занимающиеся сообществами, они называются комьюнити-менеджеры. Это люди, которые могут устраивать как сетевые сообщества, так и сообщества, например, людей, которые живут в одном дворе. И это очень хорошая технология, потому что она для образования сочетает как возможность освоить навык 21 века коллаборация, то есть сотрудничество, так и принести пользу окружающей действительности. Ведь мы давно уже говорим об экосистеме образования. Мы говорим о том, что школа выходит за границы, потому что в условиях дефицита ресурсов она эти ресурсы может черпать из окружающего сообщества, комьюнити. Мир не стоит на месте, и эта презентация останется. Я надеюсь, что кто-нибудь что-нибудь интересное для себя услышал и обязательно попробует. Я думаю, что мы, конечно, продолжим наше общение еще и на наших других площадках с Надеждой Викторовной. И поскольку время у нас истекает, Андрей Витальевич, буквально несколько слов. Несколько слов. Ну, давайте я просто покажу парочку слайдов для вас, которые... Ну вот говоря об оценке и о получении данных для какого-то, так сказать, для модификации, для изменения. Вот я хотел показать та система, которая сейчас используется в штате Техас, в частности для оценки работы учителя. Когда, например, кто-то из администрации приходит в класс и делает оценивание работы учителя, evaluation, то следующие основные компоненты рассматриваются, и учитель оценивается по таким вот уровням. Значит, называется
T-test rubrics, то есть вот эти вот T-test оценки, чтобы перевести можно будет. Вот. Включает в себя 4 домена, и они, это значит, каждый учитель может планировать свои занятия. То есть, на самом деле, в любой школе к каждому учителю приходит администратор, или это завуч, или это директор. Иногда может приходить ментор. Вот. Ну, потом мы поговорим о менторе, коуче, разнице, вот как у нас понимается. Вот. Значит, и вот эти 4 домена, как планировался урок. То есть до того, как администратор приходит на занятие, он может сказать, что я планирую тебе в такой-то день прийти, значит, подготовь мне свой план нескольких уроков, пошли до того, как я приду, чтобы я посмотрел, чтобы был готов вот, к этому делу. И может даже просто встретиться с учителем поговорить и сказать, ну что ты планируешь, как у тебя там сейчас вот на каком этапе идут дела и прочее, прочее. То есть планирование, потом как учитель на самом деле обучает инструктор, то есть что он делает, как он достигает тех ожиданий, которые есть, что по содержанию там включено, как общается с учениками. Очень важный фактор — это дифференциация, то есть как бы дети-то ведь все разные. Вот. Есть, например, те, которые очень удаленные, в том же самом классе есть те, которые не говорят на языке. Я думаю, в России тоже такое появляется, когда приезжают люди из других регионов бывшего Советского Союза. Вот. Есть просто очень там обычные. Вот. Дальше, и каким образом учитель может отслеживать, так сказать, текущую деятельность на уроке и корректировать его. Окружение в учении, то есть каким образом оформлен класс. Оформление класса очень важное имеет значение. Честно говоря, моя точка зрения, что немножко даже чересчур. То есть, если, скажем, это математика, если на стенах много очень всяких разноцветных картинок, плакатов там, и прочей информации, то очень тяжело иногда бывает сконцентрироваться на какой-то математической задаче учащихся, начинают разглядывать. Вот. Но, тем не менее, это важный фактор. Если разумно к нему подойти, то он работает неплохо. Те же формулы могут быть там основные, скажем, фигуры, изображенные с интегральной математикой. Каким образом идет управление поведением студентов? Когда я сам начал работать в школе, у меня был ментор, очень такая хорошая, опытная женщина, американка. Она мне сказала одну такую истину, которую я сразу как бы запомнил для себя. Она сказала, как у любого учителя российского, меня всегда интересовало, чему учить, да, вот всегда, чему учить, что я буду делать, содержание, программу и прочее. Она мне сказала вот таким образом, она говорит, не думай об этом, чему ты будешь учить, не думай, пока у тебя в классе не установится четкая дисциплина, классовый менеджмент. То есть не будет дисциплины, ничего не учишь. Как бы ты ни старался, как бы ничего не получится. Вот. То есть вот этот фактор очень также важен. И культура в классе. Обычно многие успешные учителя первые 1-2 занятия уделяют тому, что ученики сами разрабатывают законы класса, так скажем. Законы класса, эти законы класса вешаются на стенку, на плакате, там, на каком-то, да? Вот, и они обращают внимание, говорят, ты же, Жанна, это же ты предложил, правильно? Ты же сам предложил, слушай, учитель, когда учитель говорит, да? Не перебиваешь. Ну и так далее. Вот. И потом профессиональной практики и ответственности. Вот эти вот 4 таких основных домена, которые учитываются. И на основании оценок за вот эти вот 4 основных домена учитель получает ту или иную окончательную оценку, так скажем. И вот она начинается вот отсюда. Значит, improvement, необходимо улучшение. В том случае, если учитель сфокусирован на себе, на своих, вот он, прежде всего, своих целей. Идет какое-то развитие, достаточно профессиональное. Вышел очень профессионально, так сказать, достиг определенного уровня. И последнее – это фокус на успех студента, он уже становится признанным учителем. Вот. И в зависимости от этого
может меняться и зарплата учителя, и отношение к нему администрации, и определенные акции, которые администрация может предпринять, ну и даже контракт на будущий год. Вот я знаю, что у нас сейчас время закончилось. Если хотите, мы потом об этом еще побольше можем поговорить. И я вам также могу показать, каким образом данные об успеваемости учащихся обрабатываются и предоставляются на сайтах и управления образования и школы. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, поблагодарим. Сейчас у нас с вами перерыв на обед. После обеда на просайт-сессию мы ждем всех участников проекта «Эффективная школа» с Надеждой Викторовной. Будем работать в 218 аудитории. А здесь будет проходить открытая лекция «Soft skills и hard skills. Профессиональная навигация как инструмент повышения качества образования». То есть все остальные могут сюда вернуться в эту аудиторию. И, уважаемые коллеги, обращаем внимание на изменения во времени проектной сессии для директоров школ, участников проекта «Эффективная школа». Проектная сессия 16:15. 103 аудитории здесь. Светлана Егоровна, Светлана Сергеевна. Все хорошо, Светлана Егоровна. А не знаю, нет, я думаю, что нам в администрацию. Почему? А это городская администрация. А вот это же современность не была? 16-я, там даже школа. Когда мы едете, да? А? Большой. Раз, два, три.
Раз, два, три. Раз, два, три.
I understand you have a job. I'm going to write it down. English? Teaching English? Yeah. Because you were German too. Yeah. Really? I passed all the exams. But all the time. The red diploma. Do you know the difference between red and blue diploma? I'm assuming you have to do it. Yeah. It's the best. I know. She's been doing it. I got some. You gonna watch? Maybe my friends must already. Yeah, I can tell you guys like a salad with beets, potatoes, and it's like vinaigrette and chicken soup, noodles, and also rice and meat. Like Jim's like cranberry juice. Yeah, I think so. Like berries. Next time we'll probably try borscht. Do I need to get? I think so. Okay. Well, yes, please. Уважаемые коллеги, я надеюсь, все отдохнули хорошо. Мы приступаем к следующей части. И сейчас у нас будет открытая лекция, которую проведет, мы его называем Билл. Да? Эльтон Уильям, пожалуйста. Билл. Thank you. I mentioned in our session this morning, it's very nice to be back in the Komi Republic with our teachers. С утра Билл объяснил нам, что очень приятно вернуться обратно сюда, в Коми Республику. I see some new faces and I see some old faces, and that's very nice, very comforting. Я вижу и как старых людей, ну, то есть, которые уже присутствовали здесь, также вижу новых людей, и это очень приятно. The nice thing is that my colleagues and I, we were all teachers too. So we were all teachers too. И мы все учителя, это тоже хорошо. And when teachers get together and share professionally, И когда учителя собираются вместе и собираются профессионально, only good things can happen for our students. могут случиться только хорошие вещи для наших учеников. When I was a teacher, I felt that if I went to professional development and got one good idea that I could take back and use in my classroom, that it was time well spent. Главная идея, когда я стал преподавателем, If I could take one idea back with me to my classroom, it was good. Если я хотя бы одну идею унесу вот из таких мероприятий, одну идею в свой класс, это уже хорошо. So we hope that over the next 3 days you get many ideas to use. Так что мы надеемся, что в течение этих 3 дней у нас будет очень много идей, которые мы можем использовать. What we're going to do is spend some time right now talking about hard skills and soft skills. Сейчас мы обсудим профессиональные навыки и личностные навыки.
and how they relate to education. И как они относятся к образованию. Definition: a hard skill is a skill that is needed for a specific task, a specific job. То есть профессиональные навыки нужны для специфичного направления. And a soft skill is really people skills, how we relate to other people. И личностные навыки — это те навыки как бы личностные, как мы относимся к людям, то, что мы можем от себя принести. Please, I want your involvement in this next part. What are some hard skills that teachers need? Скажите, пожалуйста, какие то есть профессиональные навыки, которые нужны учителю? That is, what do we have to be able to do as teachers? То, что мы должны делать, будучи учителями. And please share it. Talk. Flexible. I have heard it often said that if a teacher is not flexible, they're not a teacher. Я часто слышала, что если учитель не гибкий, то он не учитель. I have seen more teachers become very frustrated because they weren't flexible and things didn't go just like they thought they were going to go. И он также замечал людей, которые были разочарованы, потому что они считали себя гибкими, но вещи шли не так, как нужно было. And if you have taught one day, you know that things never go like you thought they were going to Если бы go. вы хотя бы один день обучали, то вы, наверное, понимаете то, что вещи не всегда идут так, как вы хотите. So flexibility is good. What else? Что еще? Качество. Communication. Boy, we talked about that this morning, didn't we? Communication. Very Мы good. уже обсуждали это с утра. Да, хорошо. And what else? Что еще? Knowledge of your subject. Content, yes, content knowledge is very important. And one was said in orange. Did she say content knowledge as well? To know the methods and technology. Technology, as our friend Andre would be able to talk with you all about. Yes, technology. So these are all important things that every teacher's got to be able to do. What about soft skills? Что насчет личностных качеств? What? No, take that back. Take that back. Say, take that back. There. These are some that I thought of. A teacher must have a license or certification. То есть, как профессиональное качество у учителя должна быть лицензия или сертификат. For example, in the Komi Republic, if someone says, I think I want to teach, can they go teach? То есть, например, если в Коми Республике кто-нибудь захочет, подумает, что он хочет учить, то он идет учить. Сможет ли он это сделать? Content knowledge, as we said. Thank you. Go ahead and say То content. есть, знание, содержание. And we also mentioned pedagogical knowledge as well. То есть, педагогические знания. But also the appropriate language and literacy. Соответствующий язык и грамотность. For example, in our state of Texas, Например, в штате Техас we have many students that English is not their first language. есть много студентов, у которых английский не является первым языком. Are there any students in the Komi Republic that Komi or Russian is not their first language? Есть ли в нашей республике те люди, у которых ни русский, ни коми не является первым языком? Yes, da. How do you say big? Big da. Big. Major. Like. Очень большое да. Okay. And basic computer skills. Базовые навыки работы с компьютером. When I was first teaching, my grades I entered by hand. I had a grade book that I wrote grades down in. Everything was done by hand. Even I mentioned earlier, my printing of papers
my copying of papers, I had to do by hand with a machine myself. То есть во время преподавания Биллу приходилось писать все от руки и копировать также все самому, без компьютера. But everything now, even for me at the university, is on computers. Но сейчас уже все у нас в технологиях, все в компьютерах. Our students find that when they go out into the real schools and are a paid teacher, Когда студенты понимают, Когда они идут в настоящую школу, уже им платят как учителям. when they have to write lesson plans, it's all on a program. It's drop-down boxes that they make choices from. Nothing is handwritten. то есть когда нужно писать планы уроков, то все уже дано в компьютерах. So there are many hard skills that we as teachers have to have. But we also, go ahead, I'm sorry. Есть очень много профессиональных навыков, которых необходимо иметь учителю. But we also talked about, a moment ago, soft skills. Но также мы говорили о личностных качествах. And remember we said that soft skills are more about people skills. То есть личностные качества — это те качества, как человеческие качества. So again, please say, let me know, please interject. What are some soft skills or people skills that teachers need to have? Какие у вас идеи насчет личностных качеств, которые нужны учителю? Love to children, towards children. I love children, yes. Have you ever known a teacher that it was obvious they did not love children? Вы когда-нибудь встречались с учителем, который определенно не любил детей? And that's sad. Now, obviously, today when we say love children, we have to be very careful. И сегодня, когда мы говорим, что мы относимся к детям с любовью, мы должны быть очень осторожны. So maybe we should say appreciate children and want to be part of their future. Ага, то есть мы Ценить детей. ценить детей как будущее, как часть будущего. Be part of their future. Ага. So, yes. What other soft skills do we need as teachers? Какие еще личностные качества мы нужны как учителя? Нам нужны как учителям. Emotional intelligence or stress management. Do teachers get stressed? Yes. That's a very good point. Yes, we do. And we need to be able to manage not only our classroom and our children, Мы должны быть способны руководить не только учебным пространством и детьми, but ourselves as well, но и самих себя. В общем, мы должны организовывать самих себя and our colleagues. и наших коллег. Because most of us have taught with someone that caused us stress. Потому что многие из нас, как мы уже говорили, подвержены стрессу. What other soft skills are important? Какие еще качества важны? Желание постоянно учиться. To have a great desire to educate themselves. Yes. Da. Lifelong learning. We call it lifelong learning. Жизненное образование, обучение на протяжении всей жизни. I still have students who teach me every day. У меня есть студенты, которые учат меня каждый день. I have learned quite a bit from them. I've learned quite a bit. Я узнала от них не так уж и много, но It was recently that I learned something many of you have already known for many years, but I learned what K-pop was. ага, то есть недавно он узнал, что такое кей-поп. То есть это у нас корейская музыка, да. See, all of the teachers under 30 are going, Все учителя, которые старше 30, задумались. and those over 30 are going. И те, которые еще старше, совсем не поняли, что происходит. О чем мы говорим. So, yes, let me show you some. Так, давайте посмотрим на некоторые личностные качества. Good communication skills. Хорошие коммуникативные навыки. And how about a strong work ethic? Нужно быть этичными в работе, быть профессионалами своего дела, владеть рабочей этикой. People who don't know teaching think it begins at the
first bell and ends when school is out. Те, кто ничего не понимает в обучении, думают, что учительство начинается с первым звонком и заканчивается, когда заканчиваются уроки. So again, have any of you gotten to school long before the students and left long after they left? Итак, есть ли среди вас те, кто приходит в школу намного раньше учеников и уходит намного позже того, как ушли дети? All of them. Or worked on your classroom or something related to school on your weekend or your vacation. Или те, кто работает над учебными какими-то процессами, то есть рабочими процессами на выходных. По работе. Yes. Teachers have to know. Учителя должны знать. They have to work hard. Они должны работать тяжело. Actually, teaching can be a very easy job. На самом деле учительство может быть довольно-таки легкой работой. And you will not be effective at all. Но вы не будете эффективным совсем. I've known many teachers that were lazy Я знаю очень много учителей, которые ленивы, and didn't even take pride in what they were doing. и они не гордятся тем, что они делают. And their students suffered. И, соответственно, учащиеся страдают. A soft skill that we all need to have is that we work well in a team. Следующее личностное качество, которое тоже очень важно, это способность работать хорошо в команде. Again, have you ever known a teacher that didn't work well with others? Итак, знакомы ли вы с такими учителями, которые не могут работать с коллегами? What I would hate to think is that any of you are the teacher who doesn't work well with others. Или есть ли среди вас те, кто из числа этих учителей, кто не работает в команде? But that's a soft skill we have to have. Но мы обязаны иметь это личное качество. As our colleague said, emotionally controlled. И как сказали некоторые коллеги, уметь контролировать свои эмоции. Another soft skill that people often don't think about when they think about teaching is time management. И еще одно качество, о котором не думают некоторые учителя, это организация времени. Now, I don't mean going a little bit over and finishing a lesson early or having to continue a lesson tomorrow. Это мы говорим не о том, что произойдет, если вдруг у вас закончился материал до конца урока, или вы не успели рассказать все после звонка. But I mean, as a primary teacher, getting his or her class to special topics, art, music, physical education, on time. Здесь говорится больше о том, как, например, малышей подводить к нужной, к необходимой теме вовремя. То есть музыка, искусство. Or picking them up on time. Или собрать их вовремя для чего-то. My colleague Sylvia is a physical education teacher. Коллега Билла Сильвия, она учитель физической культуры. And she can tell you how difficult it is when the teacher doesn't come to pick up his or her students on time from her. И она может рассказать о том, как это неправильно, когда учителя не могут прийти вовремя, чтобы забрать своих учеников от Сильвии, получается. And if there are any administrators here, Итак, здесь среди вас наверняка есть учителя, которые в администрации школы находятся. then you know how important it is for the teacher to get a report to you in on time. И вы знаете, как это важно донести некое послание до вас вовремя, до учителей. To get their grades in on time. Оценки выставить вовремя. To contact parents in a timely manner. Вовремя кооперироваться с родителями, связаться с родителями. I have worked with many students who wanted to be a teacher Я работала со многими студентами, которые хотели стать учителями. who had difficulty getting to class on time. У кого были проблемы с тем, чтобы вовремя прийти в класс. Or getting assignments turned in on time. Или выслать вовремя задания. And I would say, how are you going to function as a teacher? И я хотела у них спросить, как вы собираетесь работать с учителями в таком случае? Because you don't want to be late to school. Потому что вы не хотите опаздывать в школу. And lastly, И последнее, to be positive. быть позитивным.
That's very important. Это очень важно. To have a positive outlook, to be happy when possible, to see the good, Чтобы быть всегда открытым, оптимистичным, видеть хорошее. rather than be negative about everything. А это лучше, чем быть негативно настроенным по отношению ко всему. We have an expression in the United States. У нас в США есть выражение. The glass is either half full of water or half empty of water. Стакан Yes? наполовину пуст или стакан наполовину полон. I hope we're all half full. Будем надеяться, что у нас у всех стакан наполовину полон. Because nothing brings me down or depresses me more than a colleague Ничто не расстраивает Билла больше, чем коллега, who's depressing, who's negative all the time, who criticizes everything. They're just not fun to be around. который находится в постоянном негативном состоянии. То есть он критикует других, он вечно чем-то недоволен. And research has shown, data shows Некоторые исследования доказывают, что that if teachers hang around a negative teacher too long, если учителя общаются с негативно настроенными учителями довольно долгое время, they become negative. они тоже сами становятся негативно настроенными учителями. And if you hang around positive people, И если же вы общаетесь с оптимистично настроенными людьми, you're positive. вы, соответственно, тоже позитивны. So another question, Следующий вопрос. which is more important for a teacher to possess? Hard skills or soft skills? Что важнее для учителя? Чем важнее обладать? Профессиональными навыками или личностью? Say it loud. Both. Both. Yeah? What do you think? Что вы думаете? It is important to have both. Это очень важно иметь развитых хорошо как личностные, так и профессиональные качества. There are many people who criticize education who are not educators, Очень много людей, которые критикуют образование, and they say all you need to teach is pedagogical skills. и они говорят, что все, чтобы быть учителем, достаточно иметь педагогических навыков. And there are others who say all you need is content. If you know your content, you can be a teacher. Есть другие, которые говорят, что если ты знаешь предмет, ты можешь быть учителем. But they both work together. Но как навыки педагогические, так и знания своего предмета работают вместе. Research shows that a teacher's soft skills are just as important as their hard skills. Исследования доказали, что личностные навыки также важны, как и наличие профессиональных навыков. But I have had principals tell me that they can teach hard skills. Но есть некоторые... The principals can teach hard skills to a teacher. They can. The principals at school, they can Yes. teach hard skills. They can teach the teachers hard skills. Okay. То есть директора школы, они могут обучить профессиональным навыкам. But they have a difficult time teaching the new teacher or old teacher to internalize, to love children, to be patient, to be emotionally controlled. They have a much more difficult time teaching the people skills. Но это действительно очень трудно научить личностным качествам, к примеру, терпение, любовь к детям, эмоциональный контроль. Andre, earlier today, Сегодня утром talked about technology. мы говорили о технологиях. In fact, Andre will talk about technology all the time На самом деле Андрей говорит о технологиях постоянно. and how important it is to education. И как это важно для образования. It's a new world. Это новый мир. Again, when I began teaching a long time ago, Снова, когда я начинала работать учителем, это было очень давно, the children were very different than children today. дети были совершенно другие, чем они сейчас. Is that good? Is that bad? Хорошо это или плохо, I don't know. дело не знаю.
but it's true. Но это так. And we as teachers have to recognize that. И мы, как учителя, должны распознать это, заметить. So you young teachers are very familiar with social media. Молодые учителя, они больше знакомы с социальными сетями. And you're very familiar with technology. И они знакомы с технологией. Teachers like me, who have taught for a long time, Учителя опытные, may not be as familiar. не настолько знакомы со всем этим. For example, Пример. get ready to be embarrassed. This is you. My friend Dasha and I were talking earlier today. Мы говорили об этом. Мой друг Даша, я об этом говорил раньше сегодня. And she said to me, how did people learn way back then? Да, я спросила, как же, ну это был риторический вопрос, как же раньше учились, когда не было современных технологий? And I said, with books И он мне ответил, мы читали книжки and writing. и выписывали. It blew her mind. Ага. Это взорвало мой мозг. And so, we as teachers have to recognize И поэтому мы, как учителя, должны распознать, that the students of today что ученики сегодня, may not be like we were. Может быть, не такие, как да, были мы. возможно, не такие, как были мы. I was a social studies teacher. Я был учителем обществознания. History, geography, government, economics. История, география, экономика, политология, да, немного. And the most difficult thing for me to understand И самая сложная вещь, которую я понял, is that not all of my children or my students loved history as I did. это не то, что мои ученики любили историю так же, как я. I couldn't believe that everybody didn't love history, Я не мог поверить, что они не любят историю, что можно не любить историю. or that everyone did not love to read a map. Или что не все любят изучать карты. And some of you experienced teachers know what I'm talking about. И сейчас учителя более опытные понимают, о чем я говорю. Often math teachers find it hard to believe that their students don't love math. Учителя математики часто замечают, что есть ученики, которые любят математику. Or science, Или науку, or languages, или языки. and that can be tough. But we have to change. Но мы должны изменить. Now, I shared at lunch today, I remember as a teacher learning about PowerPoints. Итак, Билл поделился во время ланча, что когда он уже был учителем, он обучался технологиям презентации PowerPoint. Because once upon a time, we didn't have PowerPoint. Потому что когда давно у них не было презентации PowerPoint. Are you guys familiar with Prezi? Окей. Знаете, что такое Prezi? Prezi, yes? I was at a conference a few years ago, Итак, Билл несколько лет назад был на конференции, and the presenter was using a Prezi for her presentation. и спикер, он выступающий, он использовал презентацию, да? Презентацию Он использовал Prezi для своего доклада. Да. And the person sitting next to me И человек, сидящий рядом с Биллом, leaned over and said, "What is that?" выглянул и спросил, что же это такое? And I said, "You're over 40 years old." И я сказала, вам почти 40. And he said, "Yes." И он сказал, да. And I said, "Over 40, PowerPoint. Younger than 40, Prezi." И он сказал, тем, кто старше за 30, тем, кто старше 40, презентация PowerPoint. И те, кто младше 40, для них уже Prezi. So let's think. Итак, давайте подумаем. Because the students have changed, because education has changed, because our society has changed, Потому что ученики изменились, технологии изменились, общество изменилось. what skills do we need, hard or soft, Какие навыки нам нужны, профессиональные или личностные? to be effective teachers in the future? Быть эффективным учителем будущего. What do you think? Что вы думаете? Soft skills, we need to continue with soft skills Да, мы должны продолжить работать над личностными качествами, because teachers are always going to have to deal with students and parents
and colleagues. Учителя всегда будут вынуждены общаться как с учениками, так и с родителями и коллегами. What other type of skills? Какие еще? And you can be specific, that's fine. Нельзя как-то полагаться только на личностные качества, только. It's important to have both hard skills and soft skills. We're going to need both, yes. Da. But let's look at a few. Let's look at some skills. Now, here's what happened. These skills have been identified as very important for teachers to have in the future. Итак, некоторые качества были определены как качества, которые необходимы учителю. Okay. You tell me, adaptability, hard skill or soft skill? Итак, посмотрите, способность к адаптации – это личностное качество или профессиональное? Hard or soft? Hard. Okay, wait, some say hard, and does anybody think soft? Does anybody think it, but is not wanting to raise their hand that they think it? Итак, поднимите руки те, кто думает, что туда и туда? Что это как личностное, так и профессиональное качество. Let's go on. Hold on to those thoughts. Продолжаем. Confidence. Уверенность. Harder. Личное или профессиональное? Soft. Anyone think hard? Личностное. Some think hard. That's okay. Communication. Способность к общению. Коммуникабельность. Soft, is that, yes, is that a skill that's only for teachers, or is that a skill that's a people skill between people? Которое присуще только учителю или людям в целом? I'm hearing some say people. Let's go on. Team player, to work in groups or with a partner. Командный игрок. I'm here both. Okay. Continuous learner. Продолжительно, готовы обучаться, да, до продвижения всей карьеры, всей рабочего процесса. But I'm hearing both again. Off we go. Imaginative. Способность к воображению, да, хорошее воображение. Личностное или профессиональное? I hear some say soft. I hear some others say hard. It's soft because hard is creative. We'll come back to this one. And the reason I say that is because often hard skills are deemed quantifiable. Зачастую профессиональные качества могут быть определены. And I have colleagues who say, И у меня есть коллеги, которые говорят, you can't quantify art. ты не можешь определить искусство. And some who say, yes, you Есть can. те, кто говорят, что можно определить искусство. Innovative. To think of new things. Изобретательность. Okay, I'm hearing both. Okay, we'll go on. Committed. Committed, hard or soft? Committed, Andre? Committed. Okay. Committed to a task, committed to another person, committed to the school, committed to the profession. Depends on what you want to be committed to. Это зависит от того, к чему вы хотите быть привержены. And let's just look at the others. Organized. Организованность. Leadership. Лидерские способности. Ability to engage. Способность включиться в дело. Understanding technology. Понимание технологий. Knowing when to unplug. Иметь представление о том, когда отключиться. And that means knowing when to turn off your phone
И это значит, что никто не... Or get off Facebook. Знать, когда выключить свой телефон И или закрыть покинуть социальные сети. Andre mentioned Facebook this morning, Андрей упоминал Facebook сегодня утром, and he mentioned technology can be an addiction. и он упомянул, что привязанность к социальным сетям может стать зависимостью. What I find is that young teachers typically understand that their students are addicted, Доказано, что некоторые молодые учителя не понимают, что их студенты, они зависимы от мобильных телефонов. because often young teachers themselves Потому что зачастую молодые учителя сами привязаны к мобильным телефонам. Yeah. I've asked my student, in fact, I'll ask you, you can raise your hand if you like, but Итак, если вы хотите, поднимите руки, если это так. I've asked my students how many of them have ever texted someone in the same room. Я спросила, как многие ли из вас писали кому-то, находясь в одном помещении, то есть и вы и собеседник находились в одном помещении. Как часто такое происходит? So has anyone here texted? Now, old people. Все люди. Old people, sorry. Yeah. Old people don't understand that. Не понимают этого. I like a conversation, Мне нравится диалог, but not everyone does. но не все любят диалоги. So, do you know when to turn the technology off? Итак, знаете ли вы, когда вовремя отключиться от сетей? And this last one is actually very, very important. И последнее, оно на самом деле очень важно. And this is the ability to empower others. Это способность расширять возможности других. That is to provide opportunities for other people Снабжать возможностями других людей. to be in control to a certain degree. Контролировать происходящее процесс в определенной степени. For example, many administrators empower their teachers. Так, администрация нам управляет, вдохновляет учителями. And so they let their teachers help make decisions И они позволяют своим учителям делать решения, принимать on решения. curriculum, students, all kinds of things. Содержание программы, решение содержания программ. And I know many teachers that empower their students. И я знаю многих учителей, которые вдохновляют своих учеников. And let the children help have a little control over the classroom. И они позволяют своим ученикам иметь некоторый контроль в классе. Perhaps what they'll study next. К примеру, что они будут изучать дальше. Perhaps to help set up classroom rules. Или обсуждать правила внутри класса. And consequences if a rule is broken. И последствия, если кто-то нарушает это правило. So my point, Да, моя мысль. all of these are skills that have been identified as being very, very important to teachers in the future. Все перечисленные качества, они отнесены к наиболее важным качествам для учителя. And I would argue that they're very important now. И сейчас я поспорить, что они на самом деле важны. So, please look at this illustration. Так, посмотрите на иллюстрацию. Hard skills, soft skills, Личностные и профессиональные качества. and please with people around you. I'll give you maybe a minute. Я дам вам минутку What does that illustration represent to you? обсудить данную схему друг друга. И что она для вас представляет. Please talk. Да, сейчас прямо обсудите. What does it look like? Yeah. You can't have
All right, let's stop. Итак, давайте остановимся. Would anyone like to share Хотел бы кто-нибудь поделиться с нами, what the illustration represents to them? что для них показывает данная иллюстрация, схема. Олеся у нас сейчас расскажет. In English. So I think that these skills are interchangeable. Олеся думает, что они взаимозаменяемы. Yeah. And without the soft skills, there cannot be the hard skills. И без личностных качеств не могут образоваться профессиональные. Okay? Хорошо. Anyone else? Кто-нибудь еще? Я могу, если вы мне поможете с переводом. Мы попробуем. Отлично, Олеся, тоже. Как правильно сказать, мы выбираем. We choose future professional when I choose my future professional when I was 12, and I transformed my soft skills in hard skills in every day, every week, and soft skills it's transformed hard. Soft skills it's transformed hard skills. Yeah. So as Lisa has said, Yes, it's sure. interchangeable. But let them know. Итак, Сергей, да? Он сказал, что он набирался в профессию уже в 12 лет, и он превратил свои личностные качества в профессиональные. То есть он тоже считает, что они взаимозаменяемые и взаимодополняемые, правильно? Мы развиваем свои надпрофессиональные навыки, то, чем мы обладаем, и превращаем их в что-то профессиональное. Let me say there's no right answer. Здесь нет правильного ответа. And many of you are like your students. You want a right answer. Многие из вас, как такие же, как ваши ученики, вам нужны правильные ответы. One way to look at it Один путь посмотреть на это is that soft skills surround the hard skills, то, что личностные качества, они окружают профессиональные качества. or that hard skills are Или профессиональные качества at the core of all skills. да, являются ядром личностных качеств. But basically, I like what most of you were saying is that they work together. Но мне понравилось то, что многие из вас сказали, что и как личностные, так и профессиональные качества, они работают вместе. Они взаимосвязаны. We cannot have a teacher who knows content Мы не знаем учителей, которые знают свой предмет, but doesn't know how to relate to people, specifically children. но не знают, как общаться с другими людьми. And we can't have a teacher that can relate to people И у нас нет таких учителей, которые могут общаться взаимодействовать с людьми, but doesn't know any content. но не знают своего предмета. They work together. Они взаимосвязаны и работают вместе. It's through professional development that both hard and soft skills can be enhanced. То есть профессиональные и личностные качества могут быть повышены, улучшены через профессиональное развитие. But typically, in professional development, we focus on hard skills. Но обычно в профессиональном развитии мы концентрируемся на профессиональных. Things like more content knowledge, Знание своего предмета or even instructional strategies, или методика преподавания. or assessment strategies. Стратегия оценивания. Or different ways to have formative assessment. Или разные пути того, как оценивать. Текущая Текущая оценка. Different ways to have summative assessment. Разные пути итогового оценивания учеников. But we don't always focus on working with a colleague in professional development.
но We don't always concentrate on working with a colleague мы концентрируемся на том, чтобы работать с коллегами. or ways to respond to children Или пути, какими мы можем отвечать ученикам нашим. or ways to respond to a colleague. Или пути того, как мы можем взаимодействовать с коллегами. But there is professional development to help with our soft skills. Есть профессиональное обучение личностными качествами. What I was hoping to do in our time together right now was to hopefully make us all aware of the importance of both hard and soft skills. В течение этой презентации Билл хотел донести до вас, что очень важно иметь как и профессиональные навыки, так и личностные вместе. And to help all of us think, do I need to work on my hard skills? Do I need to work on my soft skills? И позволить вам задаться вопросом, должны ли вы подумать о том, как улучшить свои профессиональные навыки или личностные навыки? Or am I a perfect teacher? Или я идеальный учитель? I have heard it said that teaching is an art and a science. Я уже слышал, что преподавание это как искусство, но также и наука. That the science of it says there's ways to do it. Научный путь, то есть есть пути, как преподнести преподавание. But the art is how we do it. Но искусство это то, как мы это преподносим. So I believe teaching is both a science and an art. Я верю в то, что преподавание это и искусство, и наука вместе. And the relationship is that teaching is both hard skills and soft skills. То есть преподавание это слитно как и в профессиональных навыках, так и личных. I'm running out of time, so we'll just go. No. That's okay. So do you? It would take too long, so I want to give you a chance. We'll give you a chance. Dr. Eddington did it himself. Dr. Eddington found it himself. That's all I got. Does anyone have any questions? Есть ли у вас вопросы какие-то? No question. No. Yes, I'm sorry. How do you work on soft skills? Intentionally with teachers at schools or somewhere? That's a very good question. How do we work on soft skills? Как мы работаем над нашими личностными качествами? It often is done through role playing. Go ahead. Это очень часто сделано через план, ролевую игру. I'm a firm believer in providing scenarios, hypothetical situations. Я очень верю в сценарии, то есть в проигрывании каких-то ситуаций. And then have us think about what we might do. And that works with teachers. И я задумываюсь, что бы мы могли сделать в таком случае. But yet I also firmly believe that experience is the best teacher. Но кроме того, я верю, действительно верю, что опыт – это лучший учитель. For example, my students often ask, what do I do in this particular situation in a classroom with a student? Мои ученики постоянно спрашивают, что мне сделать в этой ситуации в классе. What they want me to say is, do this and this and this. Что они хотят услышать от Билла, это сделайте то, сделайте это и то. But what I say is, Но то, что я говорю, it depends. это зависит. But we can provide scenarios or situations and talk about, would you do this? Why would you do this? Would it be effective? What do other people think? Would that work? What have you tried? And that sort of thing. То есть мы можем предоставить сценарий и спросить, а не хотели бы вы сделать это? А что если вы делаете это? То есть обсуждать очень. But I have had principals tell me that they can teach the hard skills, meaning if their content is not what it needs to be,
they can send that teacher to learn more about the content. If the teacher's classroom management is not what it should be, they can send them to professional development to learn more about or provide them resources. But if a teacher doesn't work well, if a teacher doesn't have a heart for what they're doing, it takes more work. То есть директора могут предоставить профессиональные навыки, то есть объяснить, как предоставить урок, как организовать класс, но это сложно предоставить директору, сказать учителю, как общаться с детьми, как преподнести себя. So please, everyone, think about a student that you have had Подумайте о каком-нибудь ученике, который у вас был, that right now, today, at this moment, at almost 3 o'clock on May the 13th, который сейчас, 13 мая, 3 часа дня, you say to yourself, I wish I'd have handled that differently. Я бы поступил с ним по-другому. Я бы изменил ситуацию. Я бы что-то исправил в том, что я уже сделал. I have a whole lot. У меня таких ситуаций которые я бы сейчас сделал по-другому. And sometimes professional development in the soft skills can help with that. И иногда профессиональное развитие, как личности, так и профессиональные качества, оно помогает справиться с этим. Does anyone feel sorry for the students they had their first couple years of teaching because you were terrible? Итак, кто-нибудь сожалеет ученики, к которым вы относились плохо? Нет, даже нет. О том, что делали что-то неправильно на протяжении первых 2 лет работы. Both hands. We get so much better as teachers with experience. С опытом мы становимся лучшими учителями. And as we said in our last session, it's a shame, but we expect brand new teachers to be just as effective as experienced teachers. И как мы раньше уже говорили, мы ожидаем от новых учителей быть такими же опытными, как и сами опытные учителя. And that's not fair. Это нечестно. Any other questions? Еще вопросы? Yes. Если вы опять же мне поможете, современная сцена. Thank you very much for this. I think about future. Now we have определенные soft skills. 5 or 6 years. What do you think about it? What skills? Yeah, I got it. Say it. Okay. Так, вопрос в том, какими качествами должен будет обладать учитель через некоторое время, то есть 5-6 лет. Именно soft skills. Личностные качества. The two big ones that we would think we've always had, but we really haven't, many of us. Итак, два наиболее часто, те качества, о которых мы наиболее часто задумываемся. Sympathy and empathy. Симпатия и способность сопереживать и сочувствие. Understanding what your children have gone through because you have gone through it yourself. Понимать, через что прошли ваши ученики, потому что вы через это тоже уже прошли. And imagining what they've gone through. И представлять, через что они. When I first began teaching, I was told, Когда я начинала преподавать, мне сказали, tell them, they'll learn. скажи им. But that's not how it is today. It's about relationships. Так, ты говоришь, они учатся, но это сегодня это не так, как это было раньше. How well do I know my students? Do I know their family? Do I know their interests? Once, particularly when you're working with 10-year-olds, 11-year-olds, through 18-year-olds. When you're working with older children. Let's say that. When you're working with older children. Насколько хорошо я знаю своих учеников, насколько хорошо я знаю их семьи, чем живет семья. Особенно, когда мы работаем с детьми от 10 до 18 лет. They don't love you like elementary children, primary children do. Primary children love you because you're their teacher. Они не любят вас так, как дети из начальной школы. Потому что просто учитель. Early adolescents and adolescents don't love you.
Adolescents don't love you. А подростки вообще вас не любят. But they respect you Но они будут уважать вас, because you've shown you value them as a human being. потому что вы покажете им ценность того, как важно быть человеком. And that's what a teacher in the future better be able to do. И вот что учитель будущего должен быть способен делать. It was a lot easier when I first taught to say, do this, do this, do this, do this. Было гораздо легче, когда Билл говорил, сделайте то, сделайте это и сделайте это. But again, that's not today's student. Но нынешние студенты не относятся к этому, не могут. And I've had to change. И пришлось измениться самому учителю. Any other questions? No, thank you. We're done. How do you say that? We're done. Посмотрите по расписанию. Здесь осталось, да, Там открывается. Thank you very much. This is my job. Phil, you did well. Thank you for your input. Very helpful. Oh, you need to talk about Very good. Very good. Are you considered right? Yes. Very cool. You did good. Thank Do you mind me embarrassing you? Never mind. Like anything else. I got it. What you know? I was going to thank you. My former translator. She ran out. Yeah. She kept things going. She was good. Or she will come back. Maybe she'll come back. Okay. Where do we go next? When do we go? Until 3:15. Yeah, 15 minutes. This one's in Russian, so I don't actually know what. But we need to go up and get a pastry. Oh yeah, I would like to. Yeah, this one. That's going to be analysis. How are you? Good. Teacher because they're talking about teacher communication in school. Teachers, let me see. What I want to do is, yeah. Yes, could you, if you can get me to my flash tape. No, just give me my flash tape, because I've got it. I mean, I've got it. Oh, that's it, that's it, that's it, I got it. Tomorrow, yeah. Yeah, I've got it. Fire. What does that say? Oh, don't worry, Oh, that's it. What does this say? It's not very complex. Like, I can't do it. Нет, это вообще другое. Это вообще другое. Есть хорошая PowerPoint, а есть еще задание. Пиши про это в прошлом году. Я думаю, 40. I think so. No, it is. Это не сокращенно? Нет.
Which Yes, crazy, what is it? It's a special device. Another? Do you know PowerPoint? Yeah. Prezi is like online PowerPoint. Okay. Yeah, and it's like, you know how click on the PowerPoint, it goes to the next slide? Prezi has like more animation, more movement, more engagement. So it's another app. Yeah, it's another presentation application, but it's online, and it's like really popular. So I don't need to do it. I'm sorry, but you get my question. Oh no, you have to make it. Yeah. No. Back up there. I don't know where it is. Come taste it. Yeah. But if you want to, you can. Yes. That's pretty cool. I have never tried. Tried it. Okay. Yeah, check it out. I know sometimes PowerPoints are very boring, right? Prezis are a little bit more interesting. Yeah, she went ahead and looked it up. I was showing her what. Okay. That's amazing. Нет. I like the animation. That's okay. I can read. It keeps your audience engaged. It's like a. Do you ever do mind map? It's free, but I think Mind sometimes map? they Yeah. purchase it. Kind of like that. It's like mind map. Because there's additional animation Bubbles, that's right? needed. Circles. Yeah. You click and then you go to another circle. Yeah, it's more interesting. Exactly. Yeah. Yeah. So we have to run. Sometimes don't know how to do the PowerPoint for me. Yeah, no, I agree. First, it's kind of wow, even for us. I need to get back Yeah, here. but if you think about what kids watch on their phones, they like that engagement. Minimize that. Now we have to get back to it. That should be it, They right? like that stuff. There, So right. we have to think about how can we keep them engaged. Are I would they say really which one do you want? Okay, good. So that's one way So that they now do I'll it. go in this back. way. But you're right, though. A lot of teachers don't like using technology. I'm sorry. They call it, Thank you. at my school, they call it iStation. When you were at Reno, did y'all use technology? Yeah, everything was. Everything was. We graded Some on teachers that do paper and pencil. It seems like we have different subjects called like. Yeah, but I want to talk about the importance of core content and an elective. What do you guys call it, an elective or an additional course? I don't know. Is it every day? That's it. No, 3 I times just a need week. to find what. Growing up, what did you have? Every day? Every day, yeah. Every day? Oh, Every no, day? I got you. But why are we the most obese country? One of the top. Okay, so it's got to be. Because it's terrible food. That meatloaf was pretty good though. Yeah. This is your slide pack. This is right, and 65 is called Well, so I've actually never used Prezi before myself, but I think it costs money to use after like you get 1 month free, and then after 1 month you have to pay. So I already have. I don't think that I guess is the same. Like music. Yes. Yeah, like, do you know Spotify? Yeah, I just use Spotify for music. When I did you work in Vietnam, Yeah. what did you do there? I was teaching English and teaching. I started with children. I did high school, and I did like mostly adults in college. Which language did you communicate? On English, yeah, English. 100% And English. they understand everything. Or there was no problems? Yeah, well, the methodology we used in the schools were immersion, and there is no L1, no language one. And how did you explain the sentence, for example? How did they understand it? A lot of modeling, a lot of listening. They had a lot of homework outside of the classroom. They also had native teachers, not myself, who's an English teacher, like a local English teacher that would help outside of the class. Do you see why we're
And you are in first room year, two. first year So homework Yeah. or the second year homework, I will have a sentence. Right. And so the way that works is if you have 0 English, you start in class 1. And there are 72 levels. Right? A lot of times in languages, you have 6 levels or something like. Do you need me I to don't know how plug it in is mine, or right do now. you have it still saved? Maybe not here, next year. То есть сейчас у нас это Сильвия. Первый у нас Маша. Сильвия. Yes. Dr. Adrian actually thought he was presenting, and I was telling him no. Sorry. It should be one of those. I'm not sure what it's. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы продолжаем наш международный семинар. Нужно сказать, что в этом году впервые собирались учителя по физической культуре и принимают участие в этом семинаре. Будьте любезны. Сильвия Авила, пожалуйста. Она преподает физкультуру в школе, в средней школе, 5th and 6th grade, right? Yes. Well, I'm at a 5th and 6th grade campus, but only 5th grade students. Я представила вам нашего модератора, нашего семинара. Помогают переводить Мария и Наталья. И, пожалуйста, да? All right, good afternoon. We're going to talk about physical education, but relate it back to the importance of it with core content classes. Сегодня мы поговорим с вами о таком предмете, как физическая культура, но не только со стороны, что это упражнение, но также это более чем упражнение. Ну, можно это очень важный нюанс сказал о важности физической культуры для классов с основными предметами, например, математика, язык и так далее. То есть насколько важна физкультура для успеха учащихся в классах, ну, основных предметов. All right, so as PE teacher, first off, is everyone PE teachers? Raise your hand if you're a PE teacher or a coach. All right, so you're very important. Because you're the support teachers for the teachers that teach math, science, social studies. Вы также важны как учителя математики, литературы и других предметов. Most students come to you with problems that they don't feel comfortable with their typical teacher, say their math teacher. Обычно к вам приходят ваши ученики, чтобы поговорить о каких-то проблемах, о которых они не смогли бы говорить, допустим, с учителем математики или каким-то другим. Does any of them relate to that? Does anyone get Кому-то из вас учителя знакомы такая история? Какие дети с какими проблемами? Смолев Александр, учитель физкультуры, коррекционной школы, слабослышащие дети. Сколько? Ну, у меня был случай такой, что случился несчастный случай в семье у девятиклассника. Ему некуда было деваться. And there was a case that in ninth grade. И вот ему надо было где-то место, хоть это интернат, у них есть свои комнаты, но ему надо было место где-то вот именно закрыться и с кем-то переговорить. So still lived in a pension, but he needed some space to reflect, to be alone. So he came to. Exactly. So a lot of those things causes the student not to be able to learn in those content classes. Whether it's trouble at home or it's emotional, how they feel inside. So it prevents them, it stops them from actually learning in the classroom.
Будут ли это проблемы дома или какая-то эмоциональная перезагрузка, этим ученикам нужно с кем-то договориться. А как раз они обычно идут в учителям классической культуры. Потому что эти проблемы могут повлиять на их обучение в целом, на вот основных предметах. So, let me give you a little background on what I do in Houston, Texas. Let me tell you a little bit about myself, and then we'll go a little bit further into a situation that he brought up. Сейчас Сильвия хочет рассказать немножко о себе и что она делает в штате Техас. Чем она занимается Сильвия? Как преподаватель. So, I teach 5th grade physical education. Она обучает учеников 5 класса физической культуры. And total students that I see every day is a total of 475. Обычно у нее около 475 студентов. То есть в день она видит 475 разных. Now, they are split up in different classes. One class is about 80 to 95, 100 students. Студенты разделены по классам, и обычно в одном классе от 80 до 90 человек. Yes, I know. So one class, 50 minutes, 5 days a week. Один класс 15 минут, 5 раз в неделю. 50, sorry. I'm curious, how many days do they get to see their students? Сколько раз в неделю вы встречаетесь со своими учениками на уроках? 3 times a week? Okay. Another thing that we do in the States quite often is in 5th and 6th grade is the last few years in public education that male and female students they work together. Quite often in 7th grade and up, so middle and high school, they are separated by gender. Если говорить о Соединенных Штатах Америки, то можно сказать, что 5-6 класс – это последние классы, где девочки и мальчики занимаются вместе, и уже после 6 класса их разделяют, то есть на женские группы и на мужские. We keep them together, however, most activities, they are split up by gender. So I do want to make that clear. They come to class together because they're in the classroom together. But when they're in a large environment like this, they are separated. Да, она хотела бы пояснить, что несмотря на то, что на уроки они приходят вместе, во время каких-то особых упражнений или игр они уже разделяются на девочек и мальчиков. At this age, they are curious. В этом возрасте они заинтересованы. They do not know who they want to be. Они не знают, кем они хотят стать. And it's good for students at this age to ask questions. И в этом возрасте для детей нормально задавать какие-то вопросы. And these are all things that happen whether you're teaching PE or math or science. И такие вопросы могут возникнуть как на уроках математики или каких-то других естественных наук, так и на уроках физкультуры. So what I want to do is the pictures that are on the PowerPoint are actually from my students. These are students, and this is the gym that we work in. На фотографии вы можете видеть спортзал, в котором они работают, и на самом деле это действительно студенты Сирии. Majority of our population is very much poverty. There's a lot of poverty. Большинство людей в ее городе из бедных семей. Many of their family members or students are incarcerated in one of the prisons where they know a family. Некоторые из ее студентов семьи находятся в тюрьме или в ходе судебных действий. So think about growing up in a household that maybe not everyone is there, family, or you're living with a cousin but no role models like parents. Представьте, что вы живете в доме, и у вас нет кого-то из родителей, или потому что они, например, сидят в тюрьме, или вы воспитываетесь вашими братьями или сестрами, но не родителями. That is why, even though we're PE teachers or a teacher, it is important to keep those skills, like what Dr. Edgington was talking about, because they need some type of foundation. Вот почему вот эти навыки, про которые нам уже ранее говорил докладчик, очень важны также и для учителя физической культуры. Could you ask everyone, is PE a class that is appreciative from the school, from other colleagues? Do they devalue, is it valued as a class, or do they send them off to PE? Как в наших школах, как устроено? У нас физическая культура – это такой серьезный предмет, или это так просто, как дополнительный урок?
Be honest. It's not so valuable as math, for Yeah. example. It's not as valuable. It's like an additional course. Additional course? Elective course. Okay. Let's see. And how many minutes do they get? So it's consistent. It's the same, okay? So why do you think we have PE? Почему вы думаете, вообще нужна физкультура в школе? Why do they keep it? Why do they keep it 3 days a week? Почему у нас в России физкультура длится 3 дня в неделю? По каким причинам? It's impossible to sit calm, to keep children included into the lesson, into the subject. That's why we need PE. Who's getting tired right now sitting in a seat? Кто уже устал, сидя сейчас в этой аудитории, честно? I am. Yeah. Okay. We expect the student to sit like this for a while. Мы ожидаем от студентов, чтобы они сидели на одном месте в течение всего урока. And it may have been had easier for some of us who are older now. I'm fairly young, but for my older colleagues, it was easier. Для тех, кто постарше, гораздо проще сидеть вот так вот и слушать внимательно, чем для тех, кто помоложе. But society and culture is changing, and students are becoming more impatient. Но несмотря, культура и зрение общества меняются, и дети становятся все более и более нетерпеливыми и неусидчивыми. So, Dr. K, Andres talked about technology. When the Wi-Fi is spinning and it's not working, who gets a little bit aggravated? Who gets upset? Андрей уже говорил о том, как у нас внезапно перестает работать Wi-Fi, и что мы чувствуем себя немного раздраженными. Чувствую то же самое, когда такое происходит. So majority of our students are becoming more impatient. They want everything. They want answers. They don't know how to work hard in something, whether it's an activity in PE or work hard at a math assignment. Ну, в наше время студенты не могут быть более терпеливыми, они хотят получать ответы сразу же сейчас, так как они задают вопросы, и сразу получать на них ответы. То есть им уже тяжело подождать. Да. So we still keep PE in our curriculum for that it teaches us how to live a physical, active, and healthy living lifestyle. Итак, физическая культура в нашем, так сказать, школьном расписании до сих пор нужна для того, чтобы научить детей быть физически активными и научить их здоровому образу жизни. So we can all be healthy citizens, right? Мы все хотим быть и можем быть здоровыми жителями нашего города. Sportsmanship. That's one key thing as to why we keep PE. We expect them to work together in the classroom. Мы занимаемся физической культурой для того, чтобы дети смогли работать и быть вместе в коллективе. If it's not being taught, that's one more thing that a content teacher, that content is so valuable, makes it even harder for those teachers to teach. Если эти студенты не могут работать вместе, учащиеся школы, то для учителя будет намного труднее преподавать свой предмет. And the emotional intelligence. If a student gets frustrated because he or she doesn't know how to teach or learn math, how to add, they get frustrated too easily. But in PE, it teaches them how to deal with their emotions. Очень важен эмоциональный интеллект. Да, то есть физкультура, грубо говоря, учит нас, как уметь контролировать свои эмоции и не реагировать на какие-то неудачи или какие-то происшествия слишком остро. So I always like to say a PE teacher teaches everything, and you're also a counselor. Можно сказать, что учитель физкультуры учит вас всему, и также он еще является советчиком. So overall, it's to educate our students the different forms and benefits of physical movement, sports, and exercise. Можно сказать, в общем, что обучение наших студентов имеет множество форм и преимуществ, таких как физические какие-то нагрузки, и включают в себя спорт и упражнения. Now, I asked Natalia and Maria today, what do you remember doing in PE? Сегодня Сильвия спросила меня и Наталью о том, что мы вообще помним о наших уроках физкультуры. And they said exercise. That's it. И мы сказали, что это всего лишь упражнение и больше ничего. Who else agrees with that? Кто еще также говорит?
So in the States, a lot of times we don't do exercise as much as what other countries may do. Но в Соединенных Штатах они не так часто занимаются различными упражнениями на уроках физкультуры, как, допустим, в России и в других странах. We create games that focus on subjects such as math, English, social studies because of the state exams. Они, как сказать, создают упражнения, которые сфокусированы на каких-то конкретных предметах. Обществознание, математика, потому что детям в будущем нужно сдавать государственные экзамены. Is it easy? No. Просто создавать такие упражнения? Нет. But it is a requirement because in the States, all teachers, including PE, has standards. Но в Соединенных Штатах у каждого преподавателя есть какие-то определенные стандарты. And even as PE teachers, we have standards to teach. И даже у учителей физкультуры есть определенные стандарты, которым они обучали их учащихся. But some of the things that we do focus on in our activities is balance and coordination. Еще одна вещь, на которую они концентрируются во время обучения, это баланс и координация. Strength and endurance. Сила и выдержка. Jumping. Прыжки. Running. И бег. So be thinking about in your heads right now, how could you help that math teacher teach math in your PE class? Сейчас вы, наверное, думаете о том, как вы могли бы помочь учителю математики думать о математике на физкультуре. То есть они создают игры, допустим, основанные на математике, но при этом находясь на уроке физкультуры. How could I teach my students to read in PE? Как бы я могла научить своих студентов читать во время урока физкультуры? Now at my school, there's a lot of bilingual students, and bilingual means how many languages? We talked about two, right? So Spanish is typically what's being spoken at home. В ее школе много студентов говорят на двух языках, это английский и зачастую испанский. So 80 to 90 some students, and we have different languages. И от 80 до 90 студентов, у каждого студента свой язык, либо это английский, либо это испанский, либо сразу два. So what we have is right here is a picture of one of my students, and he does have some disabilities. He's not deaf though. He has more intellectual. Вот на фотографии мы можем видеть одного из учеников Сильвии, и у него есть тоже некоторые задержки в развитии, но он не глухой, у него задержки именно умственной задержки в развитии. Since PE, we don't get that much money for equipment, we take anything that we can find to make any activity work. Если говорить об уроках физкультуры, не слишком много бюджета тратится на экипировку классов, и поэтому они используют все, что остается в программе. So that is a balance beam actually for gymnastics. Вообще это палка, которая помогает балансировать во время упражнений по гимнастике. So the way that we would teach math through a bowling activity, I don't know, do we y'all know, what is bowling in Russian? Bowling. Okay. So bowling. We took an activity that a lot of these kids don't get to do at home because it costs families money to take them out. But it gives them an opportunity to learn how to line up pins and count out loud to the coach before they could roll the ball. То есть они на уроках физкультуры занимаются различной деятельностью, которые не смогли бы, допустим, заниматься в другом месте, так как это стоит денег. И, например, боулинг, он помогает, учащимся помогает считать слух и затем кидать шар. Another way that you could do this, or ways to introduce it in your activities, is fractions. We do a lot of fractions because of the age group that I teach. It's something that they struggle with. Fractions? Yeah, it's like decimals. It's like 1/2 or like a half of a pizza. So does that make sense? A half. I don't know if you have to learn fractions, but it's math. It's still math. So how many pins would you have left over? Like how many pins do you have left over? You put in a problem solving question. You ask them questions.
So, how to practice physical education? And how? Okay. Students, they make friends with their core content teachers. Okay? That's how we're going to practice PE. Студенты становятся друзьями с их преподавателями основных предметов. Okay? As the teacher, you encourage them that, hey, I can teach you math, but so can your teacher in the classroom. То есть учитель, допустим, математики вас вдохновляет на то, чтобы вы занимались этим предметом. Using our skills that Dr. Edgington talked about, hard and soft skills, you want to make sure you create a positive learning environment. Если говорить о личностных и профессиональных качествах, как уже говорил предыдущий профессор, вы должны также не забывать о том, чтобы создать позитивную атмосферу обучения. If you're not excited about reading and math, then your students will not. Если вы также не вдохновлены предметом, который преподаете, то у ваших детей также не будет желания изучать этот предмет. And since most of the time they think the PE teacher is the coolest teacher of them all, Можно сказать, что они думают, что учитель физкультуры это самый классный преподаватель. if they see you use it, they'll like it as well. Если они видят, как вы сами пользуетесь своим же, грубо говоря, предметом, и если вы являетесь позитивным во время уроков, то есть они любят вас еще больше. Now, as PE teachers, a few things that you want to remember that you do, especially if it's a large group, is ensuring that your students know the expectations and rules in the classroom. Так как группы большие, то учитель обязательно должен рассказать ученикам о правилах и о каких-либо ожиданиях в классе. The students at my campus travel in a line to the gym. Студенты в ее кампусе, они ходят по шеренге. It's the same expectation that's followed in the school building, in the classrooms, and to the cafeterias. То есть эти правила работают не только в классе физической культуры, но и также они ходят в столовую и передвигаются из класса в класс. So even though I don't have desks in my classrooms, the expectation has not changed, and the procedures have not changed. А даже несмотря на то, что у нее нет парты в ее классе, то ни ожидания, ни процедура сама в действии не подняла ее. То есть, грубо говоря, если даже несмотря на то, что у нее нет обычной классной комнаты, все равно стандарты, определенные в ее кабинете на уроках физкультуры, такие же, как, например, на уроках математики. Even if you're teaching PE or teaching English or you're a counselor, building a relationship and listening to your students is vital. It's important. Не важно, что вы преподаете, будь то математика или физкультура или еще какие-то дисциплины, самая такая фундаментальная вещь – это построить определенные отношения с вашими студентами и слушать ваших студентов. Another thing is listen to your students. If your students are listening to a new type of music, use that music in a lesson. Если, допустим, ваши студенты заинтересовались каким-то новым видом музыки, то вы должны узнать об этом и даже помочь им с этим, и как-то поговорить в классе. И использовать это как-то во время упражнений. So what we do is I have a box in front of my classroom, and if a student finds a song that they like, they can write it down and put it in the box. I do listen to it before downloading it, but it shows that you're listening to them and that they're human and that they matter. То есть у них в классе есть специальная музыкальная коробка, куда дети пишут на бумажке песни, которые им нравятся, кидают в эту коробку, и потом преподаватель может послушать эти песни, и как бы таким образом она выстраивает отношения, что она уже знает, чем они интересуются, и может это в дальнейшем использовать. I also have a separate box right next to that that is questions about other classes. Также у нее есть другая коробочка, в которой могут лежать вопросы о других предметах. Допустим, спросил про другой предмет и потом получил ответ. And it gives the opportunity for the student who may be shy. Особенно это полезно и важно для детей, которые смущаются, может что-то сказать. To write on there what are they having troubles with in class, math, history, and then they're able to tell me exactly. Вот с помощью такой коробки дети могут написать какие-то проблемы, с которыми они сталкиваются на других занятиях по математике, по любому другому предмету, и уже учитель физкультуры, да, может им помочь с этим.
And then lastly, there's another box Есть еще одна, третья коробка. that says what type of games you want to play in PE. Она называется какие игры бы вы хотели играть на уроках физкультуры. There is one thing in the United States that PE teachers do not play in PE, and I'm curious if there's anyone that plays it. It's dodgeball. We don't play dodgeball. Да, It's a ball where you hit it at someone. единственная вещь, в которую не играет в Соединенных Штатах на уроках физкультуры, это вышивание, которая у нас очень популярна. We don't play. And it's because we teach our students not to be bullies or a mean person. Да, потому что они на своих уроках учат детей, как не быть задирами и как стараться не навредить другим людям. То есть это очень травматичная игра. However, a lot of older colleagues do still play dodgeball. Но, тем не менее, большинство более старших коллег и учителей все равно играют в эту игру. But it goes back to learning from our older colleagues and then listening to the younger colleagues. Но это снова отношения между более опытными учителями и более молодыми учителями. Okay, so this is my classroom. Это ее спортивный зал. What is different about this classroom versus their classroom? Что разного между спортивным залом Сильвии и вашим? То есть в чем различие? It's the same? Okay, that's good. It's pretty much the same. It's the same. Okay, there's healthy living posters that talks about their body. Есть ли у нас там специальные плакаты, которые говорят о нашем здоровье и таких? There's In some schools we do have. There's classroom expectations and rules that are posted in more than one area of the gym. Там также расположены правила и ожидания, которые можно получить. Да, причем они расположены в нескольких углах комнаты, то есть не в одном каком-то месте, а во всей комнате. But it still has that PE atmosphere that they want because they don't want to be in a classroom. Но там все равно есть вот эта атмосфера физической культуры, потому что они не хотят просто заниматься как на обычном уроке. So these two posters are posters that my school uses. Вот эти два постера, которые используются в школе Сильвии. And any teacher, whether you're teaching music, PE, English, history, can use these. И также любой учитель, не только физической культуры, но и учитель музыки, истории и так далее, может использовать эти постеры. Now you would have to change a few of the sayings or the questions, but relate it back to the content that you're teaching. Несмотря на то, что вам придется поменять некоторые утверждения или вопросы, в целом, как бы, учителя могут пользоваться целиком этими таблицами. So it's called CHAMPS, CHAMPS, because we want everyone to be a champion. Это называется чемпионы, потому что мы хотим, чтобы каждый из наших учащихся был чемпионом. So each letter actually means something. So C means conversation. Каждая буква что-то означает. C означает коммуникацию. How do you want your students to be in the classroom? Какими вы хотите видеть ваших учеников во время урока? Do you want them quiet? Do you want them loud? Хотите ли вы, чтобы они были громкими или наоборот тихими и спокойными? Do you want them at a whisper or very loud? Хотите ли вы, чтобы они отвечали очень громко или шепотом? So the next one is H, help. Следующее это H, это помощь. How do you want your students to tell you that they need help rather than sitting there quietly? Как бы вы хотели, чтобы ваши студенты вам рассказали о том, что им требуется помощь? If we really want them to do good in the classroom and in PE, we have to sort of guide them into ways. So this way, we tell them to raise your hand. Например, ученик может поднять свою руку на уроке. A is activity. Различные, A это различные действия, какая-то активность. And this one I would change in my classroom depending on what I'm teaching. So volleyball, basketball, martial arts skills, we do a few of those. И в своем классе она бы могла менять вот эту графу на разные какие-то, на баскетбол, на матч, там, на еще But if you're teaching a class, you could put on there, complete a worksheet or take down notes. So that could be their activity. You can change the activity. Does that make sense? Да, например, вы можете
сменить деятельность на уроке, допустим, писать что-то на маленьких листочках, вместо того, чтобы просто заниматься какими-то физическими упражнениями. And M is movement. M это движение. And in PE, we want them to move, Ну, в физкультуре, естественно, что мы хотим, чтобы дети двигались. to exercise and move. In the classroom, a lot of my colleagues would put on there to sit and desk or work in groups. То есть для многих коллег Сильвии вот этот пункт будет заменяться на сидеть за партой и работать все. P is participation. Участие. In PE, I put be kind to others and play nice. То есть будьте добры к другим и не играйте в грязно, грубо говоря. So basically, you would ask, what do I do to show that I'm part of the team? What do I do as the student? И тут появляется вопрос, что же я должен сделать как участник команды? And the last one is S, success. S, то есть успех. What is your goal as a teacher, whether it's math or history that day? What was your goal for that day? Какая у вас цель на сегодняшний день, как у преподавателя? Exactly. So if passing the test, the state test is very important. It takes a team effort. It takes sportsmanship to work with the team, whether you're teaching music or PE or math and English. То есть неважно, преподавателем какого предмета вы являетесь, написание тех же государственных экзаменов – это работа в команде прежде всего, а не только работа одного ученика. So in PE, I want to know who uses technology in PE. Кто использует различные технологии во время уроков физкультуры? Is anyone offered technology in PE? Is it given? Вам дают какие-то вообще технологии или какие-то устройства для уроков физкультуры? So the way that we use technology, it is a requirement in the States for all teachers to use some type of technology in my school district. То есть в Соединенных Штатах это обязательно используют новые технологии, различные приложения на телефоны и тому подобное. So quite often we'll have a TV or a projector screen. То есть у них на уроках это довольно частое событие, когда висит вот такой экран или просто телевизор. And we'll show maybe a famous athlete or something to encourage them of the activity that's being done for that day. И, допустим, мы на этом телевизоре можем показать какого-то знаменитого атлета или спортсмена, чтобы вдохновить детей на последующую работу. So we'll also record some of the students. Мы также можем снять на видео других студентов. And they'll lead the large class of the exercises for that day. И они будут, получается, теми, за кем будешь повторять на уроке физкультуры. То есть следовать этому видео. Now it's important, since math, science, history, and all those classes are important, it's okay to get them up out of their seat and move around a little bit. То есть, несмотря на то, что все эти предметы, которые уже перечислили, математика, русский, история, они все важны, это нормально, что им нужно какое-то время, чтобы встать, подвигаться, то есть размяться, грубо говоря. So some of the apps that even our colleagues could use in the classroom are actually these listed below. So I don't know how you want to tell them that, Maria and Natalia, but these are some of the apps that we use in the States. Вот в Америке даже преподаватели уже перечисленных предметов используют вот эти, грубо говоря, приложения, чтобы как-то немножко расшевелить своих детей. И Сильвия хочет, чтобы вы их как-то сфотографировали или переписали. Вот. Они бесплатные приложения? Are they free? They are free, yes. Everything's free because we don't have money. Everything's free. For iPhones, right? So Android and iPhone, Go Noodle Kids, this one, is actually online. And you just Google, you can come up, you Google Go Noodle, and it is a recording and it has music already. And you can put it on the screen or just on a wall. If you have a projector, and the kids can follow along to the video. То есть, грубо говоря, приложение Go Noodle Kids — это приложение, в котором есть какие-то уже видеозаписи с упражнениями, и их можно вывести на экран или на телефон, и дети уже будут повторять за видео. And it gives you a better opportunity to observe your students, to get that participation grade. Это дает вам хорошую возможность, чтобы понаблюдать за всеми, кто занимается. То есть, пока дети исследуют видео, вы можете за ними понаблюдать. And lastly, music.
and speakers. И, естественно, музыка и экология. Music makes them feel like that they're at home. A lot of the students, they'll use music to study at home. So music is a big thing in today's time for many of our students. Так как музыка помогает детям чувствовать себя как дома, потому что во время занятий дома они очень часто используют музыкальное сопровождение, именно вот эта музыка помогает на уроках физкультуры и чувствовать себя как будто вот они в своей родной атмосфере. So what I want you to get out of today is, yes, we teach PE. Yes, we have less tests, but we're very important to help the other colleagues that we have. Да, мы учителя физкультуры, и да, у нас немного тестирования, которое мы проводим для учеников, но мы также важны, как и другие учителя. If we really do want to pass the state test or just have our kids to be successful and to actually gain the knowledge, we must all work together. Да, так что если мы хотим, чтобы наши дети, ученики хорошо сдали государственные экзамены и преуспели в жизни, учителя, как команда, должны все вместе работать. That is it. If there's any questions on coaching or PE or any of the activities or programs that we run, we do things like Jump Rope for Heart, which is fundraising. We do fundraising as well in events like Field Day. So if anyone has any questions about any of those, I'll be more than happy to answer them. В целом, Сильвия заканчивает свою презентацию, она говорит, что если у вас есть какие-то вопросы касательно каких-то физических программ, которые они проводят, вот, вы можете спрашивать. Если у вас есть какие-то вопросы именно по программам и по всяким активити, которые они, грубо говоря, делают, что вас конкретно интересует. Есть ли у вас учебники по физической культуре? Do you have textbooks? Yes. They're very old. Do I use them often? No. But when a student sits out because he or she chooses to, I give them book work because it still helps them with the reading and to still get to understand the knowledge that was being taught for that day. They just have an alternative assignment. То есть учебники есть, и если, например, она использует не часто, но если ребенок на паре решил или на уроке решил отдохнуть, она может дать этот учебник и дать какую-то работу по чтению или, то есть занятие. Many of our students don't know how to read. So if a PE teacher is giving them a book, they begin to wonder, okay, my English teacher is making me read, and my PE teacher, maybe I should practice. Сильвия говорит, что не все здесь студенты могут вообще читать или даже вообще читать, и поэтому, когда она дает им учебники, они задаются вопросом, что и учитель английского меня заставляет читать, и теперь еще и... Значит, может быть, мне стоит действительно поучиться читать. Did you have any questions about the expectations and rules? Do they have any of that at their school? Сильвия спрашивает, есть ли у вас в школах какой-то лист ожиданий или, возможно, правил, которым вы следуете во время уроков? Есть ли у вас вопросы или правила? Or do they just use a whistle? That's it. Или вы только свистом пользуетесь? Well, one whistle means to do something, and two whistles. Is it a command? We have whistle commands. We use whistles. But do they use one blow of the whistle to tell the students to do something, or do they have a pattern that they do? У них, то есть, свистки, каждое количество обозначает что-либо. Допустим, один свисток это успокоиться, два свистка это выполнить какую-то команду, а вы каким? Вы используете? Вы просто свистите или вы постоянно, или это... Let's go. У нас один свисток общий. One whistle. So one whistle for everything. So, how many students do you have in your class? Сколько у вас? Да, сколько учеников в одном классе? 25-30. 25-30. Oh yeah, I would have one whistle too. I really would. We do another thing. It's not very loud. They go sort of like that. So it's a pattern.
So it helps the music teacher. Do they do any of that? То есть у них есть также хлопки, это, грубо говоря, специальный, можно сказать, создает ритм и помогает вот им следовать командам. У вас есть какие-нибудь такие способы? Скажем, мы тоже помним, что даже в садиках берут бубен, да. Мы начинаем маршировать, мы задали ритм на месте, и потом пошли уже дальше. То есть ребенку задают ритм, правильно? Просто так мы не говорим шагом, марш, и все пошли кто куда. Нет, задается ритм все равно. Или хлопками, или командой, да, учителя? На месте шагом. И счет. Раз, раз, два, три. I like it. So yes, it's very universal. Our commands tell the students what to do. Sometimes though, some learners needed to actually see it on the board. And that's why we have this, because some kids don't get this, the whistle and the clapping. They actually have to read it to understand it, or they have to see it. То есть, несмотря на то, что хлопки и различные какие-то звуковые сопровождения достаточно универсальные способы, некоторые дети не могут воспринять это все на слух, и поэтому существуют вот эти правила, потому что им нужно прочитать и понять, о чем говорит преподаватель. Is there any more questions? Anything about the boxes or anything? А по какой системе идет оценивание вообще на уроках физкультуры? What is your assignment? What is my what? Grade system or assignment system? So in 6th grade, they get a numeric. In 6th grade, they get a numeric grade. In 5th grade is an overall participation and observation. I used to give them exams. It would be once a week, and it would be over whatever activity we were doing. So football, or American football, if they can make a pass. So I would test them one by one if they can make a pass. То есть раньше у них была определенная система, когда они раз в неделю устраивали тестирование. Например, если это футбол, то они смотрят, могут ли дети передать пас или там как-то отбить. То есть, ну, вообще очень похоже на нашу систему. So the exams, testing a student in PE can be quite difficult, especially when you have a large group. If you have a smaller group, it can be a little bit easier, right? For me, it's more participation and observation. And then that's how they get their overall grade. То есть, несмотря на то, что Сильвия работает в больших группах, самый действенный способ для нее ставить оценки – это наблюдать за детьми и наблюдать за их вовлеченностью в какое-то действие. Потому что оценить 90 человек по оценкам будет довольно сложно. But we also give conduct grades in PE, which shows up on their report cards, which is very important. So it's conduct, their behavior. They get a behavior grade at the end of that. А также они еще получают оценки за их поведение во время урока. Если они ведут себя достаточно хорошо, то и оценка у них будет лучше, чем если кто-то ведет себя плохо. If a student is having trouble in the classroom learning math and English, the teacher tends to tell the PE teachers, and we work on their behavior in PE. Если, допустим, во время математики или другого предмета ученик вел себя плохо, то учитель вот этого предмета подходит к учителю физической культуры и говорит о том, что вот этот ученик вел себя плохо, и поэтому с ним нужно поговорить. So again, it's working with your teachers in the school building and them asking for help from you out in the school or out in the school gym. So it's just that communication, it's that helping one another and listening to one another. Все зависит от того, как вы помогаете друг другу и как вы слушаете друг друга. Any more questions? I like this question. Or anything they want to share that may be different? Спросите, а вот, допустим, если вот дети не занимаются, да, некоторые, вот, кто-то же любит заниматься, кто не любит заниматься, как в какой системе уходит учитель из положения, когда кто-то пропускает уроки, или, допустим, у него нет желания просто приходит без формы, допустим, не занимается. Как в такой ситуации уходит? So what do you do to students who doesn't like exercising and missing classes? What do you do? Right, so the missing, we have a behavior system, the overall school, skipping class, missing class. All students are required to come to PE. They're required. Their teacher drops them off. If they go, I know it's going to be hard, ladies. We give the alternative assignment, the book work.
So we give them book work is one way. You can tell me book work is one way that we deal with it. Если ученик не принес форму или не хочет заниматься, то обычно ему дают учебник, с которым он будет работать. То есть это книжная работа. we do different exercises that we don't do normally, but we save it for behavior. It's not because we can't tell Luke to give me 10 push-ups, can we? Can we do that here? We can't. We can't say 10 push-ups. So we can't do that. So that's why we have so many behavior management plans in place, because we can't say, Luke, give me 10 push-ups. We can't do that in the States. То есть в Америке они не могут сказать, так, Коля, ты там плохо позанимался, 10 отжиманий. Поэтому в Америке у них более скрытые, так сказать, методы именно дисциплинарного воспитания, которые происходят с помощью различных игр. We always relate it back to behavior. So if we do something like that, we have them do wall sits. And wall sits is where they put their back against the wall and they have to hold themselves up, because we tell them that if you want to misbehave, you must hold yourself up. То есть, если какой-то ученик все-таки провинился в своем поведении, то он приседает, при этом рука, одна из рук должна у него быть. То есть он прислоняется к спине и держит прямо спиной. Вот так. And then they start shaking a little bit, and then they'll slide down. But you have to be careful. Unfortunately, we have to be careful. But yeah, no, it's difficult. It is the hardest thing that as PE teachers we face is, what about the kids that don't like PE? Well, what can we do to make them like PE? И самое сложное для учителей физкультуры — это то, что некоторые дети, много детей не хотят заниматься физкультурой, что с ними делать? So it goes back to listening. Sit that student down and ask them, what do you want me to teach in PE for you to participate? Тут мы снова возвращаемся к этому способу слушания детей. То есть мы должны детей слушать и спрашивать, что же они именно хотят делать, какие упражнения выполнять. If a box is not something that they could do, we've done clipboards, and they're on the board, and the student can just write on there what they would like to see be done in PE. Если, допустим, не делали такие коробочки, как Сильвия, то можно повесить маленькие записки на стене и использовать доску записок, да, и сказать, что, какие пожелания, допустим, у меня для этого урока. Есть ли такие стандарты, что к концу 5 класса он должен научиться прыгать, или он должен уметь бегать? And do we have any standards like till the 5th grade, for example, this student has to know how to jump? Yes. By 5th grade, every student in the States must know their gross motor skills. So they must know how to run. They must know how to do jumping jack. They must know how to jump. Because in 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, and 12th grade, they are expected to play a sport. То есть в Америке все пятиклассники, например, уже точно должны знать, как бегать, как прыгать, как приседать, потому что в последующих классах они уже должны уметь играть в определенные спортивные игры. So in 5th grade, we're now just introducing them to be competitive and how to apply those skills into a sport. И уже в 5 классе мы обучаем детей о том, как быть соперниками друг другу, чтобы в последующем, когда они играли в игры, в американский футбол, у них было чувство соперничества. Yeah, it's sort of like we can't tell a student to solve a problem if we don't teach them how to add or subtract first. So it comes down to that, taking it grade level by grade. То есть методика состоит в том, что мы не можем сказать детям просто сделать вот это, если мы их сначала не научили. То есть поэтому в младших классах они сначала учат какие-то упражнения, и уже потом дети могут заниматься каким-то определенным видом спорта. Any more questions? Еще вопрос про зарплату. Сколько? And what's the salary? Salary, oh, very good question. It depends on the school district. I'm not sure what you guys, so Luke, help me out because I'm trying to think of another word to describe a school district. Region, area. Yeah, in my area, there's
5 elementary schools and 1 5th and 6th campus. If you're not coaching a sport, it can be between 40,000 to 60,000 a year. То есть в ее районе, в городе, 5 начальных школ, и если ты тренер по физической культуре, то зарплата годовая это 40-60 тысяч долларов. Yeah, but that's Texas only. Но это только в Техасе. If you're coaching, you do get a little bit more. То есть если ты еще занимаешься дополнительно как тренер, то ты получаешь зарплату определенную. And also if you know how to run a school bus. И особенно если ты знаешь, как водить автобус, то тогда еще лучше. It's a different license that you have to have in the States. Это Yes. Yeah, but we can talk later on for the ones that did have questions. Thank you so much. I appreciate it. Потому что сейчас уже другая группа подойдет. Спасибо вам за участие, спасибо за вопросы. Natalia Marie, will you help me eject my USB? Because it's not working. Thank you so much, Monday. I left my schedule in another class. Do I? Do I teach any other subjects? Interaction between different subjects. Oh, yes. Yes, so we try and overlap all the subjects, myself and my other coach. We try and teach it every day, at least once or twice a week. We try and bring whatever the math teacher's teaching that week, we try and do it that week in the classroom. Вот это вот интересно, как So the teachers that are teaching, they have to make sure they have everything in order. So for example, multiplication. On a cone, we would have 10 cones and different numbers on there. And then the kids would sit in 2 rows. We would, on the mic, we would say 5 plus 5. And the first student in the line has to run up to the cone. So they're running and they have to do 10 of those exercises. So that's one way that we do math. Yes, it's very important. It stresses a lot in school. А это творческое уже подход, это творческий подход. So that's they tend to work like they're not working in team. Yeah, that's it happens. Настояли задание. Тут сначала ребенок берет ручку, он должен вот так подойти, и пока он считает, сколько крутит. So he makes them count and they do it. Yes. No, yeah, that's good. Yes. And it is hard because if you don't know what they're being taught in the classroom because the teachers are not clear, then it makes it hard for us teachers to do То it. есть сложность представляется в том, что некоторые учителя не знают, что они еще будут преподавать, а ты уже должен знать, что они будут. Вот это тоже интересно. Exactly. And the reading is different. Да, ну, по сути дела, вы выполняете функцию еще и психолога. Do you have an educational psychologist? Oh, no. I don't. As psychologist? Ну, то есть подходит No, к but Just like do I? Oh, like do I act in the classroom? No. Спасибо. You are a teacher, but sometimes you're a teacher.
Yes, we have many roles as a teacher. He's right. Yeah, he's right. 100% right. Все, спасибо. Yes. Let me get my USB. Thank you so much. I think we're gonna have to. Most people do. Коллеги, мы сейчас поскольку все эти проекты будем работать по группам, поэтому вы поделиться, как вам хочется, то есть, как сказать, ну, то есть, сколько групп можно, сколько хотите, ну, то есть, как сказать, так, чтобы в группе были люди, максимально полезны были этой группе, были люди, которые, в общем, потом будут вместе работать, да, понимаете? Поэтому, и поскольку вы будете там друг с другом разговаривать, лучше сесть какой-то диапазон, ничего страшного, если сядете, например, короче, коллеги, виднее по группам. Должно быть у нас где-то, наверное, 5 групп. Давайте я буду стоять здесь, например, да, если так можно подойти, если давать инструкцию вот здесь ставить, а потом, когда мы, в общем, там будет просто работать, Ну, примерно что. шуметь, и это, я думаю, что не особенно интересно. Ну, понятно. Хорошо, ничего страшного. Проходите, коллеги, мы начнем прям ровно-ровно, у нас очень мало времени для проектной сессии. Вы просто открыть занятие, пересядьте. Давайте, коллеги, менять будет интересно. Здравствуйте. Самое главное, что все, что я покажу, потом сможете прямо в школе также и применить, и поставить если это будет необходимо. Объединяемся по группам. Нам нужно примерно 5 групп. Можете садиться ко мне спиной или сбоку, взять стульчики, как вам удобно. Вот правильно группу организовать вокруг стола, будет очень удобно. Ну, туда организовать.
Вдвоем маловато, сейчас кто-то зайдет, и там еще. Так, вы вчетвером коллеги, да? Так, а вы идите сюда. Мы можем... Так, коллеги, насколько я понимаю, это все представители школ участников проекта, да? Которым не повезло, потому что они попали в какую-то аморфную группу, и непонятно, что теперь сделать. Нет, тут школы есть всякие, да? А, есть те, которые как это? Я все время думаю, есть же русская пословица, что сытый голодному не товарищ. А как высшая школа могут найти за собой тех, у кого нет ни как учителей, ни как ничего? Нет, неправда. У нас даже те, кто попали в этот проект, они не являются таковыми. Да. Мы не понимаем, почему они попали. вообще не понимают, почему они туда попали. Поэтому мы с этими школами очень дружим, у нас очень хорошие отношения. Макаренко, Гуляш, все Гуляш. Они часть попали. Ничего себе, вот такой возьму, да? Приказ пришел в марте этого года. В марте этого года. Так, слышно меня? Не надо сильно громко, чтобы... Ну, хотите, если можете чуть-чуть прибавить, то что придется перекрикивать и шуметь. Итак, уважаемые коллеги, значит, я не знаю, пригласит ли меня Институт развития образования ваш почитать вам курсы полноценные, двух-трехдневные. Мы можем много чего вам рассказать и много чем помочь. Но поскольку я сейчас... Мы напишем рекомендации, когда оценка будет. Мы напишем. Ну, на самом деле, это течение обстоятельств, конечно, у нас очень интересно.